все читается, все слушается соответствующими органами. Ну, сейчас ты говоришь правду? Я не буду отвечать на этот вопрос. Просто я не знал, что ты будешь задавать такие вопросы. На что ты готов, чтобы быть более замеченным? Он, значит, нетрадиционная ориентация. Неужели ты настолько перечеркнул всю жизнь, свою старую, прошлую жизнь, что ты решил начать новую и начать ее почему-то именно в Ингушетии? Я со многими влиятельными ингушами общаюсь, но ни одной фамилии я тебе не назову. У тебя есть друзья осетины? Сослан Дидаров, приходи на подкаст. Почему у тебя нету претензий к Алаудину Парчиеву? Меня финансирует Гуцериев. То есть Евлоев Магомед, Калиматов Махмуд Али, Парчиев Алаудин сделали меньше, чем ты? Нет. Ну да, наверное, так. А может быть, ты ФСБшник? Греха таить не буду, у меня есть еще фейковый аккаунт. Есть ли у тебя политические амбиции? Классный вопрос. Я не думал, что ты задашь. Артем, приветствую тебя в нашей студии. Не так легко было добиться, чтобы ты здесь оказался. Даже чуть-чуть подключал своих подписчиков, чтобы они оказали небольшое моральное давление, скажем так. Приветствую тебя. Да, приветствую, Чеборс, Хамди. Хамда. Говорю тебе огромный баркал за приглашение. И для меня сегодня честь быть у тебя. Объясню Спасибо. Почему. Потому что ты первый серьезный блогер, ингуш, который меня пригласил на подкаст в Ингушетии, да, в столице республики, город солнца, Магаз, да. И это очень здорово, потому что, если ты наблюдал за моей блогерской деятельностью, я очень часто в своих прямых эфирах говорил о том, что в Ингушетии нет медийщиков, очень мало серьезных блогеров, и как будто я сам напрашивался, и вот, пожалуйста, я здесь, в твоей замечательной студии. Спасибо большое за лестные слова. Я больше люблю критику конструктивную, потому что она позволяет тебе улучшить самого себя в первую очередь. Но за комплимент тоже благодарю. Резюмируя немножко о тебе. Ты журналист, по совместительству блогер и параллельно путешествуешь по миру. Какое у тебя образование? Начну с того, что я родился и вырос в Алтайском крае, в городе Барнауле. Поступил в Алтайский государственный университет на факультет журналистики. Соответственно, учился я на журналиста. Только я сделаю немножко поправочку. Я не журналист, потому что, точнее, не полноценный журналист, который работает где-то в какой-то газете официальной, либо на федеральном канале, первый, второй канал, неважно, в редакции, да. Хотя были предложения. Я независимый журналист и блогер. То есть я ни на кого не работаю, кроме себя. То есть я сам себе автор, сам себе режиссер, дирижер, оператор, монтажер. Я делаю от и до все сам. Но иногда мне помогают дети моего лучшего друга. Окей. Поэтому чуть позже тоже поговорим, мы к этому вернемся. Пока такая вводная часть, скажем так. У меня к тебе был вопрос, какими прилагательными ты можешь охарактеризовать Ингушетию, ингушский народ? Задаю тебе этот вопрос, потому что ты далеко не первый год здесь находишься и часто приезжаешь. Да. Какие прилагательные можешь применить? Скажем, 5 слов. Гостеприимные. Окей. Добродушные. Принимаем. Честные. И правдивые. Потому что ингуши очень любят правду. Отсюда, получается, искренние. Искренне. За то, что... За это мне и понравилась Ингушетия, да, за эти качества. Одно из этих слов, возможно, честность, скажем так. Когда люди пытаются найти честного человека и сами стараются быть честными по отношению к ним. Из этого иногда вытекает слово «наивный». Как ты считаешь, ингуши наивные люди? Я не могу сказать, что ингуши наивные. Я могу сказать, что они чересчур добродушные. И добротой твоего ингушского народа очень часто пользуются другие люди. Из-за этой доброты вы несколько раз пострадали. Потому что вы доверились. Соответственно, про это и вопрос, про наивность. Оно имеет место, как ты считаешь, в обществе ингушском? Наивность нет. Это немножко не то. Ингуши далеко не наивный народ. Нет. Окей. Не во всем. Понимаешь, в Ингушетии же проживают люди разных возрастов. Это в силу возраста. Чуть младше, да, есть моменты, где люди наивные, а старшее поколение никак не обманешь. Покойный Серждин Погоров, я с ним дружил долгое время. Именно от него я узнал про историю Ингушетии. Очень часто был у него в гостях в Карабулаке, в этой замечательной семьи.
И по нему я осудил вашу республику и ваш народ. Ничего наивного там не было. Это я был наивен, когда он мне говорил некоторые важные факты и вещи. И я, улыбаясь наивно, не верил, что это правда. Но время показало, что оказался наивный я, а не ингуши. Будет возможность чуть позже об этом тоже поговорить. Я анонсирую каждого гостя у себя в запрещенке и параллельно это дублирую для потенциальных возможных вопросов в Telegram. Угу. И, честно говоря, я так просмотрел, там сотни комментариев было и в той, и в другой площадке. Я не увидел ни одного, по-моему, комментария, который сказал бы, что хотят видеть тебя в этой студии. Как ты думаешь, почему? Объясню. Во-первых, я тоже читал буквально вчера всю ночь все эти комментарии негативного характера. Я вызвал... Это явно хейт такой был. Да, я вызвал негативные эмоции у кого? Я проверил. У экстремистов, признанных на территории Российской Федерации, которые по тем или иным обстоятельствам в разное время, еще до специальной военной операции, покинули Россию, потому что не захотели жить по законодательной правовой базе. Я им не нравлюсь, потому что у меня есть уважение Совета Тейпов, каждого представителя от старейшин. Меня эти люди уважают. В прошлом году, в июне месяце, на локации Цейлом я познакомился с героем Советского Союза, с генералом. Бывших генералов не бывает. С первым и последним президентом Республики Ингушетия Русланом Султановичем Аушем, который сказал мне в глаза и всем, кто там был на локации, свое мнение, дал оценку моей блогерской деятельности, которая касается Республики Ингушетия. Выше этой оценки в моей жизни уже не будет. То есть это голос народа. Аушева уважают все достойные ингуши. Потому что те, которые вчера там... Это твое субъективное мнение, правильно? Нет, все люди... Я его, например, уважаю. Да, все, кто меня окружает, его тоже уважают. Это действительно, по-вашему, это называется конах. Да, говорить, что все, как ты сказал, здравомыслящие. Хорошо, большинство, окей. Просто у каждого может быть свое мнение, правильно? Да. У нас я не политический обозреватель, но здесь у каждого есть свое мнение, поэтому говорить, что все хорошие уважают этого человека, будет немножко некорректным, я считаю. Да, с моей стороны уважение к этому человеку есть, чтобы не думали, что я там, наоборот, пытаюсь. И это им не нравится, соответственно. Во-вторых, меня смотрят, как ты знаешь, многие люди. И, как они меня назвали там в этих комментариях, он агент влияния. То есть у тебя было много гостей, и я не видел таких подобных комментариев. А все почему? Во-первых, либо это потому, что ингуш, будут проблемы, если кто-то что будет писать, да, плохое. А во-вторых, эти люди никак и ничего здесь не влияют. У меня были и не ингуши тоже. И повлиять здесь не смогут, потому что они особо, они аполитичны. Многие в спорте, кто-то в бизнесе там, да, и так далее. А здесь появляюсь я, который говорит про закон о реабилитации репрессированных народов, который поднимает существенные насущные проблемы Республики Ингушетия. Хотя я мог все это обходить стороной, но совесть не позволяет, потому что мама меня воспитывала по соображению совести, чтобы я всегда везде во всем поступал. Об этом мы чуть позже можем поговорить. Им это все не нравится. То есть им не нравится, что меня слушают, меня смотрят, меня поддерживают серьезные люди. Хотя я не прошу, чтобы меня слушали, чтобы меня смотрели, ставили мне лайки, комментировали. Все само собой пришло. Тем самым я просто расположил своей искренностью и даже местами своей той самой наивностью ингушский народ. Но я не набивался, к вам, друзья, здесь. Так сложилось. Им это не нравится. И вместо того, чтобы критиковать меня как независимого журналиста и блогера, они переходят на личности, на мою личную жизнь, которая никого не должна касаться, кроме меня, моей семьи, моих близких и родных. Это просто табу. Все. Потому что таких людей очень много, и я хочу таким образом обезопасить свою семью. Ты же согласен, что публичное лицо так или иначе должен и обязан показывать то, что не должен делать, допустим, обычный простой человек, который идет на работу и возвращается домой? Никто не должен и не обязан говорить о своей личной жизни. Окей. Глава государства должен показать, что он семейный человек, например, семьянин. Он, не допустим, должен. выступает за семейные ценности, при этом ему задают вопрос: у тебя Хорошо. есть дети? Он говорит: да, есть.
Или он Есть. сказать, я не должен объяснять? А ты знаешь, кто? Его жена и знаешь его детей? Так это же не обязательно спрашивать, сколько лет там и так далее. Просто. Ну, я тоже могу сказать, есть, и что? Ну, окей. Ну, я вдруг думал, и у тебя нет? вообще табу прям такое. Ну, Вообще не табу говорите, не это задавайте мне такие показывать. вопросы. Мой блог не про мою личную жизнь, как я просыпаюсь, чищу зубы, что я ем, где я сплю, с кем я сплю и так далее. Мой блог про путешествие и жизнь. Жизнь тех мест, которые я посещаю. Про людей, которые живут в этих местах. Про их историю, культуру, традиции, обычаи, взгляды. Ну, а также я освещаю какие-то новости и события, которые касаются того места, в котором я нахожусь на данный момент в Ингушетии, да, и касаемо исключительно России. Все остальные меня не волнуют. Если это Россию как-то касается, я комментирую, говорю, показываю, снимаю. Если это Россию не касается, то я не имею права вмешиваться в межнациональные отношения, я не знаю, там, Грузии, Абхазии, Азербайджана, Армении. Даже как независимый журналист, ну, я многое не знаю. Там есть свои подводные камни, да, то есть зачем лишний раз там хейтеров себе? Я с уважением отношусь как к Армении, так к Азербайджану, Грузии, Абхазии. Я человек мира. Вот. Окей. Несколько раз ты сказал про независимую журналистику. У тебя, я так понимаю, есть удостоверение журналиста. Есть образование журналиста. Ну, удостоверения у меня нет. А оно не должно быть? Ну смотри, ну что в твоем понимании журналист? Журналист тот, кто пишет статьи и где-то их публикует. Правильно, я публикую статьи ВКонтакте, в Дзене, а также в Ютубе, вкладке сообщества. И то есть, публикую не о своей жизни, а о каких-то исторических фактах. Да, также у меня спрашивают, ну, а как там, вот я в Париже был недавно, в столице Франции, да, как появился Нотр-Дам-де-Пари. То есть это же нужно найти информацию. Журналист — это человек, который работает с информацией и умеет это делать правильно, грамотно, опираясь на законодательную правовую базу. Все очень просто. Если, допустим, я выполняю множество функционала и обязанностей любого министра в определенном области, любого направления, но при этом я не являюсь министром, я могу сказать, что я министр? Например, я занимаюсь сближением, налаживанием добрососедских отношений между двумя национальностями, условно, к примеру. И этим же занимается некий министр в Республике Ингушетия, возможно, ты его тоже знаешь. И это его направление. Да. Но, возможно, я сделал больше, это я абстрактно, возможно, я сделал больше, чем он на своем месте. Могу я сказать, что я министр? Нет, ты можешь сказать, что ты миротворец. Миротворец. Ну, как я могу сказать, что ты журналист, если у тебя нет... Или, допустим... Что такое... Нет, подожди. Независимый журналист, я что должен? Сам себе удостоверение выписать? Удостоверение выписывает то заведение, учреждение, в котором ты работаешь. Я не работаю нигде официально. В газете, журнале, телевидении. Я сам себе не могу выписать это удостоверение, но при этом я могу получить аккредитацию как независимый журналист. Таким образом, я попал в посольство Российской Федерации в Париже как независимый журналист-блогер. Окей, а почему ты не сделаешь удостоверение? У тебя же какие-то двери все-таки, наверное, откроются, если оно у тебя появится. Оно мне не нужно, я не хочу на кого-то работать. Ну, тогда, немножко, просто в моей голове немного не укладывается. Ты говоришь, что я независимый журналист, но у меня нету удостоверения. Ну, окей, это... Удостоверение дает учреждение, в котором ты работаешь. Слушай, ну вот ты учился в университете? Да. Тебе давали студенческий? Студенческий давали, я получил диплом, и я имею высшее образование. Если бы я не получил диплом, я бы не говорил, что у меня высшее образование. Если бы я даже был отчислен или не доучился на 4,5 курса. Вот сделай себе новый студенческий сам себе. Вот прямо сейчас. То же самое же будет. То, о чем я тебе сейчас пытаюсь донести. Дает учреждение, а они... Так мы говорим про диплом, а не про студенческий. Нет, подожди. Мы говорим конкретно про... Ты вот говоришь, что у тебя есть, какая-то корочка. Диплом? Ты имеешь в виду про это? Диплом есть. Но зачем получать, как независимый журналист сам себе может... Я независимый, то есть сам на себя работаю, сам себе выдать какую-то корочку. В чем независимость? Ну, в России практикуется, что у независимого журналиста есть удостоверение журналиста. Вот, я это нет такого. Не практикуется? Нет. Ну все, тогда вопросов нет. Если ты независимый журналист, я не встречал такого. У которого нет удостоверения, потому что этого в природе не существует. Не существует. Да, вопросов нет. Я не встречал такого. Все. Про семью ты обещал, что чуть попозже можем об этом сказать. Ты часто говоришь о маме. Да. И вот сейчас тоже ты о ней сказал. Да. Я так понимаю, она в Ингушетии не живет? Нет. Она в другом крае, скорее всего. В моем родном городе Барнауле. В Барнауле. Да. Ты же часто бываешь в Ингушетии.
Ты часто говоришь о маме. Почему с собой не берешь? Мама у меня домоседка. Она даже, во-первых, мама моя не в самом городе Барнауле живет, а в 12 километрах. Ну, это пригород Барнаула. Ну, сегодня его уже будут включать в границы города. Город расширяется. Мама любит свое село. У мамы есть 4 замечательных внуков, моих племянников. А маме просто физически некогда. Плюс у нее есть работа. Она не хочет сидеть дома, считая, что тогда ее нагрянет очень быстро старость. Но, возможно, моей маме, кстати, в этом году будет 60 лет. Молодая. Да, мама родила меня в 21 год. Приедет в Ингушетию. Ну, по крайней мере, я ее упрашиваю, не только я. Все мое окружение очень просит, чтобы она приехала. Мама смотрит, и мама очень часто переживает. В том числе из-за того, что вчера происходило. Хоть она и не знает ингушский язык, но она прекрасно понимает, и если у меня такая реакция, она лучше всех меня знает. Значит, что-то не так. Значит, в этих сообщениях есть негатив по отношению ко мне. Но моя мама всегда говорит, чтобы я не сдавался, не опускал руки. Мама мной гордится. У мамы я красавчик. Вот. Это хорошо, если родители гордятся. Одна из причин, когда меня начинают хейтить, я всегда говорю, мне все равно, кто и что скажет. Главное, не нарушайте законы, потому что все читается, все слушается соответствующими органами. Хотим мы этого или не хотим, мы в такие времена живем. И за нарушение законодательной базы России, ну, ты понимаешь, что может быть. А я бы не хотел, чтобы человек из-за своей глупости мог пострадать, и его могли загнать в тюрьму на лет так 20, чтобы он там подумал. Особенно, если это молодой парень. Ну, бывают люди вспыльчивые, эмоциональные. Я, наоборот, пытаюсь таких людей уберечь, чтобы они включали свой мозг и не относились к жизни так очень просто и легко. Наивно. Мы, резюмируя ответ на этот вопрос, маму в кадре мы никогда не увидим. Нет. Даже если она сама захочет этого? Даже если захочет, нет. Даже если захочет. Я попросил удалить всю информацию из интернета. Ее нет. У нее есть фейковый аккаунт, с которого она наблюдает меня в Нельзяграме, в Ютубе, в Телеграме и так далее. Окей. А племянники от брата, от сестры? У меня есть еще, 2 сестры. 2 сестры? Да. А ты говорил, брат у тебя есть? У меня есть брат от отца, у него новая семья. Как раз-таки я поеду в гости. Они живут все в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области. Про сестер ты, по-моему, раньше никогда не говорил? Нет. Только сейчас? Да, по этой же причине. Потому что одну мою сестру по фамилии, ну, она в скобочке поставила девичью, да, фамилию, и слева уже фамилию своего мужа. Они нашли. Написали очень много. Если у нас будет это не первый и не последний подкаст, есть вероятность того, что у тебя на следующем подкасте новые родственники появятся, о которых ты сейчас не сказал? Просто раньше не говорил никогда о сестрах. Я просто не люблю говорить о своей личной жизни. Ну, сейчас ты говоришь правду? Да, конечно. Ну, если ты хочешь прям и подписчикам интересна моя семья, то, соответственно, у меня мама, папа, как ты уже понял, молодые, 60 лет. Не, мне интересно не то, что там твоя семья. Мне интересно, чтобы гость, приходящий на эту студию, говорил правду. Я задаю вопросы не для того, чтобы ты 2 сестры... или кто-либо другой сочинял какие-то ответы. Там. Я говорю, какого цвета стена? Ты говоришь, ну, белая. Да, я понимаю. У меня есть 2 сестры. Вот, от моей мамы у нас одна мать. Касаемо отца, то есть по отцовской линии у меня есть еще 2 брата и одна сестра. Сводные. Да, сводные. Ну, у вас такая практика есть в исламе. Можно несколько жен. Если бы моя семья была в исламе, то, получается, моя мама была бы первой женой, а вот вторая женщина второй. Ты сказал, но у вас есть такая брак, как будто пытаешься оправдать вот эти действия. Ну, нет, есть, я есть. не оправдываю эти действия. Я же христианин по своей религии. У нас так не принято. Одно сердце для одного человека. Ну, окей. Главное, чтобы... Когда приедет мама в Ингушетию, ей здесь понравилось. И, соответственно, ты будешь более воодушевлен для дальнейшей работы. Ты в Ингушетии сколько лет? 7. Минимум 7 лет. Соответственно, ты... Скоро вот в апреле будет месяц. Очень хорошо знаешь ингушей, менталитет, что ингуши могут без угрызения совести, ну, то есть спросить о чем-то личном и не считать это нетактичным. Ну, к примеру, допустим... Взрослая женщина может девушке сказать, а что ты замуж не вышла до сих пор? Тебе там 23,5 года. Это не считается нетактичным. Вот у меня к тебе вопрос.
не тактичный, может быть, для тебя. Тебе 38 лет, почему ты не женат? А кто сказал, что я не женат? Ну, я задаю вопрос, если женат. Вот он ответ. Ну, окей, нет, не ответ. Ты сказал, кто сказал, что не женат? Ну, это же личное. Ты же сказал, ты можешь отвечать, а люди пускай думают. На то он и создается контент, чтобы... А дети у тебя есть? Я не буду отвечать на этот вопрос. Okay. Я не могу на него отвечать по одной из простых причин. Я тебе озвучил. Это моя личная жизнь. О ней никто знать не будет, кроме... Тебе 38 лет или больше? 38. 38 лет. Ну, хоть в этом вопросе я узнал, что это действительно так. Это будет для моих недоброжелателей, наверное, понял, да, из своего телеграм-канала, как умнее. Ну, о котором ты сказал вначале. Да, их очень много. И это очень плохие люди. Это признанные. Это экстремисты из комитета по независимости Ингушетии. Ты думаешь, что это мои подписчики? Они просто сюда прилетели? Нет, они прилетели. Я тебя анонсировал. Они на меня зуб точат. Но при этом, когда я был во Франции, ни один из них, а они там были, несколько человек, не смогли приехать. Они звонили там Микаилу и так далее, потому что узнали, что Микаил Костоев, он является... Постпредом, условно, короче говоря. Ну, да, нет, он является учредителем ассоциации ингушей во Франции. Да, то есть там есть небольшая ассоциация, да, и вот он ей занимается. Соответственно, он меня встретил, они это увидели, что ингуш, как так. Короче, дальше слов не зашло. Ну, такое частенько бывает, да. Окей, ты часто, ты опять же говоришь, помимо моей основной работы. Да. Что ты подразумеваешь под этой фразой? Помимо моей основной работы, я работаю менеджером по развитию. Чего? По развитию в компании. Ну, продажи. Ну, развитие чего имеется в виду? Ну, какое направление? Это административная... Я понимаю, что это Да. ты опять это скажешь. административная работа. Я работаю, естественно, можно сказать, помощником руководителя по административным нюансам компании. Мне не обязательно быть на своем рабочем месте. Для этого нужен ноутбук. Но какая сфера вообще, какое направление? Ну, Туризм? Нет. А что? Нет, ну, видимо, ты... Ну, раскройся чуть-чуть, скажи людям, вот он я. Понимаешь? Вы меня наблюдаете 7 ты, когда лет. приходишь на официальную работу или еще куда-то, тебе ставят условия. Все мои друзья, коллеги по работе знают, чем я занимаюсь. А мне сказали, ты можешь делать свой блог, показывать свою жизнь, как хочешь. Но ты никак не должен свой блог мешать, да, с работой. Это конфиденциальная информация. Перемешивать, да. Правильно? Почему? Ну вот найдут сейчас, например, мою жену, детей, мать, мою работу, будут туда писать письма, будут писать гадости, оскорблять, унижать, ролики с искусственным интеллектом создавать, трепать нервы моим близким, родным. Мне придется каждый раз говорить, что это неправда, оправдываться. У меня нет физически на это времени, вот и все. Зачем мне создавать лишние проблемы, да, болтая всем про свою личную жизнь? Счастье любит тишину. Все. Ну, с этой фразой, конечно, не знаю, на мой взгляд, далеко не уедешь, будучи публичным человеком. Я в этом... Поверь мне, я тебе обещаю. Прямо здесь, сейчас, в этот момент. Уеду и очень далеко и высоко. Не переживай. Уедешь в другую страну или меня, уедешь знаешь, что... по... Нет, уеду в карьере. В карьере? То есть ты меня еще пригласишь, но уже в другом статусе. Окей. Я постараюсь. Мы зафиксировали этот момент. Сегодня у нас конец января 2026 года. По поводу работы, я просто, на самом деле, немножко, ты сказал менеджером, да. Помощником руководителя, менеджером. Я себе представляю, допустим, есть помощник, руководитель, менеджер в банковской структуре кто-нибудь. Нет, от того, что, я понимаю. От того, что он будет показывать это в своем личном блоге где-то, какие к этому могут быть претензии? Где-то, ты если говорить какие-то... Ты не понимаешь один дальше, маленький нюанс. Мне вчера, то есть, будем говорить, я не знаю, когда выйдет этот подкаст, на Медне, писали сообщения, где обсуждалось мое убийство. И мы это все заскринили, мы это все, сколько скринов, 20 сделали всей этой переписки, где они сидят там и обсуждают о том, как меня надо убрать. На ингушском языке. Ты понимаешь, что я не имею права вмешивать свою семью и тем более работу, какая... Ты читал мое личное сообщение касательно вот этих скринов?
Да, Я тебе ответил. Да. Ну, ты же не все скрины видел, а у меня есть все. Мне Абсолютно. даже будет интересно посмотреть. Да, Просто там мы покажем. с ингушский друзьями. язык такой, что интонация одного и того же слова может менять значение, а интонацию в тексте можно понять, исходя из других слов, содержащих в этом предложении. Я не оправдываю ни одну, ни какую-либо сторону, просто я к тому, что именно в том, что ты размещал в скрине в сторис, там именно было защиту в тебя, в твою сторону сказано, Да, нежели но наоборот. обсуждалось-то наоборот. Он их пытался остановить, а потом этот же человек с 3 семерками написал: ну, если вы его хотите, убейте, давайте. Он говорит: а тебе его жалко не будет? Ну, у нас же это все есть. Там было с подколом. Ну, что же вы сидите, не уберете его? Вот так вот это звучало, если переводить на Это русский. не важно, Понимаешь? такие вещи не обсуждаются. На публику, тем более, в твоем телеграм-канале. Это экстремизм чистой воды. Даже в шутку нельзя. Вспомним ситуацию в самолете, как Ингуш пошутил, что у него там в сумке лежало. Что с ним сделали? Нельзя такие вещи писать, говорить, это экстремизм. Что с ним стало? Он полетел дальше или его сняли с рейса? Я честно не знаю, про какой случай ты говоришь. Ну, я просто не хочу озвучивать это. Я, Такие честно, вещи я нельзя не говорить. в теме. Но я знаю, что Ну, ты понял, что в есть сумке лежало. запретные слова Да, в самолете он их нельзя сказал. произносить. Пошутил. Он А, плакал, ну, это он говорит: был- я пошутил. это был 22-летний пацан, молодой Вот. пацан, по-моему, Ну да, это был. ну как ты Всё, я считаешь? вспомнил. Вот Ну, по этой это глупо. причине, это глупо. И вот из-за таких глупостей они могут пострадать. Хотя мы выяснили, что эти все люди находятся за границей. Один улетел, кстати, в США с громкой фамилией ингушской, самый популярный у вас в Ингушетии. Евлоев. Да, вот. И... Евлоев, да? Да. А. Я просто понять не могу, что лаять из-под юбки другого государства. Причем этот человек хает Россию, государственность российскую. Ему не нравится, что Ингушетия в составе России и так далее. Но при этом он уехал абсолютно в толерантную страну, где признаны однополые браки. Что ж ты, красавчик, не поехал в Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты, Афганистан, Иран, Ирак? Что они все прутся в загнивающий Запад? Я не знаю, там Франция, Германия, Бельгия, Норвегия, и вот сейчас Америка тоже. Что за двойные стандарты? Тоже для меня это непонятно. Езжай и живи по шариату в Саудовской Аравии. Как ты Работай, относишься к ЛГБТ? Отрицательно. Почему? На территории России. Я толерантный человек. А вне территории России? Я считаю, что ты можешь... Давай так скажу. У тебя могут быть любые убеждения, в том числе и сексуальные. Но эти убеждения ты не должен навязывать кому-то публично. Окей. Ты сказал, в России негативно, а вне России? Негативно мне все равно. Если честно, вообще все равно. То есть я был уже во многих странах, там, где это все признано. Конечно, я видел людей, которые... парень, но у него накрашены ногти, у него там длинные волосы тоже покрашены, там розовый какой-нибудь цвет, да, и весь женственный в женской одежде. Ну, мне это не нравится, я против такого, да, но это же не мое дело. Ну, вот он так самовыражается, это его жизнь, это его представление. А если в России ты такого увидишь? какая у Видел тебя в будет Москве, реакция? все равно. Ну, у меня это улыбку вызывает. Не, ну, если в России это запрещено, не Да. если, а это запрещено. Да, но просто я не знал, что ты будешь задавать такие вопросы. Есть блогер, женоподобный, одевает все женское, он публичный человек, он везде на телевидении. Андрей Житковский, как Я правильно? не знаю такого. Житковский, фамилия Окей. точно правильно. Он не признанный, чтобы мы сноску... Нет, не признанный. Он везде на телевидении, везде в тусовках, и в модных, и не в модных. Его везде приглашают, также на подкасты и так далее. Он там шутит. Почему его не запрещают? Вопрос. Это тогда тоже можно под пропаганду записать? Его Ну, любят. ты за то, чтобы его Алексей запретили? Житковский. Нет, я не за то, чтобы его запретили. Он прикольный чувак, он шутит смешно, но выглядит очень женоподобно. И получается, вот так сказать, не то чтобы твоему мнению и так далее, что вот он к ЛГБТ. А вдруг он не к ЛГБТ? Я понял. Я Это видел много образ. раз. Мгм. Ну, давай откровенно и честно. Вот если брать как персонаж человека. Когда ты в классическом костюме, при рубашечке, такой весь правильный, хороший, сидишь тут, говоришь. Меньше внимания вызывает. Да, ты никому не интересен.
Но стоит тебе что-то изменить, да, в себе, во внешности. Набить здесь, как один рэпер, не будем ему рекламу делать, 666, кольца, серьги, и все, это начинает все обсуждать. А люди все хотят чего? Правильно, быть замеченными. На что ты готов, чтобы быть более замеченным? А я не хочу быть замеченным. Зачем? Ну, Для не чего? знаю. Я не ищу популярности не в том возрасте. Мне скоро 40 лет. Все думают, что я здесь ищу популярность, да, в Ингушетии. Как говорят, вот он там ради лайков. Я что, эти лайки выпрашиваю? Ну, для нашего выпуска я попрошу у всех Я никогда не просил зрителей, для да. себя, если честно. Да, ну вот я попрошу, поставьте лайк. Если вам не жалко, и подпишитесь на канал Чеборза. Он хороший, правда. Вот. А так... Но при этом ты сказал, я не знал, что будут такие вопросы. Может, дальше тебе не понравится. Да, но просто какую-то катастрофу из всего сделали. Давай вот дальше. В моих руках iPhone 17 Pro Max. Мгм. Кто сегодня владелец Apple? Штаты. Нет. Человек конкретный. Ты про Кука? Да. Ну, Он же открытый. поэтому у меня не iPhone. Ну да, а у меня вот iPhone. И у большинства iPhone. Любят iPhone. А еще... Михаил, у тебя какой телефон? У него тоже Xiaomi. А еще многие любят, чтобы был Armani, чтобы была Prada, чтобы был Dolce Gabbana, Disquired, Louis Vuitton. Кто там работает в этих домах моды? У Никому. меня не было такой одежды. Да, а ни для кого это не секрет, кто там работает. Вот как раз-таки, та-дам! Потому что это творческие люди. А если дальше эту тему, так сказать, раскручивать, то мы дойдем и до Леонардо да Винчи и так далее. Поэтому... Ну, его дорогих картин Да, у меня дома тоже нет. Да. Задача таких людей не пропагандировать всю эту историю среди несовершеннолетних. Закон в России гласит о том, чтобы они не пропагандировали. Потому что, знаешь, вот была такая Даша Корейка. Он был парнем, такой весь тоже жеманный и так далее. Сначала он там кричал BTS и так далее. И сказал, что это мой образ, почему вы меня хейтите, за что вы меня ненавидите. А потом ты не поверишь. Он собрал донаты, деньги, пошел, сделал себе операцию по смене пола. И в паспорте теперь Даша Корейка. Так, это к чему был пример? Почему? Дети это посмотрели, увидели, что у него миллионы там подписчиков, что он на этом заработал кучу денег. Так. Скажу, я тоже так хочу. Это же ребенок. И все, и ты потом его не изменишь. Я считаю, что конкретно эту историю нужно запретить в медиапространстве. Это неправильно. Так может, Среди несовершеннолетних. проблема в не запрете медиапространства или не контроле родителями этих детей, что они с такое смотрят? Ну, знаешь... Ты же не можешь мне, допустим, запретить сейчас прыгнуть с 5-го этажа, Нет, правильно? могу запретить, я тебя остановлю. Как ты это сделаешь? Ну, Может я- быть, я физически сильнее, предположим, говорю. Ну- Или я попрошу Михаила, чтобы он тебя держал, а я спрыгну. Ты же не можешь мне запретить. Не могу запретить, но А вот если это будет постараюсь тиражироваться... остановить. Вот. Если это будет тиражироваться, допустим, в СМИ, Да. в красках, в подробностях, Да. скорее всего, там будет кровь. Да. Ну, не дай Аллах. Чья это будет проблема? Что это попало в сеть? Наверное, все-таки в этом, правильно? Поэтому я и задаю вопрос. Как ты к этому относишься? Если ты говоришь отрицательно в этой стране, у меня, естественно, возникает вопрос, а в других странах, понимаешь? Вот. Ну, что значит Вот это отрицательно? Я имею в виду, чтобы это не распространяли. Мне все равно, кто с кем спит, где и когда, у кого какого цвета трусы и сколько денег в кармане. Никогда Окей. этим не интересовался. Смотри, ты А в нашей стране, если что-то ты не договариваешь, вот я, например, не говорю про свою личную жизнь. Меня тут же приписывают в ряды, он, значит, нетрадиционной ориентации, раз он не говорит о своей семье и так далее. А никто же не спрашивает, откуда пошел такой слух и так далее. Откуда пошел? А пошел из Северной Осетии от медийщиков. Потому что мне писали их девушки и женщины. У меня полно свидетелей, которым я показывал все эти переписки, все эти фотографии обнаженные и так далее. Сначала пишет дочь, потом пишет ее мать. И до такого доходило. Может быть, это там, другие какие-то жители, не конкретно, что национальность, осетинка. Но ты им пишешь, вы в своем уме. То есть мне зачем это писать? Раз я тебе не нравлюсь, значит, ты гей.
То есть вот так родился изначально слух о том, что... И вот так вот понес... Да, но я же, конечно, начинаю твоя... оправдываться, это моя глупость была и так далее. Все это скрины по-своему выставляют, дальше через какие-то программы пропускают, я тебе рассказывал, делают какую-то поставу, что от моего никнейма писанина, которую я вообще никогда в жизни не писал, потому что у меня есть свой стиль, свой почерк, ты уже его понял в WhatsApp, как я пишу свои сообщения. А они делают, верят. Дальше есть такой признанный на территории Российской Федерации террорист-экстремист Адам Аушев, от которого отрекся весь Тейп и вся Ингушетия, Абу Кавказ. Ну вот как человек, который употребляет запрещенные вещества, причем во всем мире, с больной головой, может, который никогда вообще не общался со мной, не знает, кто я такой, по каким-то слухам и сплетням, причем он их взял из пабликов североосетинских больших и крупных, говорить о моей личной жизни. Ты кто такой? Инфа о том, что он употребляет какие-то запрещенные вещества, да, это конечно. Открытая инфа? Конечно. Где ты взял? Это от ваших. Ну, я тоже могу все, что угодно о нем сказать. Но он же тоже говорит все, что хочет. Вот. Но он реально сидит как обдолбанный. Он оскорбляет женщин, называя их наше, ингушских, стариков. И много раз он на этом был пойман. Его здесь просто поставят, не буду говорить как, за все то, что он сказал против ингушских женщин и стариков. Что он говорит про совет тейпов, про стариков, которые там находятся, самые уважаемые. Это же все можно поднять, понимаешь? И вот этих людей начинают слушать, потом эти сплетни начинают распространяться. А я тебе так хочу сказать. Вот когда начинается вот эта вся история, мне плевать с самой высокой колокольни России на все то, что говорят про меня. Потому что у мамы я красавчик, рай находится под ногами у наших матерей. Потому что меня окружают очень достойные, умные, образованные, интеллектуальные люди, которые в меня верят, которые мне помогают. И я никогда их не разочарую ни в чем. А остальное, кто там что пишет, кто эти люди, чего они добились. Я это называю биомусором. Пишут с левых аккаунтов и так далее. Будьте мужчинами. Ну, это, извини меня, это ты то, на что ты сам подписался, будучи... Да, ты где-нибудь видел, чтобы я... Публичным человеком. Завел какие-то левые страницы и... Я не узнаю, даже если ты заведешь. Нет, да я со своего аккаунта. Меня друзья ругают за это. Они говорят, заведи уже левую страницу, аккаунт, пиши с левого, тебя все читают, тебя все видят. Я говорю, а зачем лицемерить? Чего мне бояться? Это мое мнение. Хочу, пишу и выражаю свою мысль. Я живу в свободной стране. Статья 29 Конституции Российской Федерации, там все написано, что можно, что нельзя делать и так далее. Это свобода выражения моей мысли. Все. В чем проблема? Зачем я должен вот так вот прятаться? А они прячутся, называя себя «я мужчина», палец вверх. Какой ты мужчина? Мужчина — человек, который отвечает за свои поступки, действия и слова. Они не могут ответить. Они меня боятся. Давай откровенно. Я сюда пришел, чтобы они посмотрели, потому что они жутко боялись, чтобы я сюда пришел и стал говорить, потому что у тебя своя аудитория. Там ингуши в основном, ну, чеченцы, я знаю, есть там аварцы, даргинцы, народ Дагестана. Ну, Кавказ, одним словом. Им невыгодно, чтобы Кавказ был един и в составе России. Я человек, который начинает объединять людей, объединять ингушей, им это тоже невыгодно. У вас сейчас нет единства. И поэтому им надо посеять в исламе то, о чем мы говорили. Отошли от темы, да, Артем. Мы поговорим о единстве чуть позже. Я просто не хочу тему с темой намешивать. Мы сейчас перешли там до Адама Аушева, потом мы говорим про единство и так далее. Вопрос был касательно вот смотри, запрещенной группы в Российской Федерации. Я хочу завершить эту тему и задать тебе следующий вопрос. Вот эти люди сеют это зерно, потому что в исламе ты знаешь, как к этому относятся. Артем, чтобы ингуши со мной не общались. Новый повод, чтобы люди подумали, что ты не такой ориентации. Вот у меня вопрос к тебе. Да. Ты увидишь на улице в Российской Федерации, где это общество или группа, как это правильно называется, запрещено, да. Как представитель мусульманской конфессии проводит, допустим, самосуд не в плане там какой-то физического права, он делает, слышь ты, здесь нельзя никаких там ходить там с лаком на ногтях, там с фиолетовыми волосами крашенными и так далее. Как ты поступишь? Вот одна сторона — это представитель ислама, вторая сторона — это вот те люди, о которых мы говорим, нетрадиционщики. Как ты поступишь? Ты скажешь, слушай, у него есть право выбора, или ты скажешь, правильно он говорит, давай я тоже за него?
Нужно понимать, где ты находишься, в каком месте. Давай Город начнем Москва, с меня. улица Проспект Мира, дом 171, двор. Этот парень, я думаю, с накрашенными ногтями никогда не придет в это место. Ну, мы предполагаем. Правильно? Ну, Так же, как ты предположил, что человек, сидящий в Турции, Да. обдолбленный. Мы не можем этого знать, мы не брали анализы. Его я тоже не защищаю, он про меня тоже много чего говорил. Как ты поступишь вот в этой ситуации? Мы смоделировались. Я ему объясню, что он родился мусульманином в первую очередь. Да, там, ингушом, раз мы в Ингушетии. Что по исламу, то есть это строго наказуемо, что у вас даже от этого отрекаются, насколько мне известно. И даже, не хочу называть это плохое слово, что делают. То есть отправят тебя, в Нью-Йорк, одним словом. Ну вот, два человека стоят. Ты Да. это будешь рассказывать кому? Я буду рассказывать этому парню. С лаком, соответственно. который... Да. Что так делать нельзя. Так делать нельзя здесь. Ну, то есть ты против всего этого, правильно же? Да. Ты против всего Я против такого самовыражения. Если человек нетрадиционной ориентации, да, так вышло, то оставайся мужчиной. Выгляди как мужчина. Зачем, я не знаю, Я считаю, уподобляться что женщине? педерасты не могут называть себя мужчинами. Я так считаю. Как можно, если ты нетрадиционной ориентации, оставайся мужчиной? Оно не сопоставляется, друзья. А я хочу тебе сказать, есть такая певец... Это я произнес литературное слово. Да, есть такая певец-певица, которая победила на Евровидении, австрийская, Кончита Вюрст. Так. Ты из комментариев, наверное, я там писал, что это пишут мне сестренки Кончита Вюрст. Да. У этого певца или певицы, это вообще мужчина, переодетый в женщину, и вот таким образом он и победил, потому что это впервые было, и всех это шокировало, удивило, все стали голосовать там и так далее, поддерживать. А вот у него, не знаю, он, она, оно, я не знаю, кто оно, неважно, вот у этого персонажа борода. Так вот, я тебе хочу сказать, не может быть мужчина. Так он намного мужественнее, чем те, кто вчера писали мне. И тебе в Телеграм-канале. Может, те женщины писали. Вот и все. Так это мужчины писали. Как Евлоев, как его там звали, я не знаю, откуда который знаешь, в Нью-Йорк кто? уехал. Как может женщина такое писать? Тогда они все женщины. Ты же предполагаешь. Окей, все они женщины. С яйцами в том числе. Окей, я говорю о том, что человек нетрадиционной Женщины там не ориентации сидят. Там не может только называться мужчины. мужчиной. Как ты можешь оправдывать вот это и говорить, пускай он хотя бы остается мужчиной? Это не оправдание. Несопоставимые вещи. Это не оправдание. Потому что Бог Вот тебя ты сотворил можешь мужчиной. как блогер, допустим, Да. окей, ты можешь как блогер выйти на улицу, любую улицу города Магаз, пускай это будет проспект Идриса Зязикова, где больше людей, и провести опрос. Да. Как ты считаешь, есть ли какое-то оправдание человеку нетрадиционной ориентации? Можно ли оставаться мужчиной, если нетрадиционной ориентации, допустим? И я думаю, что из 100 ты получишь я тебя ответ, что нет. переадресую. Ты предлагаешь таких людей убивать? Я не предлагаю их убивать, я предлагаю... ты сделал тогда? Что бы я сделал? Да, что бы ты сделал? Что бы ты сказал? Путин запретил вообще о них говорить без сноски. Это раз. Но при этом он сам говорит, что в спальне занимайтесь чем хотите. Не выносите это за пределы. Можешь найти этот ролик. Улица, проспект Мира — это не спальня, это раз. Да, понятно. Во-вторых, я тебе смоделировал вопрос, когда это происходит в общественном месте. Да. Я тебе не говорил, что там в комнате что-то происходит, и ты застал. Как ты там оказался, это уже будет другой вопрос. Поэтому я говорю, что запретное, оно должно быть запретным. И неважно, под каким соусом ты пытаешься это оправдать, дать им какой-то шанс и так далее. Педерасты не имеют права на то, чтобы называться мужчинами. Это лично мое мнение. Субъективно. Субъективное, конечно. Ты с этим не согласен? Я с этим не согласен, потому Окей. что... Окей. Нет, я хочу закончить. Потому что каждый человек сам выбирает, да, как ему жить, кем дышать, чем дышать, что ему делать и так далее. Но ты просто привел пример, извиняюсь, ты любишь критику, но он глупый. Потому что такой человек никогда в это место не придет. Такие люди, ты сам это знаешь Какое прекрасно. Там, где находятся ваши люди, мечеть или еще там Ой, куда-то. слушай, Он не придет. Я же Он смоделировал уедет из ситуацию Да, города но Москвы. она правильно? невозможная. Она такая... Это знаешь, как у Станиславского волшебное слово «если бы да кабы». Подожди, ты хочешь сказать, что в Москве нельзя увидеть человека с накрашенными ногтями и Мечеть. условно... Да при чем тут мечеть? Я же говорю, где ты проспект хочешь? Мира, дом Просто 171 который идет. во дворе. Да, во дворе. Идет. Я же тебе смоделировал ситуацию. Вот я тебе Житковского привел. И вот остановил его, Да. неважно, мусульманин или вообще другой конфессии, Да. предположим. Да. И он проводит какие-то нравоучения. Вот Не имеет права это делать. За кого ты будешь впрягаться, вот в чем вопрос. Я ему скажу, что это не твое дело. Как он выглядит, пусть идет дальше. Человеку другой Оставь конфессии. его в покое. Правильно? Оставь. Да. Все это я и спрашиваю. Так нужно было сразу. Просто я
Я-то думал, 171. где-то в мечети или Так еще... я тебе сказал, проспект да. Мира, дом просто, 171, так сказал, на улице, просто Да. идет человек по улице. Я таких много 3 встречал. раза такое сказал. Мне, например, тоже что-то не нравится в другом. И что мне теперь? Мне не нравится, например, быдло. И что мне теперь с этим делать? Которые 2 слов по-русски связать не могут, которые не знают, кто такой Федор Михайлович Достоевский, с которым нечем поговорить, которые считают, что саморазвитие – это пустая трата времени в виде путешествий, книг, какого-то образования. Что за самообразование? Пойти, например, выучить английский язык или еще что-то. Что мне теперь говорить? Слушай, ты что? Бред же. Зачем я буду заниматься нравоучением? Кто я такой? Я бог, что ли? Кто я такой, чтобы идти и кому-то давать указания на стрижку? Кстати, у одного блогера была такая проблема, который у тебя недавно был в гостях. Я этот вопрос потом задал Я ему написал. одному из имамов, он сказал, что это... У нас есть другая рубрика, мы это там обсудим. А на скольких языках ты говоришь? На русском. Только на русском? Птичий английский. Птичий английский. Да. Ну, вот видишь, опять же, ты говоришь, там не изучают английский, а при этом я тоже знаю птичий английский. Да, но при этом знаю я 2 читаю языка. книги. Я в совершенстве говорю на русском и в совершенстве говорю на ингушском. Ну, и ты должен говорить на своем языке. Не теряюсь в любой другой стране, говоря на английском тоже умею. Так я не теряюсь. Я объехал 37 стран в мире. А ты знаешь, что во Франции не говорят на английском? Говорят на французском. На английском говорят во всем мире. Не говорят. Ну, давай. Я был, спускаешься в метро, ни одного английского слова. Выход? Где? Как будет выход по-английски? Exit. Это у нас также. Во Франции ты не найдешь. Не, они тебе не обязаны в метро там, на английском языке что-то Обязаны. писать. А как Почему это? обязаны? Париж – обязаны. туристическое место в любой столице мировой. В Берлин. Почему в Берлине написано на английском? Французы не любят английский язык. Слушай, ну Даже это вывески, предпочтение каждой страны. Вывески на Суть в том, французском. что если ты будешь идти по Парижу и заговоришь на английском языке, скорее всего... Не поймут. Нет. Ну, окей, Поймут в аэропорту, и на ломаном также на птичьем будет с тобой в ресторане разговаривать. Ну, я же свидетель. Хорошо, если ты будешь Вот и говорить всё. на ингушском языке в Париже, тебя хоть кто-нибудь поймет? Нет, Кроме конечно. Микаила Костоева. Нет, конечно. Вот Ты знаешь, видишь, что говорят французы На мне? английском, значит, говорят больше. Знаешь, говорят, что итальянцы. Мне вот так в глаза мне сказали. Ты приехал в Италию, ты приехал во Францию, будь добр. Ну, выучи хотя бы пару слов. Сколько фраз ты знаешь на ингушском языке, кроме хамди, фадижво? Хамди, амдац, дедикэушен, бисяхал, спокойной ночи, по-моему. Ну, я могу говорить там... Ну, там, это была неправильно произнесенная фраза. Ну, суть в том, что, вот видишь, опять же, Ну, какие-то... ты говоришь, я обязан знать, как ингушский язык. Да, конечно. Я также считаю, что человек, который... Сколько месяцев в году ты бываешь в Ингушетии? Ну, Сейчас ты 2 месяца находишься в Ингушетии, если я не ошибаюсь. Я С начала приехал... декабря. Я приехал сюда 26 декабря. Нет, ты пораньше был. Ты Нет. уехал и приехал, значит. Потому что я тебя отслеживал, у тебя были... Так я мог сторисы выкладывать. То есть, ты ну, не окей, понимаешь, как у меня месяц. все устроено. Окей, месяц ты здесь, правильно? Месяц, да, здесь. И, ну, естественно, ты приедешь сюда еще. В следующий раз я приеду где-то в апреле. В апреле. Надолго? На месяц. На Да, месяц. плюс-минус. Получается, На месяц. из 12 месяцев, как минимум, здесь 2 месяца ты находишься в Ингушетии. Ну, исходя из статистики, скажем так. Давай честно, 3. 3 месяца. Это 25% примерно Да. получается. 25%. И за 7 лет по 25% в год ты выучил только там, пару фраз. А для чего мне полностью изучать ингушский? А если я с тобой сейчас буду вести Чтобы что? подкаст, Чтобы не понимаешь, это же тоже будет неправильно. Чтобы понравиться Проявить вам, уважение. так я проявляю уважение. Достаточно сказать приветствие. Ассаламу алейкум. Да, уже этого достаточно, понимаешь? И за это тебя уважают. Ну, понятное дело. Я когда это спрашиваю... не значит сказать ассаламу алейкум, плюнуть там в лицо. А чем больше ты проявляешь все таких равно жестов, ты говоришь тем хамди, ближе и тебе ты к отвечают. народу, правильно? Да, но... мы Тем живем- больше ты завоевываешь уважение, тем становишься Дружище, ближе к ним. мы живем в России. Государственный язык Российской Федерации – русский. Мы говорим здесь все на русском. Если бы я знал... Государственный язык Республики Ингушетия – русский и ингушский. И ингушский. Да. Ну, я русский. И со мной, значит, нужно говорить как? По-русски. С тобой никто не должен говорить на русском ну, языке. хорошо. Мы сейчас говорим на русском языке, потому что и я его знаю, и ты его знаешь. Но, допустим, с тем же Сираджидином Погоровым, если ты говорил на ингушском языке, ты бы проявил бы ему неимоверное. Он бы, ну, не знаю, лучше тебя, он, наверное, никого Почему не считал ты бы. так себе. считаешь? Он и так... Потому что я знаю ингушский менталитет. Он и так меня считал своим сыном. И без этого. Знаешь, за что я ему понравился? Сразу, сходу. За то, что я прямолинейный, и за то, что я не стараюсь кому-то нравиться. И не собираюсь кому-то... И тебе не стараюсь здесь понравиться, или зрителю, и так далее. Такой, какой я есть. Это хорошо, это правильно. И я человек
со своими убеждениями, со своим мировоззрением, со своими плюсами, со своими минусами. Я не робот, и мне иногда свойственно ошибаться. Но Это я все правильно. Я же не умею говорю... признавать свои ошибки, да, и извиняться за них. Но, Здесь я не соглашусь. но в этом плане... По наблюдениям. По наблюдениям, Да. ну, потому что я редко ошибаюсь. Вот и Окей. все. Поэтому здесь спорно очень. Я помню все, где я ошибся, где не ошибся. Я даже из-за своей одной ошибки ездил в Чеченскую Республику, в город Грозный, общаться с ребятами. Окей, давай я приведу пример там, где ты ошибся, и, на мой взгляд, ошибся, Да. и проявил чуть-чуть неправильно себя. Да, давай. В анонсе следующего гостя, то есть тебя, Да. у меня в одной из социальных сетей, человек оставил комментарий, я не помню его содержание. Ты ему ответил, и в ответ получил сообщение, с каких пор мы перешли на «ты». Да. Ты ему сказал, что это не ПС делу говорить на «вы». Ну да, в Ингушетии нет вы, на ты. Ну, так ты же говорил на русском языке с ним. Переписывались Ну, на русском языке. Ну, потому что вы меня так научили. Кто вы? Я тебя не учил. Ну, этому. другие ингуши меня научили. Окей, я смотрю. Когда я говорю «вы», на меня смотрят как на ненормального. Он говорит, кто вы? Я говорю, ну вы. Он говорит, нас что, много? Ты, я ты. Ну вот меня так воспитали. Смотри, я скажу так. Да. Я брал интервью у Исы Кадзоева. Ты знаешь, Да, такой знаю, человек? конечно. Я у него Поэт, брал интервью. писатель, Драматург, в да. прошлом имел плотное отношение к политике Диссидент. и становлению в Я знаю. государственности Республики Ингушетия. Да. Восстановлении, вернее, государственности. Я задал этот вопрос в своем интервью ему, на каком языке нам лучше вести общение. С каким обращением нам лучше вести общение. Он говорит, если мы говорим на русском языке, будем продолжать общение, мы общаемся на «вы». Я говорю, почему? Потому что это мы общаемся не на родном нам языке, у которого есть свои правила. И если в силу, допустим, уважения друг к другу, или в силу возраста, или статуса там, и так далее, мы в этом языке есть обращение на «вы», мы будем это соблюдать. Да. И так говорят, ну, не знаю, молодняк может говорить по-другому, потому что он не хочет обращаться к кому-то там на «вы» или так далее. Правила такие. Но сразу дерзить в ответ, там, ПС делу ставить скобочки и сделать... Ну, скобочки — это такая ухмылка, правильно? Чуть-чуть. Ну, да, подколол я тебя, это называется. Это есть немножко неправильно, потому что этот человек тебе после этого даже не ответил, он не посчитал нужным ввязываться вот в эту... Ну, и оставил это первым, скажем так. Ну, здесь как ты считаешь? Вот сейчас, поняв вот это, да, ты считаешь хорошо, правильно, если что этот ты- человек так обиделся, его это так зацепило, раз он такой высокомерный, хорошо. Я признаю, Подожди, что почему я он высокомерный? неправильный. Почему он высокомерный? А почему не смог ответить? Потому что этот человек тоже так же подкалывал. Понимаешь? Вы... Зураб Мальсагов, я его Я знал, на- он тебя не подкалывал. Там было два сообщения. Первое, это... я не помню это содержание, потому что... А ты сказал, кого он вот- поддерживал? Кого? Почему у меня такая реакция получилась на это сообщение? не Чтобы знаю. быть вы, нужно уважать этого человека. А значит, он поддержал то, где меня хейтили. Поставил У него лайк был и не- стал писать. У него был нейтральный. Я позвоню даже и спрошу у него, что он Хорошо. написал после Да. этого подкаста. Может быть, в титрах я это укажу. Да, что это ну было. если он обиделся, то пусть Просто обижается. я человек со стороны, я это наблюдал, и я удивился тому, как ты ответил. Да. Это было действительно проявление неуважения. И вот сейчас говорят, что ты мало ошибаешься. И там, где ошибаешься, Ну, извиняешься. я не но считаю здесь- это за ошибку. Это Вот жизнь. видишь, это уже другое. Да. Каждый Ошибка считает- это, например, я не знаю, там, перепутать жестко даты, репрессии ваши. И потом сидеть и говорить, ну как, есть 23 февраля 1944 года. Репрессии ваши тоже так, знаешь. Вот, а как? Ре- А чья? ре- Моя? Нет. Вообще не твоя ни разу. Не моя. Это репрессия Ингушетии и Чечни. Что для тебя Ингушетия? Что для меня Ингушетия? Да. Ну, в каком смысле? Ну вот вопрос звучит, что для тебя Ингушетия? Вот я же тебе задал вопрос в самом Хорошо. начале, дай Ассоциация. определение ассоциации в виде прилагательных. Вот сейчас я задаю Ассоциация вопрос, с Ингушетией. не ассоциации, что для тебя Ингушетия? Может быть, это Хорошо. ассоциации, может быть, это какое-то определение, не знаю я. Для меня Ингушетия, в первую очередь, это ее старики, старейшины, Так, еще. от которых я узнаю историю. Потому что это уважаемые люди. Это очень добрые люди. То есть Если меня- ты им скажешь, ты вот говоришь мне- ваши репрессии в 1944 году, как ты думаешь, они а, будут как-то поправлять тебя? Что значит
Ну, оно звучит как-то очень резко. Русских там не репрессировали, понимаешь? Как я Там могу сказать? репрессировали десятки народов, Артем. Да, Десятки но народов. я ж нахожусь... Башня, где ты часто бываешь, на Да. мемориале, она Но символизирует. русские были в том вагоне? Может, и русские были. Нет, не было русских. Русских отправляли, в том числе и... Это другая была история. В ссылку также в Моя правлении этого бабушка диктатора. пострадала Да. от этого по маминой линии, как они оказались в Казахстане. То есть, если не хочу рассказывать, это долгие все Ну, истории. понимаешь, что для тебя еще Ингушетия? Вот, это старики, окей. Для меня Ингушетия — это старики. Для меня Ингушетия — это Джейрах. Колыбель всех ингушей, в который я, можно прямо скажу, не хочу говорить, мне понравилось, я влюбился. Есть такое Ну, это понятие, да. И я туда приехал, и все, он меня захватил полностью весь. То есть вот я сейчас тебе говорю слова, и у меня сразу перед глазами картинка, которую я увидел впервые. Вот. Окей. Джейрах, старики. И честь. Честь. Да. Наверное, самые такие честь. Потому что я не буду судить Ингушетию по одному плохому человеку, да? Я буду судить Ингушетию по тем ингушам, которые меня окружают. И все эти люди — честь. Достоинство. Те люди, которые никогда меня не предадут. Хотя у нас разное вероисповедание, хотя Бог един, я понимаю, но убеждения все равно будут разные. Мы разных национальностей, все говорят, да какая разница? Нет, есть разница. Потому что у вас свой менталитет, у меня свой менталитет, я более такой лайтовый, более толерантный, и иногда я не понимаю вас. Вот вы для меня в некоторых аспектах и моментах очень сложный народ. Прям я не могу понять. Там, например, почему один ингуш, брат родной, на ножах решает вопрос с другим своим родным братом. Это ты привел пример уровня потолка. Я тебе привожу Да, пример но я уровня тебе просто- плинтуса. Это когда ты говоришь, ваша ссылка, ваша Да, репрессия, да. она очень сильно режет слух. У меня оба родителя рождены в Казахстане в ссылке. У него родители там же рождены. Ну, если И скорее всего, Да, там конечно. рождены, Оба. правильно? И Нет, когда не ты рож- говоришь «ваше», оно режет Если очень я сильно скажу слух. «наша», тут же хейты скажут. Да подожди, ты не Он говори ни наше, ни незакон- ваше. Ты скажи незаконно рожден. репрессия Я в гость у котов- вас здесь, в любом случае, я здесь не живу. Так подожди, Я ты живу в ассоциируешься Краснодаре. здесь не как гостем уже. Нет, Давно не как гость. Я понимаю, но я Как гость. местный житель. Все равно, не, я не Практически местный как житель. местный житель, Не, понимаешь? нельзя так считать, если вы так считаете. Мне, конечно, очень приятно это слышать. Ну, И люди тебя именно так и осознавать. позиционируют, Да, понимаешь? но но все мне пишут: Артем, ты где? Почему ты не приехал? Приезжай к нам в гости, ты нам не чужой. Это Вот грамотно. видишь, гости, но ты нам Гости, не чужой. да, ты нам не чужой, Да. да. А почему так считают? Потому что к тебе на подкаст я пришел в костюме, да. Я не из-за того, что там выпендриться, да, и так далее. Хотя ты ожидал меня увидеть в другой одежде. Ну, поэтому я Да, поэтому сказал, что у ты меня оделся. рубашка Да, я тоже так хотел, да. А потом подумал, что это, наверное, все-таки неправильно. Вот про уважение. Я проявил уважение к тебе, к зрителям, которые будут смотреть этот контент, и в целом к месту, в котором я нахожусь, в Ингушетии. Далее, несмотря на то, что я не мусульманин, не ингуш, вы живете по СДЛу, и у вас есть свои даты, я стараюсь придерживаться, да, вот, самых элементарных ингушских правил. Касаемо девушек, касаемо стариков. То есть, если все встали, старший зашел, я не сижу, то есть я тоже встаю. Это уважение, проявление к старшему поколению, да. И потом многие удивляются. Ну, ты можешь... Я говорю, я не могу. Как это значит? Я могу сидеть. Ну, ты гость. Я говорю, это некрасиво. Слушай, то, что у нас наша личная встреча, личная беседа, то, что происходило, я могу это транслировать сейчас? Ну, допустим, первая наша встреча произошла в кафе, в ресторане. Да. Вот Что? ты просто сейчас произнес одну фразу, Какую? противоречащую тому, что было там. Ну, скажи. Вот, если все встают, то я тоже встаю. Этого там не было проявлено. Когда подошел к нам человек, поздоровался, ты сел, мы продолжали стоять, потому что мы общались с этим человеком. Нет, подожди. Я встал, поздоровался, начнем с этого. И он сказал, садись. Ну, все, это из уважения говорится. Sorry. Понятное дело, Да, что если но человек... я это знаю правила. И знаю, что будут постоянно вместо разговора садись, ахал, и вот это вот все начнется до бесконечности. Вы прощаетесь 1000 лет. Когда я нахожусь в компании, я не даю, нет времени. Пока-пока, ну, то есть по-своему, по-ингушски, там, все. Знаешь, там завтра. И я говорю, мы торопимся.
Он говорит, ну, у нас вот у ингушей так. Так и здесь. Извини, я встал, я пожал руку, я спросил, как дела. Мне ответили, и потом он сказал... Первая ассоциация просто, которая пришла в голову. Садись, так что не надо наговаривать. Ни в коем случае. Есть свидетели. И вообще не люблю делать такие... наговаривать на людей, особенно когда там кто-то обдолблен и так далее. Я себе такого не позволяю в любом случае. Кто бы это ни был. Я понимаю, но я себе позволяю, потому что эти люди позволяют касаться моей личности. Знаешь, какой у меня принцип жизни? Ты публичное лицо, Артем. Да. Знаешь, ты какой у меня лицо, принцип так же, жизни? как я. У тебя да. 38 тысяч подписчиков, у меня 40 тысяч подписчиков. Да. У нас одно и то же практически. Но в Ютубе у меня 240 ингушей. тысяч подписчиков. Да, у меня всего лишь 40 тысяч, Ну понимаешь? вот. Значит, у тебя в 6 раз больше. Да. И ты до сих пор не привык к тому, что люди могут все, что угодно писать о тебе, и ты так реагируешь, и потом наговариваешь на них, чтобы... Там... Не, подожди. Зачем? У меня есть жизненный принцип. Да. Я тебе его озвучу. Да. Каков привет, таков будет и ответ. И поэтому у меня все получается. И поэтому меня окружают Если люди... человек комментарий матом напишет, ты ему матом ответишь? Да, со звездочками. Почему бы и нет? Ну, значит, со звездочками, значит, уже... Ну, я не буду опускаться совсем до плинтуса его, до его уровня. Но я отвечу точно так же, как я это делал. А знаешь, и вот я вчера решил провести эксперимент под фотографией, да, которую ты выставил у себя, как рекламу. Как ревью. Ну, анонс, перед интервью, анонс, да. Твою фотографию. Да, я всегда молчал и не реагировал. Очень часто я не лез. Я, кстати, ты не найдешь ни одного комментария у себя в Телеграм-канале. Откуда я узнал про это все? Мой друг читал, смотрел, все переводил мне. Какого комментария не найду? Твоего? Моего, в Телеграм-канале. Так его находить не нужно. Я же в запрет-грамме написал, кто хочет задать вопрос, переходите в Телеграм. Нет, я имею в виду, что я там что не заходил. Мне все передали просто, все скрины и так далее. Поэтому я тебе стал писать, что с этим нужно разобраться. Ингушский язык ты же не знаешь, поэтому и передали. Мне перевели. Ну вот, я и говорю, зайдешь туда или нет, скрины были на ингушском языке. Но это не важно. Да, но это же было неприятно. Ну, да много чего неприятного. И ты вот говоришь, ты публичный человек. Выйдет на публику. Да, я знаю. Через неделю, 10 дней или там, не знаю, завтра, не знаю, как там вот, оператор нам поможет. Но и в мой адрес будет много чего, и в твой адрес будет много чего. У меня вопрос к этим людям. Да. Ты в анонсе задал конкретный вопрос. Друзья, да, там обратился. Задавайте вопросы Артему, да, состоится подкаст. Ни одного вопроса. Хейт пошел. Это нормально? Но были вопросы. Ну, там очень мало было. Ну, парочку каких-то. Я же видел все. Остальное 90% это хейт. Так как ты видел, если ты туда не заходил? Ну, здрасте, я в Инстаграме-то заходил, в Нельзяграме, извиняюсь. Я не заходил. В Инстаграме не было вопросов. Нет, тут как? Там то же самое было. Я не Мне все... Человек там за спиной же, он все знает. Он мне все рассказывает. Смотри, мое первое знакомство и первый раз вообще я тебя увидел в интернет-просторах интернета, когда ты выпустил видеоролик, когда ты с флагом шел в Базоркино. Кто тебя со стороны снимал. Мочкюрт, Мочкюрт, да. Ну, на русском языке Базоркино. Ну да. И что-то комментировал. Я не помню, что это было. Это давний видеоролик, но, скорее всего, 2019 год, когда ты только впервые сюда приехал. Я именно в пригородном районе находился? Или в самом селении в Базоркино. То есть, на там есть основная фоне улица. разбитого ресторана, по-моему. Я не могу. Не знаю. Я запомнил, что ты был в кепке, ты был... Кто-то тебя со стороны снимал, и ты махал ингушским флагом. Еще один блогер меня снимал со стороны. А кто это блогер? Ильяс, у него аполитичный канал, он Ильяс, занимается... это кто такой? Как фамилия? Никнейм или что? Мальсагов. Ильяс Мальсагов, не знаю. Ингуш Хорст. Ну, знаю. Да, Ингуш он Хорст знаю. Да, со мной его дружит знаю. И решил поехать. Он даже не думал, что будет. Я просто попросил его меня отвезти. И он говорит, зачем? Я говорю, ну, ты можешь меня отвезти? У меня нет машины, я здесь без машины, да. Я не знаю, как туда добираться, такси ждать не будет. Он говорит, хорошо, отвезу. Отвез. Ну, и удивился. Да, я стоял с флагом Ингушетии на фоне разбитого ресторана, ну, по событиям. Зачем тебе это было нужно? Осетино-ингушского конфликта. Честно, я хотел привлечь внимание к исполнению закона о реабилитации репрессированных народов, что прижили несправедливость. Привлек? Привлек. Решил что-нибудь? Не решилось, но с места все стало двигаться. Потому что реакция на это была очень жесткая со стороны, соответственно, правоохранительных органов Северной Осетии. Что поменялось в итоге? Реакция, это понятное дело. Кого-то об посадило, этом заговорили.
Я же сказал, что я в говорили. начале Вы всегда нашего говорили. разговора, я независимый журналист. Окей. Журналист, независимый в том числе, работает с информацией. Моя задача Смотри, если тебя не задержат- решать проблемы. Если тебя задержит сотрудник полиции, и ты ему говоришь, я независимый журналист, он такой, предъяви удостоверение, а у тебя его нет. Он Ты не будешь он скажет, в его глазах независимым Нет, журналистом? неправильно. Ты неправильно все говоришь. Был такой случай. Так. Я везде говорю, что я независимый журналист и блогер. Почему у меня в посольстве Российской Федерации в Париже не попросили? Ребята, а ты знаешь, какие там ребята стоят, покажи, что ты независимый. Предъяви удостоверение личности. Можно ваш заграничный паспорт? Мне сказали. Так и здесь. Предъяви удостоверение Ну, личности. слушай, Меня то же самое. тормозили. Если ты сотрудник ФСБ, тебя не будут спрашивать, предъяви удостоверение ФСБ. Тебе скажут, удостоверение личности. Это паспорт, загранпаспорт. Ну или да, еще что-то. конечно. А все остальное это Да. мелочи. Для них ты можешь Окей. называть себя хоть Ну, космонавт. Это для них. А вот Да. когда тебя задерживают, упаковывают в УАЗ, Да. Ну вот, ты говоришь, я хорошо. журналист, я имею право. Был такой покажи. случай 30 октября в городе Назрани у мемориала памяти жертв 1992 года. Хочу подчеркнуть, что этот мемориал государственный. То есть это все одобрено Россией. Правильно я говорю? Да. По-моему, его организовал и построил Евкуров. Если мне память не изменяет, там стоит еще такой большой гранитный камень. Он мог в его управлении мог Ну, да, производиться какая-то реконструкция, Ну которую да, могла да, произвести. да. А там похоронены люди, которые погибли в 92 году. Лазу от Космыжи. это Да, вот, называется. я хотел спросить. как Поэтому не при Евкурове, может быть, при нем это была реставрация. Так. Ну, не суть. Вот. Это место, ну, его привели в порядок, он выглядит достойно и проявляет уважение к тем, кто погиб Ну, к и чему этот пример пропал был? без вести. Я приехал, только вышел из машины, через секунду ко мне подходят два человека в гражданском, которые не представились. На мой вопрос «Вы кто?» Они ответили «Никто». На что я ответил: «Ну, раз вы никто, я пошел дальше». Они берут рацию и кричат: «Все сюда, он здесь». Что это было, я не знаю. То есть меня хотели задержать и увезти вот сюда в магаз РОВД. Это твое предположение, что хотели забрать и увезти? Или Это же их они слова. сказали? Они мне сказали, что ты поедешь с нами. То есть они были не при форме, они Нет. не удостоверение? Нет. Окей, как Я это не знаю, связано? кто Как эти- это связано с удостоверением журналиста, вот этот пример? Так они знают, или кто я? Такие, меня знают многие. Но почему меня не пустили? Вопрос. В этой республике меня, скорее всего, им знают это больше, чем удостоверение, тебя. они Кто паспорт не попросили, они знают, кто я. То есть у них уже все было... Они были информированы, одним это? Так словом. окей. Причем здесь... Причем здесь какое-то удостоверение журналиста. Вот ты занимаешься... Почему у тебя нет удостоверения, что ты делаешь подкасты? Где удостоверение? Потому что это не профессия. А что это? А ты в курсе, что блогер можешь забить? Это профессия. Вряд ли. Я не видел Нет, ни одной это вакансии в экономическая... HeadHunter. Ты платишь налоги с донатов? Я самозанятый. Я самозанятый. Тебе Так таксист приходит... тоже платит, который не работает Всё, официально это на работа. кого-то, понимаешь? Блогер — это работа, это экономическая история. Ну, буду всем об этом Да. говорить. Окей. Забей, прочитай. Окей. Есть такой закон. Наверное, не знаешь о нем. Не знаю. Да. Не знаю. Ну, я вот. не стыжусь сказать, что того, чего я не знаю. Да, я знаю. Окей. У тебя в запретграмме 113 подписок. Неделю назад их было 97, сегодня было 113. Из них несколько человек — это популярные личности по типу Ксении Собчак, Леди Гаги, ну, там еще нескольких. Очень мало. 5-6 человек я насчитал с русскими фамилиями. Да. Около 10 человек из других регионов Кавказа. Я перешел на страницу, посмотрел. Это там могут быть Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, всё Чечня. И порядка 75 подписок — это ингуши. Да. Вот, допустим, я беру у тебя интервью или мы садимся на подкаст, я, естественно, анализирую, правильно, будущего гостя. И у любого человека, который анализирует того или иного человека, может закрасться такой вопрос-сомнение. Неужели ты настолько перечеркнул всю жизнь, свою старую, прошлую жизнь, что ты решил начать новую и начать ее почему-то именно в Ингушетии? То есть из всех твоих подписок у тебя есть знакомые в большинстве 70%, 80% это ингуши, и ты вещаешь как будто бы только для них. Зайдешь на твою страницу, каждая публикация — это Ингушетия. Иногда там встречается Индия, иногда Париж, но так или иначе даже вот эти остальные страны, они ассоциируются с Ингушетией, потому что там ты встречаешь ингушей, общаешься с ингушами. Вопрос, к чему такая... Ну, то есть ты поменял жизнь ради Ингушетии, получается, прошлую свою? Начну, наверное, с самого начала. Я человек творческий.
я не могу без творческого процесса. То есть помимо каких-то бытовых, да, жизненных моментов. Раньше, вот, кстати, я же с ингушами на самом деле давно уже был связан, просто это было заочно. Раньше по творчеству я, да, не могу сказать, что работал, но сотрудничал с одним известным крупным продюсером. Алексей Романов его зовут. Это продюсер группы «Винтаж», может быть, ты знаешь. Он написал... Слышал «Винтаж», да. Например, песню «Лолита» Раневская. То есть человек серьезный. Он дружит с Микаилом Гуцериевым. Микаил Гуцериев пишет тексты. Алексей на эти тексты, он композитор, продюсер. Соответственно, пишет музыку, аранжировки и занимается саунд-продюсированием того или иного певца-певицы, которые решили там спеть на стихи Гуцериева, да. И от меня те же мои друзья, вот Алексей Романов, узнали, что он ингуш, потому что все его называли почему-то Михаилом, а он Микаил. Вот. И, в принципе, знакомство заочное с ингушами произошло вот в тот момент. Ну, это какой год? 2016. 16-й. Окей. Потом За 3 года до твоего появления в Ингушетии. Окей. 16-й год. У меня там был сложный период в жизни. Я начал себя там вот искать как раз в музыке, потому что я тоже могу писать. У меня хороший слух и так далее. И, в принципе, и со мной должен был быть проект. Потом что-то меня переклинило. И по работе из Москвы меня направили в офис в Краснодар. А еще у меня начались проблемы. Какая работа была тогда? Это же работа. Менеджера. Да. Чем ты сейчас занимаешься? Да. Ну, это такая отмазка. Ну, это не отмазка. Я имею в виду, прозвучало так, типа... Ты знаешь... Неважно просто. Да, пускай найдут. Если все эти хейтеры такие умные, они же только гадости могут писать и находить какую-то ерунду. А что ж не могут найти таким работать? Я просто за прозрачность, Артем, не более того. Я понимаю, Я общаюсь с человеком, я даже за кадром, скорее всего, не услышу этот ответ, правильно? Потому что ты можешь побояться того, что я это где-то могу опубликовать, хотя этого не будет, естественно. Поэтому в ходе такого длительного разговора, который у нас уже, там, наверное, час длится, хочется больше прозрачности, должен понимать, не более того. Я со многими влиятельными ингушами общаюсь, но ни одной фамилии я тебе не назову. С кем конкретно я общаюсь, с кем я дружу. Они меня не поддерживают финансово или еще что-то, но они с радостью выпьют со мной чашечку ингушского чая, так сказать. Да? Ну, ингушский чай не в прямом смысле, а за столом посидят. Я не буду называть их имена, это неправильно. Никто не просит. Да, ну вот ты говоришь, работай, назови. С кем ты общаешься, же раз. Да, ну вот я озвучиваю то, что я считаю нужным. Окей, возвращаясь к вопросу. Да, ты начал жизнь заново в регионе под названием потом Ингушетия. вот в Москве у меня там начались проблемы со здоровьем, потому что я постоянно кашлял, не мог понять, из-за чего это. Пошел к врачу, мне сказали, не климат в Москве, потому что влажно, холод, и тебе нужно поменять. И тут чудом, значит, меня перенаправляют в Краснодар. Я приезжаю в Краснодар, в феврале было тепло, я еще был удивлен, что в Краснодаре такая же погода там где-нибудь как на юге Франции и Италии. И через 2 недели мне реально полегчало. Кашель ушел, и, в принципе, я посидел, подумал, а почему бы не махнуться местами со своим коллегой по работе. Его в Москву, я пожертвовал там частью своей зарплаты, а меня в Краснодар. Я переехал в Краснодар, и, конечно же, я занимаюсь спортом, слежу за собой. Я пошел в спортклуб, и там я знакомлюсь со своим другом и его семьей, который здесь уже находится, но за кадром. Дружу, получается, причем мы познакомились, это странно. Ну, я не суеверный человек. Мы познакомились 23 февраля 2017 года. То есть, и так завязалась, можно сказать, уже дружба с ингушами. Но при этом я никогда не интересовался до этого момента национальностью человека, вероисповеданием. Мне все равно было вообще. Я со всеми дружил. Ну, я и много путешествую. Ну, как бы это глупо, да, там. А потом просто он сказал свое имя, а я его неправильно услышал. И думал, что он армянин. И потом однажды я решил спросить. Он говорит, ты что-нибудь про ингушах слышал? Я говорю, если честно, не особо. И так как у ваших больших фамилий, да и у тебя тоже фамилия не маленькая, у вас то свадьбы, то похороны, и у него были маленькие дети, которые учились в школе, он не мог их постоянно из Краснодара с женой возить в Ингушетию, да, и я оставался с ними и следил за ними, чтобы они в школу ходили. Это через какое время после знакомства? Да, можно сказать, через месяц. Тебе доверили детей? Да, мне доверили. Этому удивилась
уже, к сожалению, нет этой замечательной женщины, мамы моего лучшего друга. И поэтому она говорит, как вы русскому детей можете доверить? А вдруг там что как? И после этого ты решил посвятить Нет. ближайшие как минимум 7 лет своей жизни Потом нет. Ингушетии? Так, чтобы было всем понятно. После этого мы с другом отправились в путешествие в Европу, и его мама решила познакомиться со мной. Именно благодаря ей я здесь сейчас сижу и нахожусь у тебя. Она меня позвала, я помню, мне друг говорит, мама зовет. Я говорю, куда? Он говорит, в Ингушетию. А я говорю, где у тебя мама конкретно? Какой город? Что? Он говорит, Карабулак. Я говорю, что? Он говорит, Карабулак. Ну, я беру Google, Карабулак. А там, значит, на фотографии заправка какая-то, лэп, поле, ну, и надпись Карабулак. Ну, явно вот не это Краснодар, да? А? Явно не Краснодар. Да, я не такой мегаполис. стою, ну ты понимаешь, да, я не помню, где мы, в Париже, по-моему, были, я смотрю, говорю, слушай, мне личная жизнь, надо с девушкой там и так далее. Давай в следующий раз. И он сказал такую фразу, которую я уже здесь один раз сказал. Ты знаешь, говорит, у нас рай находится под ногами у наших матерей. А мой друг, ну, он с козырей сразу пошел, он знает, как я люблю свою маму, и я уже не смог отказать, мне нечего было сказать. Я говорю, хорошо, типа, летим сразу. Да, возвращайся в Москву, из Москвы сразу летим сюда. Так, я приезжаю в Карабулак, и его мама сразу меня пригласила на чай, чтобы мы пообщались с глазу на глаз. Мама у него очень такая умная, мудрая и мудро поступила. Она сказала, чтобы меня сразу повезли в Джейрах с самого утра. Не давали мне выходить за ворота. Вот. И потому что она поняла, что мне нравится путешествие, культура, архитектура и, так сказать, крючок такой нашла хороший. Рано утром мы проснулись, меня повезли в горы, и тут это было 29, по-моему, апреля 2019 года. Вот с этого момента все началось. Я был сонный, и вообще думал, что я попал в рай. Так, честно тебе скажу, потому что сам Бог послал такую погоду, как будто я даже как в картине в какой-то находился. Низко плыли облака, башенный комплекс Эгикал, зеленая сочная трава, цветет алыча, и вот эти башенный комплекс. Я просто встал и очень долго вот так смотрел, и не верю, что это реально, что такое в России есть. То есть своему стыду, клянусь, как есть, говорю тебе честно, я не думал, что такое бывает на Кавказе. До этого я был в Дагестане. Не в обиду дагестанскому народу, у них тоже есть что посмотреть, у них много красивых мест, но Ингушетия сразу покорила. Вот прям сразу, с первого взгляда, так сказать. И все, меня зацепило. И далее мы в этот же день возвращались обратно. Я увидел большой паровоз в Назране, мемориал, да, памяти и славы. Я попросил остановить машину. И мои друзья переглянулись, сказали, и вот как раз-таки, когда родственник моего друга спросил, а он кто, типа, чем он занимается, он говорит, да, блогер, там, журналист, то все. О, не, давай, говорит, в следующий раз, типа. Я говорю, нет, остановите. Я думал, что на этом большом поезде, видимо, герои, да, с Великой Отечественной войны возвращались, а я сам вырос недалеко от железной дороги, я люблю поезда. Я туда зашел, со мной не пошли, чтобы не было такого, что как будто ингуши мне пожаловались. Ингуши не любят жаловаться. 50 рублей стоил вход, он до сих пор, по-моему, там так и стоит, в этот музей. Я увидел первое на входе лицо женщины, и у нее колючая проволока, лицо было вот так вот, как бы, замотано, да. Я не понял, почему. Я думал, это родина-мать. И 23 февраля 1944. Соответственно, я неправильно понял, тут же подошла администратор и решила провести экскурсию. Так я узнал о большой трагедии, которая произошла с вами, с народом Ингушетии, Чечни. С одного зала меня переводят в другой. Там геноцид ингушей в пригородном районе, 1992 год. То есть я очень эмоциональный, впечатлительный человек. Это коляска красная, которая там стояла. То есть я в шоке, что я об этом не знал, мне стало стыдно. Дальше перехожу, там фотографии стариков, и мне рассказывают о другом. Я это время не застал, 2018 год, когда у вас здесь был митинг. Тоже, что землю у вас снова забрали часть. И я оттуда вышел, уже подойдя к этому большому паровозу с красной звездой, я переосмыслил все, увидел этот деревянный вагон. Меня
Ну, честно, там до слез, потому что я понял, что там происходит. Ну, и происходило ранее. И я вышел, и во мне вот это ёкнуло, что красота красотой, жизнь жизнью, а нужно рассказать о ингушах, так, как это было, как это есть, потому что я поступил по соображению совести. Вот. Окей. И я выпустил свой первый ролик в июне 2019 года, и после этого какие-то непонятные люди также стали писать, что ингуши ему заплатили, и я не отвечал. Вот я мудро поступил, как вот мы это обсуждали. Это же мудро было, не отвечать, не реагировать на весь этот хейт. И потом они поняли, что надо как-то меня цепануть, они стали оскорблять мою мать. Я его мать, ну, на букву «Е», и все. И тут меня прорвало. То есть тронули мою мать. Я стал писать и так далее. Слово за слово. Я вообще не понимал, что происходит. Мама мне звонит и говорит: ты видишь, что там у тебя творится, что происходит, что ты плохого показал. Это кто так тебе? Ингуши пишут. Мои друзья молчали, они не вмешивались. То есть они не хотели, чтобы, да, это выглядело, как будто меня подговорили реально. Я сам стал разбираться. Независимый журналист, он сам это делает. И выяснил, откуда весь хейт. От ваших соседей. А как выяснил? Ну, стал общаться, просто интересоваться. Мне стали писать, что я осетин, пишет мне. Ну, я тебе тоже могу написать. Там, Ну, я поверил, потому что я только Я начинал, американец. я же не думал. Но Ну, то откуда у меня самый большой хейт? Ну окей, смотри, я не защищаю ни тех, ни других. Я независимый подкастер. Да, правильно. Я просто пытаюсь в суть уловить. Тебе человек с левой страницы, как правило, пишет там матершину, оскорбление. Потом этот человек тебе также с левой страницы пишет: я осетин. Да. Но Ты я этому узнал веришь? грязные слова, которые были написаны на их языке, и я вбил в гугле и узнал, откуда это все. Ну, Знаменитые их буквы то же самое. Это раз. А во-вторых, в августе 2019 года прокуратура ты знаешь, что Северной существует третья Осетии- сторона в любой ситуации? Да, конечно. Нет, ну, ты говоришь нет. А почему тогда в суд на меня стал подавать и рассматривать Северную Осетию? Слушай, на меня в суд подавал Кабардино-Балкария. И что дальше? У меня никаких претензий. мной недовольны. Даже знакомых там один человек, наверное, понимаешь? Ну, а кто тогда это писал? Ингуши, Из что ли? Дагестана на меня писали. Ну, а кто это писал? Хорошо, по твоему мнению, кто? Ингуши сами себя будут Я оскорблять? к тому, что в каждой ситуации Да. есть третья сторона. Вот ты говоришь. Какая третья? Например. Окей, смотри, продолжаю мысль. Я сказал, что впервые увидел тебя в 2019 году, Да. правильно? На вот этой видеоролике. Да. Он выглядел, мягко говоря, если смотреть со стороны, а уж тем более глазами ингуша, в частности, как мы сказали, размышляющего человека, некой провокацией. То есть... Так это не первый ты ролик увидел. Договорю. Это уже Договорю. 10-й. Первый ролик, который я увидел у тебя на странице. Да. сказал. Значит, ты размещаешь такого рода видеоролик на земле ингушской под юрисдикцией другого региона, село Базоркино. Соответственно, ты здесь не проводишь ни месяц, ни два, ни год, там, ты уехал, условно. Люди начинают между собой грызться. То есть ты закинул, условно, дослушай просто до конца меня, чтобы понять мысль. Семя раздора закинул, уезжаешь, люди между собой грызутся. Оно и сегодня произойдет, если ты это сделаешь. Люди начинают уже постепенно... Ну, каждая ситуация, она уходит чуть-чуть в сторону, там, спустя месяц, два, три. Прошло это, Артем Платов возвращается обратно, делает очередной вброс. И вот это... Не видишь ли ты, что твоя деятельность, она вызывает провокацию не между вижу. двумя А народами? в чем провокация? Почему? А что, как я должен говорить? Правый берег Владикавказа. Да, сегодня Владикавказ – это столица Северной Осетии, Алания, под юрисдикцией и так далее. А я, например, хочу узнать историю Владикавказа, а как он появился, а кто его основал, Окей. а на чьих землях был основан Окей, Владикавказ. ты можешь эту И работу что я должен провести... сказать? Смотри, Ну, Артем, врать? ты эту Я работу врать не буду. можешь провести, позвав историка с одной и с другой стороны. Зачем мне, если Подожди. я не... Зачем Ты мне же кого-то преследуешь звать? правду, правильно? Да, Ты же ну преследуешь зачем? правду. Окей. А кто пойдет? Вопрос. Кто пойдет и будет мне об этом Танзила рассказывать? Чабиева пойдет. Да, кстати, мы сегодня мне говорили как раз странное Вот совпадение. видишь, ты уже знаешь. Танзила да. Чабиева пойдет, например. Отлично. Возьми Супер. историка, там, объяви, я хочу услышать историка. Не их схлестнуть друг с другом, а Хорошо. ты поговори с Когда ним, я одни и те же объявляю, вопросы. мы Но когда ты делаешь ингушский флаг на территории под юрисдикцией, хотя и ингушская земля, под юрисдикцией другого А с чего ты решил, региона- что пригородный район под юрисдикцией? У тебя есть доказательства? Под юрисдикцией чего? Северной Осетии.
Сегодня, Меня к бы посадили сожалению, давно в тюрьму пригородный за район то, — что это я юрисдикция Северной разжигаю. Осетии. Типа, если... Пригородный район сегодня, Ну, а что к сожалению, под юрисдикцией Северной Осетии. Ты в Канташево сегодня из Назрани поедешь, ты заденешь тот участок, который под юрисдикцией Северной Осетии. ДТП произойдет, приезжают осетинские менты. Открываю Если- то, что я заскринил. Я знал, что ты мне будешь задавать этот вопрос. Конституция Республики Ингушетия. 11 статья. Статья 11. Что-то Да. написано: возвращение политическими Обязательно. средствами Я лучше- незаконно отторгнутой в Ингушетии территории, сохранение территориальной целостности Республики Ингушетия — важнейшая задача государства. Совершенно верно. Мое мнение такое: пригородный район, который находится сегодня незаконно в составе Северной Осетии и Алания, должен быть возвращен по закону о реабилитации репрессированных народов в состав Республики Ингушетия. Им это Солидарен не с тобой. нравится. Я Солидарен с стоял тобой. там с этим флагом, Так. говоря о статье 11 Конституции Республики Ингушетия, опираясь на статью 29 Конституции Российской Федерации и на закон о реабилитации репрессированных народов. Совершенно что я верно. совершил противозаконного? В чем Я не- моя провокация? Да подожди, Вот ты я, говоришь, я ты сказал, провоци- что ты совершил что-то Нет, противозаконное. ты сказал, что это провокация. В чем она провокация? Оно что, в чем я не влечет, прав? оно влечет за собой провокационные действия, потому что ты уехал в Краснодар, в Барнаул, в Москву, куда угодно, Да. оставив вот эту информацию в сети, люди начинают между собой грызться. Даже знакомые ингуши и осетины между собой начинают грызться и ссориться, потому что читают вот этот хейт, вот эти комментарии, которые остаются из твоей деятельности, условно, из твоего контента. И суть в том, что я тебе привожу же пример. Чтобы добиться правды, если ты ее добиваешься, Да. действительно, ты можешь позвать историка с одной стороны, историка с другой стороны. Какой-то хитрый. Две истории, смотри, да слушай, две истории Да. на одни и те же вопросы, они не могут быть радикально разными, кардинально разными, настолько, что человек, анализирующий, не поймет, что либо этот врет, либо этот врет. И вот тем самым ты действительно поможешь. Какой ты хитрый. То есть я... Хитрость залог ума. Да, я понимаю, но тут хитрый. Я в домике, а с двух сторон пусть ругаются, и потом в комментариях будет все то же самое, что ты сказал. Будут также все Кто в ругаться домике? и Кто так в домике? далее. Я в домике, я типа ведущий, я здесь ни при чем, я буду задавать вопросы. А вы, господа историки, будете Ну, спорить, окей, а кому что, что лучше идти с принадлежит. флагом и махать и А провоцировать людей? лучше быть честным, прямолинейным и высказывать свою точку зрения, опираясь на законодательную правовую... Пригородный район, Да. правый берег Владикавказа, ингушская земля. Да, Я всегда это говорю, Да. всегда это буду говорить. согласен. Но сегодня, к сожалению, это юрисдикция Северной Осетии. Ожский район, который относится к Киргизии, Окей. это узбекская земля, если спросить у узбека. Но сегодня они достигли какого-то соглашения, там что-то в этом роде. Эта земля относится к Киргизии, но они получили взамен другую землю. Понимаешь? А вы-то почему должны взамен или не взамен? А я не идти? хочу ничего взамен. Они и так договорились, а я ничего не хочу договариваться. Так Я вот. хочу свой пригородный район. Правильно. Ну, Свое каким путем? Базоркино, свое Индиево, Да, свое у меня Годоборшево, друзья, понимаешь? оттуда. Но я не хочу, чтобы ты, как человек, который имеет на сегодняшний день 40 тысяч человек в подписчиках, это Да. если проецировать их на количество людей на площади, это огромная армия. Это ты являешься сегодня человеком, который им закидывает мысль, пищу для размышлений, и они делают выводы, исходя из твоих действий. Да. Я не хочу, чтобы ты сегодня стравливал людей. А в чем Понимаешь? стравливание? Потому что ты выходишь с провокационными Это не видеороликами. с провокация. флаг- А что это, как это назвать иначе? Там проживают послушай, окей. в Базоркино ингуши. Да, совершенно верно. Это их Большая часть. исконная историческая земля. Кто-то это отрицает? Из Нет. нас двоих А кто-то это почему? отрицает? Нет, подожди. Если русский человек в Осетии покупает землю где-то, это норм. Но если ингуш, не дай бог, в пригородном районе, я свидетель. Я свидетель. Как там строят ингуши, заправку или еще что-то. Начинает строить что-то, все, ингуши у нас забирают землю, ингуши нас оккупируют и так далее. Куда смотрит глава Северной Осетии? Здрасте, Совершенно приехали. верно. А что это за такое отношение? Сегодня даже школы в пригородном районе Да. имеют сегрегацию. То есть учатся одни дети Да. одной национальности. Да. Ты же знаешь это, Знаю, правильно? конечно. Я это не поддерживаю. Нигде в мире Точно такой так же практики я нет. противник того, что по национальному признаку не продают Да. земли. Я сам звонил по таким объявлениям. У меня нет акцента Да. на русском языке, вроде бы, правильно Да. ты меня слушаешь? Я говорю, хочу купить землю. Да, окей, там сколько цена? 600 тысяч. Сторгуешься? Окей, обычный разговор. Потом я говорю, у тебя в объявлении написано ингушам не звонить. У него так и написано. А ты кто, говорит? Я говорю, я ингуш. А, нет, тогда нам администрация сказала, не сможете переоформить на ингуша. Вот, видишь? Я же не спорю, что это есть.
Нельзя так делать. Нельзя это так противозаконно. И я против этого. Я знаю обо Но всем я этом. говорю, Меня что... это ненавидит, что я про вас Я говорю, что на вашей достигать стороне. наши какие-то, если они есть, какие-то цели, благие цели, добиваться правды, нужно делать, обходя провокационный момент. Когда ты провоцируешь, ты больше разжигаешь. А как ты считаешь, Черменский Если пост, сегодня, Черменский пост, это провокация или нет? Он не Черменский, он Членменский. Я его Ну, окей, я просто не хочу. Я не обзываю имя. Хорошо. Ну, как ты считаешь, это провокация? Твое мнение, как ингуша. Этот пост в 2000 каком-то году должен был быть либо перенесен вглубь Беслана, либо же он должен был быть... Короче, на этом месте его быть не должно. Потому что много было возмущений там, и так далее и тому подобное. Было достигнуто определенное соглашение, что этот пост должен был быть перемещен. Не на этом месте он должен, потому что на этом посту налево поворачивают все ингуши. Едут в Базоркино и все остальные села. Соответственно, оттуда едут обратно в Назрань, в Магаз работать, потому что им не дают эту работу там. И каким-то специфическим образом происходит теракт на этом посту, и погибает, к сожалению, сотрудник полиции осетинской национальности. Машина, которая разорвалась там, она разорвалась в клочья, но номерной знак 06-го региона, он сохранился почему-то. Я не знаю, как так делают, чтобы конкретно номерной знак остался, а все остальное его расфигачило. Очень интересно. Соответственно, было принято решение об усилении этого поста. Вот совпадение? Нет. Думаю, что нет. Потому что всегда... Поэтому ты задал мне вопрос, это провокация или нет? Я не могу тебе ответить, провокация это или я нет. считаю, что почему их власть позволяет себя так вести, да? Ну, не вся, представители их власти. Сослан Дидаров, как у него, я уже забыл его парень, что нужно усилять посты, ставить новые, и там ставить ведь не ингушей и осетин. Это было бы, вот как ты говоришь, правильно, чтобы с одной стороны были ингуши, с другой стороны были осетины. Там ребята стоят из Алтая, меня пока что все устраивает. Сейчас, если другого варианта нету, пускай будет русские там стоят. Да. Правильно? Ну, раньше там, когда я сюда приехал, стояли не русские, осетины и не ингуши. Окей, так теперь я удивился. Приведу еще один пример. В тот момент. Поэтому я прошел туда с флагом. Зачем? Я тебе признался честно. Привлечь ко всей этой истории внимание. И мне это удалось. Артем, смотри. Другое дело, что некоторые боятся поднимать этот вопрос. Смотри, привожу еще один пример, чтобы тебе было нагляднее понять, о чем я говорю. Да. У меня был канал, назывался «Менты из КФО». В 2017 году я его создал и вел свою деятельность по общению с сотрудниками полиции на правах гражданина Российской Федерации, будучи водителем и обычным гражданином. Я ездил в Москву, Назрань, Москва очень часто, иногда бывало 2 раза в день. Потому что родители жили здесь, я жил в Москве. И каждый раз я сталкивался с проблемой, докапывались постоянно вот на этих постах, в том числе и на этом, о котором мы говорили. Я решил завести этот канал, повесил регистратор автомобильный, и каждую остановку на себя его поворачивал и записывал разговор. Вел, соответственно, диалог по правовым нормам, ссылаясь на статьи, законы и так далее. Когда зашел разговор о том, что ликвидировать этот пост нельзя в плане перемещения или просто убрать его, чтобы его не было, зашел разговор о том, чтобы поменять сотрудников полиции на другую национальность. Ингуши там не могут быть, но окей, пускай там будут совсем другие. И когда об этом заговорили впервые правозащитники из Чеченской Республики, они использовали мои видеоролики, чтобы показать, насколько там все плачевно происходит все. Докапываются. До чеченцев там жестко докапываются. Докапывались, насколько мне известно. И вот вопрос к тебе. Что из того, что мы обсуждаем с тобой, более эффективно? То, что сделал я, там оказались сегодня, работают русские ребята, и у какого ингуша ты не спроси, который ездит в пригородный район, он тебе скажет, вообще никаких проблем нет сегодня. Вообще никаких проблем нет. Если я не нарушаю закон, до меня не докапываются. Хотя раньше такое было. Ты ошибаешься. То есть ты никак не повлиял, останавливать с 06-ми номерами. Я свидетель. Сейчас. Каждый день во Владикавказе меня останавливают раз в месяц, понимаешь? Останавливают нас пацанами. 06-й регион. Как только... Дальше дай договорю. Вот машина моего друга на краснодарских номерах. Его не трогают. В комментариях пускай ребята напишут, есть ли какие-то улучшения. Сделаем отдельный отрывок к этому. Пускай напишут. Я убежден в том, что все стало более-менее нормально. Я общаюсь с этими ребятами. Даже сам останавливаюсь, как дела, что у тебя нового там. Узнают уже.
Вот что эффективнее? То, что сделал я, или то, что сделал ты, подняв флаг? Полное который... равно. Ну, Одинаково. Чего ты добился этим? Я привлек внимание. И там товарищи, ваши соседи... Весь особенно... мир сегодня привлечен во внимание к Газе. Что произошло? Что поменялось? Да ничего. Ну, в плане жизни Ты и я сегодня палестинцев... поставим статусы Free Palestina. Мы поддерживаем Мы сегодня поддерживаем, Газу. но... Что поменяется? Но я здесь... Действия какие? Нет, поменялось. Люди узнали правду. Вот понимаешь, если бы этого не было... Все и так знают эту правду. Подожди, если бы не было то, что вот здесь, я бы, возможно, выбрал бы сторону Израиля, потому что они очень красиво... Все, я, кстати, один из своих аккаунтов в Инстаграме, это не мой основной, это третья уже моя попытка, со 100 тысячами подписчиков потерял из-за поддержки Палестины. Потому что я очень жестко, ну ты видишь, да, эмоционально написал один комментарий про Израиль, назвав Нетаньяху не очень хорошим словом. Угу. Все, я проснулся, нет аккаунта, заблокировали. Ну окей, ты же мог не назвать, сказать, Нетаньяху поступает неправильно. Да, но не смог я. Я что-то понимаешь, что я прямолинейный. Я не люблю... Я тоже прямолинейный. Мне друзья говорят, зачем тебе? Я не расплакался. Ну, потерять аккаунт — это не потерять жизнь, как сегодня теряются десятки тысяч жизней палестинцев. Понимаешь? Ну, новый будет. Но, по крайней мере, это видео посмотрело очень много людей. Его, кстати, и в Ютубе удалили тут же. Сколько процентов населения всего земного шара, из 8 миллиардов, если верить официальной статистике, не знают о том, что происходит в Палестине? Как ты думаешь? Я думаю, маленький процент. Маленький процент? Да. Оно перестало там происходить из-за этого? Не перестало. Но я считаю, что если бы молчали, если бы это скрывали, то Израиль бы это все сделал так, что они плохие люди, экстремисты, что они неугодные и так далее. Так и сегодня они говорят, что они экстремисты. Они говорят, но им никто не неугодные. верит. Европа не верит, Россия не верит. Да никто. Кто верит им? Что они Россия плохие? не верит. Россия поддерживает Палестину. Нет, нет, подожди, я говорю про Израиль и Палестину. Да, Европа поддерживает Палестину, Россия поддерживает Палестину и так далее. Мы кому верим? Палестине. Я верю Палестине. А если бы не было бы интернета, социальных сетей, не было бы журналистов, кстати, некоторые из них тоже погибли там, прямо в Газе, которые распространяли всю эту информацию, пресса, мы бы знали эту правду? Вот в чем вопрос. Вопрос, знаешь, в чем? Вопрос в том, что вот в этом телевизоре, который позади тебя, у меня вопрос. в таких ящиках вещают не то, что ты говоришь. Это не важно. Понимаешь? Хорошо. И зачем тогда журналист поехал в Газу и отдал свою жизнь? Зачем? Глупо же умирать было, получается. По твоей логике так. Лучше было молчать дома у себя, где-то там. Зачем журналисты туда едут? Вот ты мне задаешь вопрос, тоже такой странный. Лучше не говорить, лучше с флагом не ходить, лучше не освещать. Ты сейчас додумал как минимум 3 предложения вместо меня. Лучше не ходить, я не говорил с флагом. Ну ты говоришь, это выглядит провокационно. Значит, журналист тоже занимается провокацией. Они показывают всю правду и так далее. А могли бы промолчать, а могли бы не писать. Смотри. А могли бы не ходить. А могли бы... зачем все ходят с палестинским флагом? И везде Free Palestine написано. В Европе, вот в Париже я очень часто видел, во Франции, там, в Португалии, в Испании. Да везде этот флаг. В России везде, особенно на Кавказе и так далее. Зачем? Не надо. Так получается. Это же провокация. Провокация, одним словом. Смотри, мы сегодня перешли на тему Палестины, говоря о ситуации с пригородным районом. Но она похожа. Похожа чем-то. Похоже. Ну, давай не похоже, она очень похожа. Очень похожа. Просто масштабы чуть разные, но смысл один и тот же. Совершенно что верно. хотят сделать вообще. На сегодняшний день, приводя пример со своим каналом и вот с этим флагом, я сказал, что более эффективным было то, что я сделал поскольку какие-то изменения произошли. Пойдя с флагом, как я говорю, на мой взгляд, с провокацией, помахать флагом, ингушским флагом в пригородном районе, где ты как минимум попадаешься на осетинского мента, а не на ингушского, поэтому я считаю это провокацией, это усугубляет ситуацию. Нет, ты ошибаешься. Почему я ошибаюсь? Потому что, когда я это все сделал, у них есть свои планы, чтобы вам никогда эта земля не вернулась. Ты в курсе, что в 2005 году хотели отменить? Я знаю, что Галазов не поддерживал закон о реабилитации репрессированных народов. Но в 2005 году его хотели отменить. Никто сегодня не собирается возвращать пригородный район. Но Конституционный суд никто не спорит. Сказал, что будет этот закон, и его нужно исполнить. Какой и так далее. суд? Российской Федерации. Когда? В 2005 году. Можешь почитать. И
когда ты начинаешь об этом говорить, когда я начинаю молчать, они начинают темки мутить там какие-то свои, понимаешь? Против ингушей. Какой у тебя следующий этап для возвращения Пригородного района в состав Ингушетии? Так я не депутат. Почему ваши депутаты не занимаются? Ни один из ваших депутатов, общественных деятелей, хотя я сейчас не могу назвать, потому что всех патриотов посадили в тюрьму. Сколько раз ты обращался с этим вопросом к самим депутатам, чтобы записать интервью с ними, как независимый журналист? 2 раза. Кому? Предыдущий депутат Юша Газгириев. Так. Я был у него в гостях, у меня есть фотографии. Так. А также Алихан Харсиев. Алихан Харсиев. Да. Это 1 и 2 депутаты Госдумы. Да, который... Вот сейчас почему... Экс. Барахоев, по-моему, депутат сегодня, и Татриев, если мне память не изменяет. Это 2 человека, которые представляют интересы в Государственной Думе Российской Федерации. Почему ни один из них не поднимает вопросы пригородного района? Давай начнем. Есть же закон. С предыдущего начнем. Ты обратился к 2 перечисленным. Что они сказали? Ничего. Ну, как ты к ним обратился? Я объяснил ситуацию. Я предложил, как ты, вот правильно, я тут с тобой согласен, солидарен. Я действовал по схеме, которую ты уже озвучил. Я предложил депутата со стороны Ингушетии, любого одного, да, и со стороны Осетии. Ну, ингуши соглашаются, а вторая сторона нет. И что я с этим могу делать? Ну, окей. Ну, вторая сторона не хочет. Вот ты говоришь, найди историка. Ты можешь, у тебя есть в друзьях северо-осетинские историки? Вдруг они будут смотреть? Я только за. Давайте встретимся, давайте объединимся, давайте поговорим вот за таким круглым столом. Я только 2 руками за, и ингуши за, и думаю... Давай не будем менять тему. Ну, это не те депутаты сказали, мы согласны, а те нет. Да. И все, на этом закончилось. И ничего больше, да, не двинулось. То есть, если ты пытаешься добиться правды, ты должен, наверное, найти с той стороны тоже кого-то. Поднять резонанс. Да, вот здесь уже можно пойти с флагом и сказать, я поднял флаг, потому что я хочу найти осетинского депутата, чтобы он пришел на баттл с ингушским депутатом и поговорили. Ну не пойдут. Понимаешь? Вот здесь уже актуально. А просто пойти с флагом, помахать назови мне и за уйти, 10 потом лет уехать, какой-нибудь разговор между ингушом-осетином, образованным. Я не историк. Да, я интересуюсь историей. Ну, не считай себя каким-то историком, как там пишут в интернете, или ингушским правозащитником. Я не общественный деятель. Я сказал, что я независимый журналист, который работает с информацией. Сам пишет, сам снимает, сам делает и монтирует. Почему другие никто ничего не делает? Ну где? Вот почему, например, ты, как человек, который делает подкасты, не позовешь 2 историков? Что тебе мешает? Я позвал Сослана Дидарова. Вот, да. Он говорит, пока что не состоится. Но он, скорее всего, я так полагаю, гасится. Если пока что он боится. Я с ним общался, он очень грязно если он в комментариях. Посмотрит это интервью, может быть, его немножко возбудит эта реакция, произойдет, и он придет. Сослан Дидаров. Ну, он сказал... Приходи на подкаст. Окей. Также общался с другим блогером Аликом Пухаевым. Он тоже. Я его даже приглашал на одно мероприятие, не на подкаст, просто приди в магаз, вот есть мероприятие бесплатно организовано в школе 21. Он был занят, он был на работе. Ну, он был... у меня нет оснований доверять, потому что я не проверял. Конечно, это. Все заняты, все не могут, не время. Возможно, когда-нибудь на твоем месте окажется... И мы проведем этот диалог, разговор, беседу, и, может быть, оно повлияет на что-то. Так ты только что ответил на сам свой же вопрос, который ты мне задал. Типа, вот почему ты не встретишься, вот это было бы правильно. Да кто пойдет? Кто пойдет? Никто не пойдет. Будет так же оправдывать. Ой, еще не время. Оставьте эту тему. У нас сейчас есть другой вопрос. Да? Специальная военная операция. И так проблем хватает. Я понимаю, да, я согласен. Времена тяжелые, сложные для России. И здесь без комментариев. Но можно же дипломатичным путем, так сказать, да? Без эмоций лишних, без оскорблений, унижений. С малого надо начать. Ну вот прям вот... Артем, да, с малого я понимаю. Начать. Но никто не... Я же призывал. У меня прямых эфиров сколько было. У меня пальцев не хватит. Сколько раз я просил. По-хорошему, по-доброму. Вот просто давайте поговорим. Ну не хотят же. У тебя есть друзья осетины? Нет. Знакомые? Есть. Как они отреагируют на то, что ты делаешь? Они перестали со мной общаться. Почему? Причем с одним осетином, его зовут Руслан, фамилию называть не буду. Я вообще не знал, что он осетин, я думал, что он русский. Я учился в Алтайском государственном университете, а через дорогу находился Алтайский государственный технический университет. И вот как-то мы подружились, в одной компании были.
И я в Москву переехал, он в Москву переехал, там пересекались, кофе пили. И потом вот он спустя время, мы перестали общаться, и он приезжает в Северную Осетию, я находился в Ингушетии, и пошли вот эти новости, что я занимаюсь разжиганием межнациональной розни, что на меня подают в суд, что прокуратура Республики Северная Осетия займется всей моей блогерской, так сказать, деятельностью. И он это все увидел. И он говорит: а ты что, у тебя папа ингуш? Или как ты с ингушами связан? Нашел меня ВКонтакте, все. Я ему отвечаю, что никак не связан. Я говорю: у меня теперь свой блог. Я говорю: занимаюсь, путешествую и так далее. Это какой год? 2019. Это все, вот пик самого хейта 2019-2021. У тебя новые знакомые появились с этого момента? С того момента нет, больше нет у меня. И они говорят, везде пишут, что я якобы проявляю ненависть. У меня нет ненависти к осетинскому народу. Я могу тебе прямо сейчас сказать, что среди осетинского народа есть достойные люди в культуре. Да, Валерий Гергиев, например, он же осетин. Это большой человек в нашей стране. Дирижер. Да, уважаемый. Генеральный директор. Это Мариинка, Большой театр. Большого театра, да. Да, уважаемый. Он присутствовал во время открытия школы 21, вот эта IT-школа. Да, разве я отрицаю? Его позвал, если не ошибаюсь, Гуцериев. Пусть я не увлекаюсь как-то профессиональным спортом, я имею в виду дзюдо, бокс, но знаю, что есть знаменитые даже олимпийские чемпионы среди осетин. Они представляют, уже представляли, потому что Россия больше не участвует в Олимпийских играх из-за всеми нами известных событий. То есть они прославляют нашу страну, они вносят вклад. Есть писатели, есть люди, деятели культуры, искусства и современного искусства. Миягин, Шпиль, например. В любой певцы. Национальности есть... Их же любят, ваши ребята, да, их слушают да. в машине там, и так далее, хоть там музыка харам. Я не слушаю. Да. Не потому, что они осетины, а потому, что я не слушаю музыку. Музыка харам, окей. Да, у вас. Нет, подожди, давай мысль закончим. Ты согласен со мной, что среди их народа есть достойные люди? В любом народе есть, в том числе и у осетин. Разве у меня есть к ним ненависть, если я такое со мной учились осетины, девчонки и ребята. Да, вот. Я, возможно, даже универ закончил с их помощью, потому что они мне помогали там... Второй момент, самый главный. Как их называют, Рефераты. Да. С рефератами. Все удивляются, что я приезжаю во Владикавказ. У всех почему-то шок вызывает. Ты говоришь, что у меня столько сразу сообщений. Артем, возвращайся, пишут ингуши. То есть пытаются меня обезопасить. Я хожу, у меня больше 4 свидетелей. Я с ингушами туда приезжаю, хожу там на лайте, пью кофе на проспекте Мира, где многолюдно и так далее. Осетины ни один не подошел, ведь не сказал: слышь, что там? Узнавали, фотографировали, было даже такое и так далее. В плане не впрямую, можно с тобой, а вот так, когда я там кофе покупал. Ты там находишься, вот то, что ты описываешь, то же самое с ингушским флагом. Вот. Что? Смоделируем ситуацию. Вот то же самое с ингушским флагом. Я не буду подходить фотографироваться? Я не считаю Владикавказ, что это часть Ингушетии, он под юрисдикцией, потому что пригородный район, он не под юрисдикцией, там много вопросов. Я не нашел ни одного документа, чтобы пригородный район прям был конкретно под юрисдикцией Северной Осетии, Алании. Где этот документ? Кто-нибудь мне покажите, что это все включено. Почему я захожу в магазин «Истинг», там висит «Истинг», да, ваш, с картой Ингушетии, где включен пригородный район. Это что за провокация тогда получается? Это что такое? Зачем нарисовали пригородный район? Он же под юрисдикцией Северной Осетии. Нельзя рисовать. Кто-то привлекает за это к уголовной ответственности и так далее? Нет. Потому что это земля Ингушетии. Никто не спорит. Да. И поэтому я могу стоять с ингушским флагом в селе Мачюрт и Базоркино. Нет, ты можешь это его стоять, название. слушай, сколько ты можешь стоять хочу. с любым флагом в любом месте. Да. Вопрос в том... Смотри, а если бы я приехал бы с флагом Алтайского края своего родного или Краснодарского края? Ко мне бы кто-нибудь подошел или запретил? Нет. Это что такое вообще? Нет. Я могу с ингушским флагом. Ты видел мои же посты. Я был с ингушским флагом в Египте, в Турции, в Греции, в Венгрии, Франции. Везде с ним стоял. Хотя в Египте и в Турции строгий закон. Ко мне подошли в Турции, в Стамбуле, в мечети Айя София, и сделали замечание, что нельзя так делать. Я объяснил ситуацию. Знаешь, почему мне разрешили? Ты удивишься. Ребята, я не знаю тюркского языка, а ингуш знал один. Он перевел, что я поддерживаю ингушей, потому что случились репрессии. И он сказал: у тебя есть 5 минут, делай фото и видео. Я сделал.
Но мне разрешили в таком месте, это знак от Бога. И таких моментов в жизни было очень много. Зачем я это делаю тоже? Я же мог быть с российским флагом. Но Россия не нуждается в представлении и так далее. И ее и так все знают. А ингушей мало кто знает. Серьезно говорю. Среди моих друзей об Ингушетии узнали от меня. И о чем говорить? Я могу тебе показать комментарий, а может быть ты видел, я выставлял в сторис Нельзяграма. Мне пишут люди, что Ингушетию увидели сами ингуши с другой стороны. То, что я показываю ее по-другому. Потому что многие разочаровываются. Где-то неразвитая инфраструктура, где-то какие-то проблемы. А я нахожу даже в не очень красивом месте красивый момент. Снимаю и показываю. И я считаю, что да, возможно, я с тобой соглашусь, что со стороны это может выглядеть как будто провокация или как будто засланный казачок, здесь пытаюсь что-то спровоцировать. Я против войны, я против конфликтов, я за единство России. 2026 год объявлен годом единства народов России и малочисленных народов. Ингуши не являются многочисленным, вы малочисленный народ. Я хочу справедливости, как русский человек, как это хотел Лермонтов и так далее. Кстати, Булгаков с вами дружил, ну и так до бесконечности. Первый спектакль был поставлен в Владикавказе. Я знаю это. Благодаря кому? Ингушам. Правильно говорю? Я хочу, чтобы ваши отношения ингушей и осетин вернулись в то русло до прихода Сталина. Вы же дружили. Все было прекрасно, все было так хорошо. Вот о чем и речь. Понимаешь? И я хочу, чтобы меня услышали. Потому что если ингуш выйдет с флагом, ну, ты сам понимаешь, ну, ты выйдешь с флагом, я тебя даже не буду упрекать. Вот иди, чеборс, возьми флаг и тоже... Это вот провокация как будет уже. Ну, то есть ты ингуш, понятно, ты будешь отстаивать интерес. Я русский. И получается, вот мне говорят, он проплаченный, типа, ингуши ему заплатили. Ну, найдите мне людей, кто мне заплатил. От меня все шарахаются, если уж откровенно и честно говорить. Серьезно говорю. Меня все боятся вот в этом плане. Говорит, то, пожалуйста, не говори про пригородное. Мы поможем, то сделаем, это сделаем. Не надо только про пригород, не трогай его. Ну, не могу я, мне душа не позволяет. Это кто тебе говорит? Ну, я не буду называть фамилию. Давай. Ингушской национальности люди. Ингуши. Ну, буквально даже вчера ко мне подошел ингуш. Это знаешь, что он мне какие-то сказал? ребята или работают где-то? Это серьезные люди. И я прекратил с ними общение. Это и спортсмены есть. Вот. Ну, спортсмены — это не серьезные ребята. Я имею в виду в плане решения каких-то вопросов. Ну, известные спортсмены. Ну, известный спортсмен, он известный спортсмен. Я про серьезных ребят, я думал, ты говоришь людей про из политики. Там, давай, из политики. Из политики. Очень серьезные. У меня свидетели есть, я в шоке. Ну, просто я не хочу, чтобы... Но как они это говорят? Почему Просто говорят, оставь эту тему пригородного района, сейчас не время, не надо. Это провокация, зачем тебе это все? Вот показывай горы. Да и любой может показывать горы. Я здесь, зачем? Я не хочу показывать только горы. Горы — это уже блогерство. Вот прям, я бы сказал, чеборс, я блогер. Все. Я в домике, я не хочу говорить про политику, геополитику, межнациональные отношения. Давай, вот будем говорить про горы. Тебе интересно говорить про горы? Только, честно. Ну, вот со мной, о горах. С приставкой «только» нет. Вот. А вообще мне интересно. Да, ну это в контексте нашего разговора. И мне не интересно только про горы. Мне нравится политика, геополитика, межнациональные отношения. Я сам не знаю, почему Бог меня прислал на эти земли. Давай уж так, откровенно. Я отвечу на этот вопрос, если ты меня второй раз пригласишь, спустя какое-то время, если я буду жив-здоров, дай Бог, и ты тоже, здоровья тебе. Мы увидимся еще раз. И тогда я буду рассказывать... Ты сейчас не прощаешься? Нет. Мы продолжаем? Все нормально, да. Okay. Нет, я имею в виду, что мы с тобой еще раз увидимся. Okay. Через несколько лет, пускай, да, пройдет время. Там будет уже, возможно, другой Артем, будет другой Чеборс, может, другие взгляды, другие приоритеты и так далее. Просто пойми меня тоже правильно. Когда ты добрый, пушистый и хороший, ты неинтересный. Со всеми известными людьми... Добрым, пушистым и хорошим можно долбить постоянно в одну и ту же точку. И со временем оно приходит. Бесполезно. Я тебе объясню. Хочешь, честно признаюсь тебе? Вот честно признаюсь, как я познакомился с вашими уважаемыми людьми. Думаешь, за доброту вот такой хороший показал какую-то локацию или какое-то место, и тут со мной известный, влиятельный ингуш решил познакомиться. Может, в этом была цель? Нет, ему это не интересно. Я просто сделал ошибку. Ты говоришь, я ошибки не могу признать. Я признал свою ошибку, но сказал, я удалять это видео не буду. Я приеду,
И ты мне дай человека, кто мне расскажет о том, Я как говорю, всё может, это в этом происходило. была цель Артема Плата, чтобы нарочно допустить ошибку, Нет, а потом... я оказаться- спросил в этом месте у 4, даже у 5 людей, да, у 5, кто строит, кто этим занимается. Мне все как один ответили. Ну, я сказал, хорошо. О чем речь? О локации целом. В целом. Я сказал, что это построил Гуцериев. И мне стали писать Парчиевы массово просто. И я был в шоке. Вот как то же самое было похоже. Ну, только Видишь, впоследствии ты сказал, что Я- Цейлам стал твоим рекламодателем. Нет, он не стал моим рекламодателем. Это место я полюбил еще до того, как там появилась локация. Ты можешь увидеть ролики, где я летал У на меня тоже дроне. там есть фотографии, там была Да. смотровая площадка. У меня есть друзья. Я просто рекламирую это место, потому что оно мне нравится. И когда я увидел, когда это был 22 или 23 год, майские праздники, 9 мая, мы поехали. Я давно не был в горах и не видел. И там только был кафе «Целом» и мангальная. И то, и только начали строить. Мечети не было. Вот это тоже там фундамент Молельная ставят. комната. Да, молельная комната. Я попросил друга, говорю, останавливай машину, пусть дети прогуляются, чай попьют. Я говорю, я с камеры быстро пробегу, сделаю круг, очень интересно. Вот стал спрашивать по дороге у людей, кто строит? Все, Гуцериев. Как ты относишься к Гуцериеву? Микаилу Сафарбековичу с большим уважением. Для меня это человек близок по духу, потому что это светский человек, творческий человек. Он пишет очень красивые стихи. Хоть ты и не слушаешь музыку, но я ее Ну, слушаю. я слушал, я же не отрицаю. Да, но... Фоново, по-любому, где-то я он услышу. очень красивый пишет песни. Вот без этой всей кукареку, там, ну, ты понял, о чем я говорю, да? То есть красиво. Ты можешь послушать, потому что там нет плохих слов. Все культурно. У него в интервью красивый русский язык мне очень нравится. Михаил Гуцериев, он вытаскивает интервью с своими ответами, даже если тупые вопросы. Поэтому я прекрасно Но понимаю. он достойный сын своего народа. То есть я не знаю. И почему-то какие-то слухи есть, вот, что меня финансирует Гуцериев, потому что вот так же я... Надя, желаю этого. Да, похвалил. Все будет Да нормально. нет, спасибо, Баркл, тебе за это, но не нужны мне спонсоры, не нужна мне финансовая поддержка. У меня все хорошо и так далее. Главное во всей этой истории, чтобы меня смотрели и смотрели то, что есть в Республике Ингушетия. И нужно меня правильно понять. Я хочу помочь. Вот говорят, в чем проявляется патриотизм? Вот некоторые считают, что нужно пойти в армию или пойти прямо сейчас на специальную военную операцию. Да? Я не военный человек, я с армией особо так не дружу. Но если начнется, не дай бог, какая-то большая война, то, конечно же, умею, не умею, а свой долг ты пойдешь исполнять. В данной ситуации я просто там бесполезный. Это знают ребята с СВО, меня многие оттуда смотрят. То есть у тебя больше пользы за счет твоего ресурса. Да, и я очень рад. Вот о чем я говорил, когда мы говорили про флаг, понимаешь? Да, меня поддерживают. Я понял, в этом Артем, плане. смотри. Почему тебя так задевает стройка напротив башни Согласия? Честно, опять же... Я лично считаю, и многие считают, что если чего-то коснулась рука Михаила Сафарбековича Гуцериева, то, как правило, там все по окончании должно быть по кайфу. Мы все прекрасно знаем, что реально это строит теперь Совмар. Ну, или другая компания Гуцериева. Ты все правильно говоришь. Но давай мы Почему будем зерна отделять от плевел. Так. Михаил Сафарбекович финансирует всю эту историю. Конечно. Он является инвестором. Да. Да? Но контролируют эту стройку совершенно другие люди. Понятное дело, что он не будет контролировать Я не знал. все, что он делает, потому что там Да, я не миллиарды. знал, кто занимается этой стройкой вообще. Я же приезжаю в магаз и вижу, извини меня за прямоту, вот эти сараи. Это что такое? Даже кафе «Алания», которое находится рядом, дальше «Эспрессо Голд», «Халиф», «Истинг-магазин» выглядят подобающие, хоть из простых материалов, но они подходят к этой башне Согласия. Они не портят вид. А это что такое? Плитка из бассейна обделали. Это что? Это сараи, самые настоящие. Так она же не закончена еще стройка. Так уже вот заканчивают. Я же вижу облицовку. То есть это будет готовый вариант. Он уродует площадь. Далее. Ты же был в Грозном? Ты видел, как выглядит площадь Ахмата Кадырова? Огромная, где посередине прожектор. Да. Чеченцы дорожат этой площадью. Там нет ничего. Никаких строек. Представляешь? В центре. Слушай, это место, чтобы проводить огромные сотнетысячные митинги. Браво. Центр сердца Чеченской Республики, где люди
должны собираться не только для митингов, но и для каких-то, да, мероприятий разных, и праздничных, и так далее. Чтобы место, где может собираться народ. Правильно? Правильно. Где в Ингушетии будут теперь собираться люди? Почему они забрали площадь? На каком основании? Мое мнение такое, не в обиду владельцам Алании, там очень все вкусно, эспрессо Голд, я там частый гость, тоже это мои знакомые и так далее. Но я бы это вообще все убрал и сделал бы площадь, просто площадь для ваших детей. Слушай, изначально, даже когда не было вот этих построек, о которых мы сейчас говорим, там были подземки. Да. То есть все говорили там а-ля охотный ряд Москвы. Да. Окей. В любом случае там было бы скопление людей под землей, скажем так. Сейчас это будет то же самое, но и наверху. Но наверху надо было... Почему тебя так тревожит этот момент, что не будет площади? Я не хочу, чтобы... Да у ингушей всегда постоянно все забирают. То землю, то теперь площадь и так далее. Да никто у меня ничего не забрал. Забрали. У меня никто ничего не забрал. У вас забрали площадь. Где мероприятия проводить? Какие? Городские. Например? Республиканские. Какие? День республики. У вас тут день города. Что происходит у в вас этот день? Новый год. Что происходит в этот день республики? Ярмарки и так далее. Какой-то закуток, потому что места нету, нет масштаба. Люди где приезжают. Ты видел масштабные ярмарки в Магасе, скажем так, чтобы их проводили? И там так потому что негде проводить, поэтому они не проводятся. Должна эта площадь, эта площадь существовала лет 10. Хорошо, у вас будет какой-нибудь митинг, там, неважно, чему посвящено. Где вы будете митинги собираться? И так проводили на дороге. Где? Вся на улица парковке у НТРК Ингушетия? Допустим. Ну что позориться, это уже унижение. Почему? У ингушей должна быть своя, большая, просторная, достойная площадь. Все, это сердце. Для чего? В городе Барнауле площадь Сахарова. Для чего? Скажи, для чего? Мероприятий, для митингов. Для каких? Для сбора людей, потому что это должно быть, так всегда везде было. В Париже приезжаешь, там в каждом городе есть за границей и здесь в России. В Краснодаре даже есть площадь, а там, ты знаешь, земля очень дорогая. Что же ее не продадут под торговый центр и не поставят вместо флагштока гигантского? В Назране есть площади? Так это не столица. В Назране есть площади? Ну, есть, небольшие. В Назране есть. Это не столица. Ты называешь по одному городу каждой страны, где есть площади. Это не столица. Барнаул, административный центр Алтайского края. Есть площадь? Есть. Грозный. Не знаю. Столица Чеченской Республики. В Северной Осетии, в Владикавказе. Тоже своя площадь. Грозный. Да. 300 квадратных километров. Вот такая же площадь должна быть вот здесь. Пусть она чуть меньше, но вот... 300 квадратных километров Грозный. Магаз сколько по площади? Я не знаю. 12,5 квадратных километров. Это пригород Назрани, по большому говорю, счету. Вот есть... Владикавказ, 293 квадратных километра. Да, мы сравниваем с тобой. А в Назране 118 квадратных километров. Есть эти площади. Для есть, 540 тысяч ингушей. Ну, подумаешь, так, пускай будет. Да не проживает 540 тысяч ингушей в Магасе. Давай мы проведем голосование. Пускай зрители сами определят, нужна ли площадь в городе Магасе, масштабная, или пускай будет закуток. Вот пусть напишут в комментариях. Ну, я не считаю это закутком. А я считаю это закуток. Заплатка. Ну, это ты так считаешь. И большинство людей со мной солидарны. Меня вот все поддерживают. Это Евкуров хотел построить стадион, футбольный стадион с вместительностью 25 тысяч человек в Магасе. Да. Зачем он нужен? Чтобы привлечь в дальнейшем инвестиции, провести какой-то чемпионат здесь. Чтобы потом он ушел, и потом он был... высасывал все деньги на его обеспечение. А в Сочи построили кучу стадионов. Ну, сколько денег на это потратить? Ну, не пригодились. Я не знаю, пригодились. Нет, не пригодились особо. Но мы достойно показали свою страну об этой Олимпиаде. Еще говорят до сих пор. Сколько лет прошло уже? Ну, зато доллар сколько стоит, понимаешь? 12 лет. Все это вытекает одно из другого. Я понимаю, понимаешь? Но все равно падать в грязь. Недвижка в Сочи стала дороже где бы то ни было, начиная с 2014 года. В 2014 году же в Сочи была эта Олимпиада. Да. Самая дорогая недвижка в России на квадратный метр в Сочи. Спрос высокий. После Олимпиады 2014 года. Все бросились так это покупать. хорошо. А еще санкции, это хорошо. Люди покупают, замечательно. В Я считаю, что в Магасе такая огромная площадь. Если она есть, хорошо. Если ее нет, значит, если есть это поменьше. такая стройка, чуть ли не легендарная, нужная, прям вот этот торговый центр нужен. Почему его делают так безответственно? Почему он сыпется? Я считаю, он не нужен. Ну вот. Я считаю, он не почему нужен. Ты так говоришь? Но от того, что он есть, говорить, записывать целые видеоролики и делаю. говорить, Призываешь... вы куда смотрите, ингуши, обвиняя там чуть ли не каждого проходящего мимо, в том числе, Нет, о том, что построили. Это уже твои... Вы ничего не делаете. Это твое субъективное мнение. Нет, это твое, ты так вещаешь. Я так не вещаю. Да. У меня немножечко по-другому все там обстоит. Давай вернемся к Дому Музея национальности в Москве. Подожди, ты говоришь, вы все ингуши, как бы не ингуши, это твоя цитата в прямом. Я всегда, это мое любимое слово. Нет, мы вернемся к стройке и так далее. Ингуши мне пишут,
Ингуши мне пишут: Артем, мы с тобой полностью 100% солидарны. У меня куча таких сообщений. Люди в окружении моем, все, даже вот Я сейчас... с тобой тоже во многом солидарен. Вот, что, это плохо, что ли? все сыпется. Где находится город Магаз? Скажи мне вот сейчас. По карте. Ты про Географически. сейсмоопасность говоришь. Да. Ты про это Не говоришь. дай бог тряханет. Если уже осыпалось, они так небрежно к этому ко всему относятся. Представляешь, все это рухнет. А еще, насколько мне известно, я об этом честно не знал, мне недавно об этом рассказали. Вот этот подземная вся эта история, типа подвал, он был в воде. Это правда? Долгое время там была вода. Я думаю, да. Потому что не Представляешь, было крыши. за столько лет что может произойти? Я доверяю Гуцериеву. Вот. Он не возьмется за то, что... Он не контролирует, ему некогда этим заниматься. Он же конкретно про этот Уже объект в одном из своих интервью говорил. В одном Да. из своих интервью говорил, что мы взяли для того, чтобы сделать там кинотеатр, ресторан. Он конкретно про этот объект говорил. Да. Ты думаешь, человек, у которого есть состояние $1 миллиард плюс долларов, возьмется за какой-то объект, чтобы... пускай будет. А я не верю, Понимаешь? что полностью контролирует Микаил Сафарбекович Гуцериев, у которого прекрасный вкус. Это что, это его Полностью проект? никто ничего не контролирует. Это что за ужас? Я полностью не буду Вот ты- контролировать ты монтаж со мной этого согласен? подкаста, потому что этим занимается другой человек, Да, ну, которому я плачу Я зарплату. тебе вопрос Понимаешь? тоже задаю, мне интересно. Ты согласен? Это ужасно. Это никак не вписывается в ансамбль как башни достроят? согласия. Ты видел проект вообще? Я не видел его. Там он изображен. Пока что он строится в виде башен жилых, которые не имеют вот 25 метров Нет, высоты. там строятся просто, прямоугольники, которые будут обложены обычной Они плиткой, как в напоминают бассейне в башни, кухне, в такой правильно? недорогой. Башни они напоминают внешне. Они мне не напоминают жилую башню. Они Ну, мне просто... сейчас они напоминают голые стены. Я Так говорю, они уже там облицовка, все уже почти уже. Ты подойди, посмотри. Знаешь, что самое главное? Эта вся история изуродовала вид на символ столицы Республики Ингушетия. Самый высокий этнографический музей в мире, башню Согласия. Ты знаешь, кто его построил? Эту башню? Харсиев. Башню Согласия. Да. Да, Алихан. Вот настолько патриот, а он не смог ничего сделать по вопросу пригородного района, как ты сказал. Я обращался, и молчание сказал. Ну, видишь, никому нет дела, получается. Он был, он, по крайней мере, сделал хоть что-то. Он оставил после себя красоту. Мне нравится башня Слушай, Согласия. он сделал не хоть что-то, он много чего сделал на самом деле. Я просто не знаю о всех его делах. Вопрос по теме я подошел, он промолчал, мне кажется, немного сомнительно. Ну, окей. Такой же вопрос у меня есть касательно аэропорта. Ты очень, такие громкие слова были. Вы все продаете, в республику продают, и так далее. Раздают 2018. Почему Кто так считаешь? в 2018 году Мы не про подписал? 18 год, мы про аэропорт Вот видишь, не говорим. хочешь, сразу убегаешь. Почему? Кто подписал эти документы? Две стороны, которых никто не выбирал. Да. Народ был против. Да. У народа не спросили. Я и сегодня против. На вашей стороне. Я и сегодня против. Да, и я не понимаю, зачем. Просто я тебе задаю вопрос про аэропорт, ты относишь это... Да. Я могу говорить открыто на любую тему. Все, что я думаю, я говорю. Я понял. Я сейчас задаю вопрос касательно аэропорта. Задавай. Почему тебе так мешает эта история, что аэропорт в моменте выставили на торги? Потому что у ингушей должен быть нормальный аэропорт. Он самый лучший, самый красивый аэропорт на протяжении десятков лет в СКФО. Ты был в аэропорте Минводах, пока не построили в прошлом году новый терминал. Он лучше сейчас. Ты был в аэропорте Владикавказа, который в прошлом году не построили новый. Я объяснял за кадром. Ты был в Грозном, пока не построили новый? Я вот в Грозном был последний раз в 2023, если там что-то изменилось. Я не могу сказать, что сегодняшний ингушский аэропорт, в чем такая... нуждается в ремонте. Так триггерит тебя касательно того, что... Потому что зачем отдали Валберис? У меня есть подозрение. Зачем не отдали? Это Валберис теперь принадлежит. Я в курсе. И группа, объединенная компания Валберис. По-моему, в Северной Осетии будет строиться большой логистический хаб. В Ингушетии будет строиться на 5000 рабочих мест. Логистический хаб. Пока первый раз. Сегодня я слышал про 10 тысяч рабочих мест, но изначально я слышал 5000. В пригородном районе. Уже начали строительство в районе Эбергюрт, это Троицкая станица. Да? Видишь, значит, я немножко уже не информирован. Окей. Но суть не в этом. Теперь ты знаешь эту инфу про продажу это этого хаб, аэропорта. как будто. Логистический хаб для Валберис. Плохо? Они сказали, что это плохо. А где будут пассажирские самолеты? У меня вопрос возникает. Неужели властям Республики Ингушетия и тем даже, кто сегодня приобретел новому владельцу, я, к сожалению, не знаю, кто. Суть в том, что продали именно Валберис или то, что продали вообще? Почему? Да, почему продали? Почему не Ну, ты не говорил до этого. Почему продали именно Валберис, в автовокзал этом проблема. принадлежит кому-то, а не государству? Это что такое вообще?
Железнодорожный вокзал опять кому-то там, по-моему, принадлежит, а не государству. Это не государственный объект. Это где такое видно? Ты считаешь, что аэропорты все должны Аэропорт принадлежать должен государству? быть, да, в государству, да. Потому что, Ты хорошо, знаешь, что Домодедово выставили на торги? его уже купил Шереметьево. Уже купил Уже Шереметьево. за 66, по-моему. Это плохо? Это хорошо. Почему это плохо? Шереметьево, по крайней мере, в Шереметьево летает много разных Не, мы не самолетов. говорим про, по крайней мере, кто куда летает. ты- Сейчас, подожди. Нет, ты задал вопрос. Можно Если я отвечу? Домодедово стал... Да Домодедово тут уже ни при чем. Этим городом, этим аэропортом стал владеть другой частник, скажем так. Это плохо или хорошо? Ну, он показал себя. Человек занимается аэропортами. Кто? А Валберис Кто? занимается аэропортами? Ну, кто Домодедово занимается? Ой, точнее, Шереметьево. Кто? Шереметьево? Чем занимается Дерипаска? Шереметьево? Дерипаска чем занимается? Бизнесмен, олигарх, Бизнесмен. да, бизнесом, Он аэропортами разными занимается? инвестициями и так далее. Занимаются люди, которые в этом соображают, Он которых он нанял. Это здесь ни при чем. Ты мне... Гуцериев нанял людей, которые разбираются в том, что строится на Хорошо, у площади меня вопрос. Согласия. Когда продали На аэропорт? площади Алани. А? Когда продали аэропорт? Месяц? Месяц, не знаю. Ну, это было В прошлом году. осенью 2025-го. Объясни мне, пожалуйста, почему аэропорт, кто хозяин, да, вот там директор, я не знаю, не в обиду им, унижает ваших стариков? Сейчас объясню, почему я так сказал. Я не знаю эту историю. Почему они Подожди, должны летать? пока мы, Нет, подожди. пока мы не перешли на новую тему про Это не стариков, новая унижение тема. и так далее, Я- я хочу задать тебе... Да. Я уже задал его, просто не ответил. Олег Дерипаска занимается бизнесом, ты сказал. Как Правильно? Олег Дерибаска касается Республики Ингушетия. Так, что он Мы же про является Ингушетию владельцем аэропорта Краснодар. Ну да, замечательно. Да, окей. Ну дальше. только Краснодарский Окей. бы я бы достроил, он ужасный аэропорт. Окей, дальше. Внуково на 75% принадлежит бизнесмену Виталию Ванцеву. Так. Шереметьево, как ты уже сказал, на 66,1%, в том числе принадлежит Аркадию Ротенбергу. Да, хорошо. Эти фамилии ты тоже знаешь. Конечно. Минводы, Нальчик, Ставрополь, Владикавказ на 100% входят в холдинг Новопорт, Новопорт, да. Романа Троценко. Да. Еще знаешь, какой аэропорт принадлежит Новопорту? Барнаул. Хорошо. Аэропорт Барнаул. Там аэровокзал можно назвать. Ну, там, кстати, новый терминал построили, вот его должны будут открыть. Окей. Ну, там меньше, чем здесь Магась. Теперь, в чем пагубность ситуации, что аэропорт Я только Магаз стал собственностью частников? Прошло больше полгода. Да, Его купили. да. Аэропорт в каком-то ужасном состоянии. Не в Ну, ты каком-то. так считаешь, я так не считаю. Ну, Он разбитые красивый. какие-то неоткрываемые двери стеклянные. Что с ними стало? Ну окей, допустим, дальше. Далее. Почему старшее поколение, особенно кто испытывает проблемы со здоровьем, с больными суставами, должны летать победой? Победа для молодежи. Почему в Ингушетии до сих пор, даже после продажи, не прилетает Аэрофлот? S7, уральские авиалинии. Там, где мягкие сиденья, можно откинуть кресло, тебе К принесут великому водички и сожалению, так далее. здесь играет роль Почему экономическая такое? целесообразность. Раньше у нас было 3 разных: Победа, Согласен. ЮТР и Аэрофлот. У меня должно быть К право выбора. сожалению, я не люблю вот эти маршрутки под названием «Победа», Мгм. но вынужден летать, ну что поделаешь. Но, тем не менее, есть у них и плюс, они новые. Я летал в Казань, это было примерно, это было еще хуже. Но неважно. Далее у меня... Если ты являешься владельцем Аэрофлот, ты запустил рейс, и он не окупается, естественно, это ты его уберешь, правильно? Но мы Победа, надеемся, да, мы причем надеемся. Дорогущая. Окупается? Я часто Окупается. летаю. Да, ну Окупается, и потому у что Победы- дешевые билеты, и все Нет, летают они не через- дешевые. Я сюда прилетел за Сейчас 27 они стали тысяч. не дешевые. А Они раньше по я цене летал дороже Аэрофлота. среди Дочерней компании. конкурентов, когда был ЮТР и когда был Аэрофлот, естественно, я в том числе покупал Победу, потому что они в два Ты раза понимаешь, дешевле какую мысль ближайших хочу конкурентов. донести? Не нужен сюда ЮТР и 100 компаний. Можно, пожалуйста, один рейс Победы для молодежи? До Да 35. будем мы услышаны, Да, Wildberries, и понимаешь? и чтобы летал еще Да Аэрофлот. будем мы услышаны, я же Супер говорю. было бы. И Смотри. далее, насколько мне известно, керосин привозят из Краснодара. Так. Это тоже купили. Я просто не знал, что ты Гуцериева упомянул. И аэропорт, если честно, как это взаимосвязано? Если это Валберис. Нет, я упомянул Гуцериева с площадью, со стройкой на площади, а потом Ну, другой да, вопрос прозвучал по окей. поводу аэропортов. Почему тебя триггерит эта история и вот эта история? Ну, потому что Здесь мы разобрались. все Окей, продают. тебе не нравится внешний вид. Да, все А продается, здесь? но ни черта не делается. Ну, так еще рано, может быть. Как рано? Ну, здрасте, приехали.
Ну, как что рано. Что должно измениться? Новые терминалы должны быть. Более комфортные, более просторные. Раз. Слушай, Во-вторых, новый терминал, его построить... хотя бы новый самолет запустили Аэрофлот. Вот, хотя бы комфортный, нормальный самолет, чтобы люди летали. Особенно, повторюсь, старшее поколение. Я видел, как они мучаются, как эта бабушка бедная. Давай от обратного. Когда аэропорт был в собственности государства, как ты сказал, что-то было лучше? Ну вот ты сам говоришь, вот, допустим, были рейсы другие и так далее. А что стало? Почему так они последние исчезли? 3 года их нету, или 4 года даже их нет, ты же сам говоришь. Ну, стало хуже. Ну хорошо. При государстве, вот аэропорт при государстве, допустим, что было лучше, Было что лучше. ты так сильно хейтишь Но было то, лучше, что есть сейчас. Да, было лучше, я думаю. И просто продали Валберис. Меня лучше, я думаю, это не профессиональный что это подход превратят... независимого журналиста. Я могу ошибаться, я потом признаю свою ошибку, если я буду неправ. Я тоже сейчас могу все, что... Это знаешь, как Можно я скажу наперед? Сотрудник полиции останавливает, говорит там, делай это, я говорю, так я не обязан. Это звучит... Я за себя отвечаю. Если я не прав, то ты можешь подать там жалобу в соответствии... Это Хорошо. типа я тебе прострелю колено, а если я был не прав, то напишешь жалобу. Хорошо, я так тебе я скажу. Я думаю так, а если что, я извинюсь в будущем. Это так это не работает, превратится Артем. в логистический хаб у Валберис. Как ты говоришь, потом скажут, аэропорт закрыли, потому что, даже Победа не набирала людей. Типа, зачем убытки? Лучше Все логистикой прекрасно здесь понимают, заниматься. что Победа набирает. Но они сделают так. Тут все сделают. Ты же не знаешь, 3 что секунды делают, и так Артем. далее. Откуда А я ты предполагаю, знаешь, что... могу предполагать. Я тоже могу предполагать, пускай что это будет... останется в истории. Я предполагаю, что с завтрашнего дня будут предприняты меры по возвращению пригородного района. Давайте вы всю республику распродадите полностью. И давайте не будем распродавать. И застроите торговыми центрами, а давай базарами. Не будем распродавать. А я знаю, что после Почему у тебя нету претензий к Алаудину Парчиеву, который построил в сердце, как ты сказал, Ингушетии, торговое предприятие под названием «Цейлом». Какое-то торговое предприятие? Обслуживание, ресторан, кафе. Торговое предприятие. Хорошо. И там строится на несколько этажей. Стоп. Подожди, там строится на несколько этажей отель на этой же смотровой площадке. Мне это нравится. Но почему ты ему не предъявляешь то же самое? А я ему не предъявлял. Я у него спросил. Фактически в частные руки. Я у него спросил, когда они с сыновьями участвовали в строительстве молельной комнаты, которая мне, кстати, очень нравится, потому что из камня. Ее варцы, ваши братья, делали, по-моему. Окей. Мне стало тоже интересно. Потому что, во-первых, это заповедная зона. Это сердце Ингушетии, правильно ты сказал. Кто разрешил? Ханиевы. Тейп, они были за 2 руками. И Лалахоевы. И народ поддерживает. Он согласен с он тем... ничего не сказал. Знаешь, что я пошел проверять? Вот, может быть, сейчас как-то глупо будет. Пусть будет глупо с моей стороны. Я когда увидел это все, у меня же есть съемки, как выглядел Цейлом и этот склон без инфраструктуры, то есть без этих экотроп, без смотровых площадок. Я стал смотреть на камни. Тронули ли камни? Которые там лежали, сохранились ли они. На 2 камнях я снимал себя на дроне, стоял еще в бордовой такой водолазке и вот так по кругу снимал, когда не было ничего вообще. Ни одного камня не было. 3 дня назад я ровно то же самое сказал гостям из Барнаула, что оставили, сохранили и заборы, и лестницу построили, все, не трогая вот эти огромные булыжники камней. Это все прекрасно, это уважение, он правильно это сделал. Хорошо. Ты же видишь, какой предельственный. Смотри, можно я договорю? Не, Я ходил по всей этой локации. Я клянусь, я придирался. Мне кажется, там даже немножко возненавидели из-за этого, что видели вот эти взгляды ваши ингушские. Не могу это объяснить. Что я ходил, везде я лазил, и я же с камерой хожу, я же все фиксирую. Где-то на потом, а где-то сразу в сторис. А сторис, если ты записываешь, выложил, ты сам это понимаешь, через минуту, даже если ты удалишь, все, уже поздно. Люди себе запись экрана и так далее. Я не вижу в этом ничего плохого. Пока я не знаю, как будет выглядеть отель. Я видел его там, когда встречался с Аушевым, приезжал Миниханов и так далее. Я всю эту процессию снимал. Я видел, как выглядит отель. Как он будет исполнен, будущее покажет и так далее. Но то, что сделано сейчас, на мой взгляд, очень красиво. Особенно молельная комната. Я был в восторге. Людям есть где остановиться, выпить кофе. Это важно. С шикарным видом. И опять же, там построено так, что сегодня есть, там нет фундамента. Слушай, это место кайф. Это место кайф. Разобрать. Это лучшее место на планете Земля, на мой взгляд. Я не спорю с этим. Я говорю, почему ты не задаешься тем же вопросом касательно
Так он не испортил, он приумножил. Окей, было при государстве, аэропорт был при государстве, он стал при Wildberries одновременно с РУС. Ничего не поменялось, окей. Было там хреново, и здесь есть сейчас на данный момент хреново. Почему ты так же, как и с Цейломом, не предполагаешь, что скоро там тоже может что-то поменяться? Логистически вот этот хаб построят на 5000 рабочих мест. Я не верю словам. 5000 рабочих мест. Да, 5000 это рабочих замечательно, мест построят. я это поддерживаю. Это 5000 человек, да, это каждый каждый тысячный житель, условно, каждый тысячный житель Республики Ингушетия. Будет работать там. Возможно, будет Дай работать бог, там. Да. А если это будет там, по некоторой информации, 10 тысяч человек, это еще больше. Лучше, да. Эти люди, они, естественно, повысят турпоток того же аэропорта, они повысят поставки, если будет задействовано авиаперевозки, повысят количество рейсов, может быть, будет построен новый терминал из-за этого, новые полосы там и так далее. Почему ты так не хочешь размышлять на тему того, что аэропорт попал в частные руки, как у всех этих миллиардеров? Хочется в это верить, но судя по тому, что происходит, я не верю словам, я верю действиям. Цейлом, там каждый раз приезжаешь, как прям в Грозный. Что-то да новое, что-то да новое. Я не успеваю снимать, я поэтому так часто. Сейчас, например, ты видел, наверное, мой ролик, из Магаса через Назрань можно поехать за 400 рублей. 400 рублей туда, обратно, на локацию Цейлом. По пути водитель будет останавливать маршрутную, это такси, так называемую, машину, чтобы люди, кто захотел поехать, увидеть горы, сделали фотографии, да, и поехали уже дальше на локацию Цейлом. Это уникальная возможность тем ингушам, у которых нет автомобиля, либо каких-то возможностей добраться, поехать и увидеть свою родную колыбель, откуда все вы вышли. Правильно? Да. Идет развитие. Что-то идет. Я вижу, что что-то потихонечку двигается, развивается. И никто не ждет полгода, год. Смотри. Завтра все закроется, все умрут, этот конец света. Этот маленький объект, он строится, до конца он не завершен уже на протяжении 3 лет, по-моему, или 2 или 3 лет, понимаешь? Так это сразу. Это маленький объект. Да, но как только началась стройка, уже стройка, она идет. Так логистически вот этот хаб строится. Ты просто не знаешь. В Троицке, в районе Троицка. Мы про хаб вообще не говорим. Мы говорим про аэропорт. Что произошло за полгода в аэропорту? Что произошло предыдущие 5 лет с аэропортом? По крайней мере... Ни хрена. Ни хрена, да. Но там планировалось что-то. Зачем его продали? Зачем все нужно продать? Потому что запланированное не вариант реализовать. Хорошо, почему Краснодар все не продаст полностью? Не лишится железнодорожной станции, пусть отдадут в частные руки. Краснодар — это столица... Опять оправдание. Столица. Это не... слушай... Барнаул 600 квадратных километров. Из-за ребят тоже узнал. Это большой город, Большой город, да. 118 квадратных километров — это Назрань. Это достаточно большой город. Возьми в сравнении такой же город там в любом другом районе, регионе и так далее. Назрань намного лучше он выглядит. Понимаешь? Если даже по фотографиям посмотреть. Даже транспортная логистика и так далее. Но не сравнивать... Назрань лучше какого города выглядит? Любого другого по масштабам, который соответствует этому городу. В Российской Федерации. По масштабам? В Российской Федерации. Окей. И мы не берем столицы. Допустим, Нальчик, он тоже там плюс-минус меньше. Да, согласен. Но в него вливают больше денег. Так же, как и Магаз. Да. Поэтому мы берем маленький аэропорт, в котором, дай бог, 1 рейс там в день. Я не защищаю там ни одну, опять же, ни вторую сторону. Просто... Мне немного странно, что ты реагируешь на такие моменты, будучи... ты даже не проживаешь здесь, понимаешь? И так сильно реагируешь. Люди пишут. Что люди пишут? Люди боятся высказать свое мнение. Я сделал недавно эксперимент, тоже, наверное, смотрел мои ролики про Сунжу. Я выставил несколько роликов без проблем города Сунжа. Просто один исторический, касаемый, мы обсуждали с тобой эту тему, репрессий. Второй просто, как я показываю улицу, одну из... Какая первая попалась, я не искал ни лучше, ни худше. Вот какая первая от железнодорожной станции Слепцовская, кстати, которую, дай бог, если получится, откроют в 2028 году. И надеюсь, что у главы республики Махмуда Алима Шариповича Калиматова удастся все это осуществить. Снял. Я ждал, когда люди будут писать в комментариях: Артем, загляни к нам туда-сюда, у нас тут проблема. Люди, честно говоря, не могу сказать, что прям боятся. То ли стесняются, или скромничают, написать о каких-то проблемах. И тут я спросил у ингушей: а можно я выставлю ролик, сделал голосование, о проблемах Сунжи, которых я увидел? То, что глаза мои увидели в этот момент времени, то я и покажу. Что
улицы без света в вечернее время, люки кто-то своровал или кто-то забрал, я не знаю, или их вообще никогда не было, открыты. И вот прям по, так сказать, дороге, да, по бордюру человек может пойти, старейшина какой-нибудь, с не очень хорошим зрением, он туда упадет. То есть я это все показал, и люди стали писать тут же под этим видео о всех проблемах. Зачем именно про старейшин говорить? Туда любой человек может Ну, попасть. ребенок будет играть. Любой человек, да, женщина, мужчина, не важно, мы ты, долго я, будем перечислять, да. То есть не нужно так это психологически я о реагировать. стариках забочусь, вот, в большей степени в этом плане. И знаешь, почему я это говорю, честно? Это просто неуважение к старшему поколению. Здесь же старшие в почете, да. Это неуважение, в первую очередь, к ним. Начнем с них. Они нам все дали жизнь. Здесь мусульмане с тобой тоже не согласятся, но... Ну, пускай, я же не мусульманин. Но потом люди стали под этим роликом писать о всех проблемах Сунжи. Приедь к нам, у нас то все. Я просто понять не могу, почему под теми роликами не захотели писать. Это боязнь, это скромность, стеснение. А почему под этим роликом сразу столько? Можешь зайти почитать. А у нас то, у нас это. А я 2 года назад, там девушка пишет, тоже провалилась в один из таких люков. Слушай, меня машина сбивала в 6 лет, с 1 класса я возвращался домой. И в 5 классе, уже будучи в Москве, в 5 классе меня тоже 30 мая, последний учебный день, сбила машина. Что теперь мы должны делать с автомобилями? Ну, кстати, все, везде есть проблемы, понимаешь? Ты не мусульманин, поэтому ты с этим не согласен. Ты хорошо тему поднял. Ты же... Меньше гонять надо, без прав особенно, по улицам. Я приводил пример. Вот смотри, я знаешь, почему эти вопросы задаю? Вот, может быть, ты поймешь сейчас меня, не знаю. В связи с тем, что Республика Ингушетия – это лучшая точка на планете Земля для проживания. Лучшая страна – нет. Но лучшее место для проживания – я убежден, что да. В этой республике самоорганизация этого общества под названием ингуши, она, на мой взгляд, выше, чем где-либо. Я приводил небольшой пример, опять же, смотрел ты или нет, я не знаю. Я приводил пример тех же дорог, в частности, в Назране. Самый большой город, больше всего скопления людей и так далее. В Назране на сегодняшний день патрулирует 1 автомобиль ДПСный. То есть за дорогами следит 1 автомобиль. А в будний день в этом городе аккумулируется 300 тысяч человек. Это в 2 раза меньше, чем в Барнауле. Но, тем не менее, это огромное количество, правильно? 300 тысяч человек. Из них там 1000 автомобилистов. 1 ДПСный автомобиль. Ты можешь замечать, конечно, что кто-то на красный свет проедет, какой-то лихач там на двойную сплошную. Дрифтит здесь чаще, чем в Барнауле. Дрифтит там, еще что-то. Все, что угодно может быть, понимаешь? Все, что угодно может быть. Но когда ты заметил одного, а остальные 100 водителей соблюдают правила дорожного движения, останавливаются на стоп-линию, которой не существует, они останавливаются, понимаешь? Мы этого не замечаем. И говорить постоянно, что нету люков, нету этого, нету того там, и прочего. Ну, это неправильно. Нельзя. Здрасте, приехал. А давай не будем говорить вообще о проблемах, а давай будем в грязи. Говорить только о минусах, это есть неправильно. Я говорю только тоже. О минусах. Здрасте. Понимаешь? Плюсы. Развитие инфраструктуры в горах даже, вот самое элементарное. Да, оставь эти горы в покое. Там дороги здесь делают, кроме природы ничего и нет. Магаз и так далее. Там много там что есть, ты просто не видишь. Давай будем не говорить о минусах. Как прекрасно в Республике Ингушетия. Здесь есть работа, зарплата в 150 тысяч рублей. Друзья, приезжайте сюда. Где есть 150 тысяч рублей? В Барнауле есть за 150 тысяч рублей работа? Я просто тебе говорю. В Барнауле есть за 150 тысяч рублей работа менеджером? Думаю, что не 150, но 100 есть. Нет, 150 есть. 150 Ты же пример привел. 150 я тысяч это рублей. образно говорю. Привлекаю сюда людей. Понимаешь? Хорошо, тут зарплаты в 50 тысяч. И 50 здесь нет. Понимаешь? Есть 50. Единицы. Есть 50. Где? Вот этот человек в 2 раза больше получает. Хорошо, уважаемые жители Республики Ингушетия, напишите, пожалуйста, здесь в комментариях, какая у вас зарплата здесь. Если у вас 50 тысяч, вот говорят, что тут все зарабатывают 50 тысяч. А я знаю, вон мне пишут, 20 тысяч. Бюджетникам не выплатили зарплаты еще с предыдущего года. Мне зачем жаловаться, я не депутат и так далее, писать. У ментов зарплата в 2 раза больше, чем в Москве, в Республике Ингушетия. Это структуры здесь, потому что небезопасно считается. Так ты же говоришь про государственных служащих. Хорошо, правильно? почему врачи отсюда все бегут, и доктора, и все в Москву едут? Почему здесь им платят 20-30 тысяч? Да тут есть оборудование. Где? Есть здесь все условия. Немного под разные... Ты... Вот, не в обиду тебе,
Ты постоянно все оправдываешь. Ты сидишь, оправдываешь. Не говори про люки, не ходи с флагом, не делай то, не делай это. Ты вообще здесь русский, что приперся? Так получается. Так. Вот это твой вердикт того, о чем мы сейчас сегодня говорим, да? Ну что это такое вообще? Это моя позиция, четкая, ясная и так далее. Это мои взгляды на жизнь. И самое главное, это мое проявление патриотизма. Я так Сколько проявляю люков патриотизм. в городе Сунжа? Сколько люков ты их считал? Зачем мне считать эти люки, когда я увидел проблему вот под ногами? Вот один единственный самое люк ты главное, увидел. я приехал один люк раз ты увидел, правильно? в Плиево, свидетель за моей спиной, мы с ним были, к его родственнику ездили и так далее. Вся улица в жару в 37-градусную сидела без воды. Все Плиево сидит без воды, Зато в конце а не улица. этой улицы из-под земли бьет гигантский фонтан в поле. Все село сидит без воды а теперь внимание, десятки лет, я взял не свой только телефон, улица. я говорю, посмотрите, дети бегают здесь. Не помыть этих детей, не приготовить, мужчины приходят с работы, им тоже помыться нужно. То есть пока ты не скажешь, и так этого далее. люди не знают. Я начинаю снимать эту проблему, говорю, смотрите, вода бежит прямо в поле, а вот у этих детей нет, посмотрите. Когда это было? 2021. В 2018 году, в 2019 году Калиматов пришел на должность главы Республики Ингушетия. Первое, что он сказал, что он сделает, водифицирует селение Плиева. Ты об этом сказал несколько лет. Ты думаешь, что в этом регионе об этом не знают? Ночи было и так далее. Утром всю проблему решили. А что, без меня и без этого нельзя было решить и так далее? Нужно говорить о проблемах. Эта вещь была послана Богом, чтобы снимать и показывать. Совершенно. А ты говоришь, пусть все проваливаются вот в этот люк. Где Зачем ты будешь говорить? Я такое сказал? Ну, ты только что мне сказал. Где я говоришь... сказал, что пусть все проваливаются? Нет, ты просто говоришь, не говори про люки, про минусы. Ну, Где пускай. я сказал, не говори про люки? Ну вот только что. Ну мы же можем перемотать. Я тебе задал вопрос. Ты говоришь, говори о плюсах, а о минусах не говори. Сколько люков в городе Да при чем тут Сунжа? сколько люков? Допустим, хоть триллион их и так далее. Ну, триллион. И Сколько так ты далее. увидел отсутствующих люков? Я посетил 2 улицы. Я тебе сказал ровно прям, что я приехал конкретно на железнодорожную станцию Слепцовская, которая вся заросла в грязи. Там не ходят поезда, только товарные составы. То есть люди не могут бросать из окон поезда и так далее, как это вдоль бывает железнодорожных путей. Все грязно. Я зафиксировал, все снял. Я надеюсь, примут какие-то решения. Возвращаемся к менталитету ингушей. Иду пешком по этой улице и вижу открытый люк. Что я должен, по-твоему, делать? Просто пройти мимо, сказать, да ладно, не надо пока. С собой его прикрыть? Что я должен был сделать? Я не депутат, я не общественный деятель. Я человек, который хочу помочь. Почему я должен проходить, переступать проблему, острые углы и так далее? Ингушетия – это часть Российской Федерации. Возвращаясь к менталитету это моя ингушей. страна. Смотри, объясняю. Да мне все равно в этом плане. Я делал то, что ты делаешь несколько лет назад, когда не было проекта Чабор СВ. У меня был блог, у меня был канал, я занимался немного, примерно то же самое. Социальные какие-то проблемы острые поднимал. Возвращаясь к менталитету, я почему эту оговорку сделал? Я понял, что когда ты записываешь видеоролик, умаляя заслуги кого-то, критикуя, обоснованно или не обоснованно, неважно. Ни хрена никто не делает, понимаешь? Но когда ты говоришь, в Сунже 100 люков, вот 98 есть, вот эти 2 еще добавить, было бы классно. Я же не могу и ходить, вот Умаров, гулять, мэр города, люки. Умаров, по-моему, да, его фамилия? Как его фамилия? Мэр города Сунжа, я более чем уверен, что он примет какие-то меры, когда ты преподашь таким образом. Но когда ты это делаешь, критикуя... А где критика была? Стоп. В моем ролике где была критика? Да мы можем включить и посмотреть его. Посмотри, я показал люк, сказал, уберите этот люк, почему он открытый. И меня поддержали. Ты комментарий почитай. Да я не вижу, что мне комментарии поддерживают, я бесспорно. А я за людей. Ты вот мне говоришь власть. Да смотри, ваша власть отдельно. Не, подожди, смотри, суть власть следующая. отдельно, люди отдельно, сами по себе, сами решают свои проблемы. Без воды, без света, без интернета сидят бедные люди, без хороших зарплат, без работы. Будут поддерживать, обязательно, конечно, без проблем. В чем проблема? Но суть в том, чтобы проблему решить, понимаешь? Проблему надо решить. Она решается. Она ни хрена не решается, когда ты критикуешь, власть имущих. А я показал и решается. А я буду это делать. Я делаю правильно, на 100% уверен в своей правоте. Показал вот этот бьющийся фонтан из дырявой трубы, которую спичку берут и затыкают вместо того, чтобы новую трубу проложить. Все, исправили, что больше не прорывает. Люди больше не жаловались с этой улицы. Что сделали они с трубой? Берут деревянную затычку вот эту и втыкают туда. Нужна новая труба. Знаешь, в Ингушетии есть... Я понимаю, про что ты говоришь. Смотри, про ментальность. Есть ты такой ингуш, анекдот. А я русский. Есть такой анекдот. Я не смотрю на вашу ментальность. Половина леса Республики Ингушетия использовали для затычек в селении Плиево.
Понимаешь, вот... Ну я об этом не знал. Понимаешь, есть затычка в Я трубе. видел просто. Ты считаешь, это решение проблемы? Это не решение проблемы. Это ни хрена не решение новая проблемы, труба потому что нужна новая труба. А помнишь, было в Вот новостях? если будет новая труба, Да. я тебе скажу, твой метод правильный. Если Да. из-за тебя Так поменяют. об этом надо говорить, об этом никто ничего. Надо говорить, но подход Трубы должен привезли, быть их правильный. разворовали. Вот. Автобусы привезли, их разворовали. Что Какие такое автобусы? вообще? Автобусы были выделены, в новостях я читал, для Республики Ингушетия. Ну, не полноценные, а такие, как небольшие микроавтобусы. Да. Где они? Почему они не ходят по республике? Ходят. Почему я должен вызывать такси, не будем делать рекламу? Тешим. Можно, да, так? Он у меня был да. в студии, на твоем месте сидел. Хорошо, Магомед, почему я его, во-первых, так долго жду? У меня, например, в Краснодаре быстро машина приезжает. Это раз. А во-вторых, почему я должен на такси ездить, например, в Карабулак? Почему нет нормальных автобусов, электробусы? Как раз очень хорошая тема, как в Москве, например, как в Краснодаре там. Пустите электробусы. Это Где электробусы в Нальчике, во Владикавказе, в Грозном, да, в любом городе? А зачем нам Нальчик? Зачем нам Грозный? Ой, слушай, давай Смотреть ориентироваться надо... на Нью-Йорк. Мы хотим сделать из Назрани Зачем нам Магаса Нью-Йорк? Понимаешь? Мы не бывает смотреть такого. надо на себя. У ингушей должна быть своя, большая, просторная, достойная площадь. Все. Это сердце. В городе Барнауле площадь Сахарова. В Париже приезжаешь, там... В каждом городе есть за границей и здесь, в России. В Краснодаре даже есть площадь. В Северной Осетии, в Владикавказе тоже своя площадь. Когда мне говорят, ты знаешь... а вот Чеборс такой-то, я скажу, да при чем тут Чеборс? Я на себя смотрю, я отвечаю за свои слова, за свои поступки. Мне не интересно, что там делает Чеборс. Я здесь при чем? Вот ты говоришь, а вот в Грозном то, а вот это то. Да мне все равно. Если у них есть проблемы, я не говорю про Кабардино-Балкарию или Республику Чечню. У них свои блогеры есть и так далее. Наша с тобой задача, если мы здесь находимся, говорить о проблемах Республики Ингушетия. Поэтому у меня такая сейчас реакция дикая. Кстати, поэтому мне все равно, что и как. Процветание мной уважаемой Чеченской Республики, у них, клянусь, все классно. Вот я сколько туда приезжал, еду на машине, въезжаем туда, классные дороги. Вижу девушек, их снимать нельзя по вашим правилам, а так бы, конечно, я показал. Если парни это будут делать, я обязательно сниму. Все моют, как называются эти железные ограждения, которые вдоль дорог идут? Да, моют тряпками, все подметают, деревца белят, это было по весне. У меня рот открыл, я ехал в шоке, как они любят свою землю. Приезжаю в Грозный в 2020-м, там одна постройка, 2025 другая, все новое, идет развитие, прогресс. Я и белой завистью завидую, это кайф. Да, супер, Кабардино-Балкария и так далее. Приехал в Нальчик. Возможно, у них с транспортом, я не знаю, не ездил, был очень недолгое, непродолжительное время. Но я был гостем, как ты говоришь, здесь я, да, тоже гость, но такой уже ближе к вам человек, который знает о всех ваших проблемах, о всей вашей, так сказать, ингушской структуре, как все выглядит и так далее. Зная, чем я могу помочь, как я могу привлечь внимание. Меня знают многие ингуши, не только простые смертные, как мы с тобой, но еще и люди, которые решают здесь вопросы, и многие меня смотрят, в том числе и глава Республики Ингушетия. И дай бог, чтобы и тебя смотрели, и так далее. Так я хочу просто подвести к тому, что пусть процветают. Я хочу, чтобы Ингушетия процветала. Раз я взял рубрику в своем блоге про Ингушетию, я хочу, чтобы ингуши улыбались. Я хочу, чтобы ингуши не говорили в 21 веке, в 2026 году, что они испытывают проблемы. Прости Господи, вода – основа жизни. С водой, со светом. Ладно, интернет сейчас по стране в связи со всей ситуацией, дроновые атаки и так далее ограничивают. В Краснодаре он еще хуже работает. Основа жизни, пожалуйста. Вода, свет должен быть в каждом доме. Газ. Руслану Султановичу Аушеву большое здоровье и долгих лет жизни ему за это баркал. Он стал всем этим заниматься. Об этом мы должны говорить, а не о том, как там у кого-то. Да, есть, замечательно, нет, дай бог, чтобы было у них тоже. А мы должны говорить про Ингушетию здесь, вот в этой студии, потому что ты ингуш. У меня рубрика про Ингушетию, ей будет 7 лет. Я не хочу говорить о другом. Я хочу просто и желаю Ингушетии процветания и, самое главное, единства. Я хочу объединить людей здесь. У меня не получится, знаешь, и там быть, и там, знаешь, два пути. Правильно я понял, все. что если в 2017 году ты бы повстречал человека другой национальности, у которых, допустим, у его народности есть территориальные вопросы к другой национальности, скажем так,
то ты топил бы в том регионе, откуда этот человек. Классный вопрос. Я не думал, что ты задашь. Я недавно был в Кабардино-Балкарии по приглашению балкарского народа. У них такая же проблема, такая же история, как у вас. Она связана с репрессиями. Их тоже репрессировали, а в 2020... Балкарцев репрессировали, Балкарцев. не кабардинцев. Да, мы говорим про балкарцев. Я был по их приглашению в гостях. Ты сказал в Кабардино-Балкарии, поэтому я понял. Ну да, но по приглашению балкарского народа. В 2027 году они будут отмечать 200-летие вхождения добровольного в состав Российской империи. И вы добровольно вошли. Вы, кстати, очень похожи в этом плане. Я не знал про это. Я также приехал, снял. Да, ты видел ролики? Их очень много. Добровольно ты подразумеваешь, сдались? Нет, не сдались. А Добровольно, что это значит добровольно? осознанно пришли к этому выбору. Не сдались ни в коем случае. Это очень мудрое решение было. Потому что балкарцы малочисленный народ России и здесь на Северном Кавказе. Очень замечательный, добродушный, тоже гостеприимный народ. Вы, кстати, очень похожи. Хотя они тюркоязычные у них. Но у них тоже есть У нас очень небольшая... хорошие отношения. Да, башенная культура. Но мне показалось, что вы прям как будто вот прям родные братья. Что-то... У вас даже национальные блюда с чем-то похожи. Халва, там, и ингушские не стружни, а как называется, хворост такой. Да, вот у них все похоже. Ну, не суть. Я стал выкладывать эти ролики, и у меня пошел хейт от кабардинцев. Ну, от националистов, давай так правильно говорить. Я не стал в это вмешиваться, и я ничего плохого вообще не сказал про кабардинцев, просто показывал только про балкарцев, только про Горную Балкарию. То есть все их красоты, ну, ты их знаешь, если перечислять. Окей. Да, там, Чегем и Да. так далее, да, Эльбрус. Я ничего плохого не говорил, только туризм. И немножко истории касаемо геноцида 1942 года, там у них случилась тоже трагедия, и 1944 года, когда их репрессировали вместе с Кайсыном Кулиева. 8 марта. 8 марта, да, вот. И еще их братьев карачаевцев. Вот карачаевцы Карачаевцы в 43-м году, по-моему, в ноябре. Да, карачаевцы приглашают меня к себе тоже в гости. И вот ты хороший вопрос задал, да? Балкарцы прекрасный народ. У них очень красиво, очень душевно, как я сказал, как будто это зеркало Ингушетии. Я же мог тоже поднять их вопросы, у них очень много вопросов. Им нужен такой человек, как я это понял. Меня тут же стали смотреть, и буквально мы поехали на Эльбрус, меня стали узнавать люди. Как здесь в Ингушетии балкарцы. Они плохое знакомое лицо. Я в очках ходил, ну, чтобы солнце не светило, таких больших лыжных, горнолыжных. И вижу, что узнают, говорят спасибо и так далее. Но видишь, не в обиду, да, я с уважением отношусь к балкарскому народу. Меня не ёкнуло, как с Ингушетии. Я же не перешел на их сторону. Я же здесь с тобой сижу. Вот. То есть, а что должно было произойти, это чтобы Бог. ёкнуло? Это не знаю. Бог так решил. Я не могу тебе это объяснить, ответить прям конкретно на этот вопрос. Я сам порой не знаю, почему Ингушетия. Вот прям, ну, я понимаю, здесь красиво, люди добрые. Но тут же другая религия. Ну, я же такой, много вопросов задавал про толерантность и так далее. Как ты говоришь, что вот я, ну, с накрашенными ногтями и так далее, хоть я это тоже не приветствую, что это уже не мужчина и так далее. Ну, у меня другие взгляды, у тебя такие взгляды. Я уважаю твое мнение. Окей, не вопрос. Но все равно мы отличаемся очень сильно, да? Ну, я же как-то подружился с вами, с большинством людей. Ты меня пригласил сюда в гости. У меня есть... Окей, ты говоришь... Ну, подожди. Мы, так сказать, нашли общие точки соприкосновения, да? И вот я каждый раз задумываюсь, и каждый вечер перед сном, не обманываю сейчас, тебе говорю, задаю вопрос, а почему Ингушетия? Вот мне это часто вопрос. Я поверхностно говорю, а там в глубине души, сердца я не могу ответить. Моя душа там, вот что внутри, она здесь хочет быть. Откуда я знаю, почему? Такая у меня реакция на некоторые места в России. Например, я родился в Алтайском крае. Я же должен тянуться туда, да, правильно? Это же моя колыбель. Не тянет. Там моя мама. Я ее очень люблю. Она не хочет переезжать в Краснодарский край, город Краснодар, жить со мной там рядом. Ну, никакую. Вот она привязана к этой земле, так получилось. А я не привязан. Мне все равно. Я ради мамы туда приезжаю, да. И второй момент, в Италии мне очень нравится. Ну, теперь я понял, почему. Именно Венеция, там, ближайшие города, и все. Вот душа так хочет и прям нравится. И также с Ингушетией. И вот все мне говорят, может, у тебя какие-то дальние связи с ингушами, у тебя внешность? Нет у меня, я проверил, ингушей в роду и мусульман, там, неважно.
Не знаю, почему я здесь и почему Бог меня сюда отправил. А на этот вопрос мы, наверное, ответим, к середине прям. Ингуши с чеченцами похожи, по твоему мнению? Честно? Нет. Я могу отличить Чем нет? ингуша от чеченца. Но тоже вот хороший вопрос. Чеченцы мне ближе по восприятию этого мира. Они более такие демократичные, более светские. Я туда приезжаю, я вижу, хотя там тоже чувствуется, что они живут по строгим правилам, адатам, но все равно они более свободные, раскрепощенные. А здесь, в Ингушетии, вот самое удивительное, что именно я у вас здесь нахожусь, вы придерживаетесь своих древних традиций старых. То есть вы прям СДЛ у вас здесь, вот прям СДЛ. Вы делаете... нет? Они, например, ходят в спортивных штанах. Что будет, если я даже пойду здесь в спортивных штанах по Магасу? Хотя Магас, светский город, да, здесь он, не только ингуши проживают, здесь и русские есть, да, прикомандированные, понятное дело, тут по работе, неважно, они же живут здесь. Что будет? Я занимаюсь в спортивном зале, в «Импульсе». Вот, хороший, кстати, один из лучших залов, на мой взгляд. И я вижу ребят в шортах. И я свидетель, как подходили твои братья и делали замечания, что в шортах. Хотя у вас же мужчина отдельно, женщина отдельно, там же мужчины, что такого? Что, типа, брат, это некрасиво. Не надо в шортах. Единственное, что отличает, на твой взгляд? То есть, ментальность у вас все равно разная. Вас объединяет язык, потому что что-то есть, да. Но все равно у чеченцев он более мелодичный, а у ингушей... Вот я просто слушал музыку, хоть она у вас харам, но я именно по музыке, у меня слух хороший. Понимаю, вот у них красиво, все равно на чеченском очень красивые песни. На ингушском более, знаешь, как будто это немецкий такой язык, более такой суровый. Ну, то есть лезгинка более шустрая, самая быстрая, что иногда я говорю, как вот ее танцевать? Надо все быстро делать. У чеченцев более так по-другому все. И вы отличаетесь все равно. Ингуши, мне кажется, очень преданные. И для меня непонятно, почему из-за этой преданности вы на протяжении многих веков страдаете. Может быть, поэтому я здесь. Как вот русский человек, пусть у меня там чуть-чуть есть немецкая, итальянская кровь. Это и хорошо, что я такой человек, иначе бы, наверное, здесь не сидел. Возвращаясь к Аушеву, который он несколько раз упоминал, ты можешь процитировать его комплимент, который в твой адрес звучал? Да. Но это был не только комплимент, а оценка моей блогерской деятельности. Процитируй. Да, как независимого журналиста. Он сказал, что я больше ингуш, чем все вместе взятые ингуши, которые находились на тот момент, наверное, на Цейломе. То есть он имел в виду именно тех ингушей, которые там находились? Да, наверное, так. Кому-то же обращался. Или он... Там просто, я почему этот вопрос задаю тебе процитировать, там чуть-чуть заедает то ли ветром, то ли еще что-то, какое-то ключевое слово пропадает в его высказывании. Но ты несколько раз об этом... давай просто зрители прямо сейчас посмотрят. Я тебе пришлю. Окей, сделаем. Который, в свою очередь, высоко оценил мою блогерскую работу, что касается моих съемок в Ингушетии. Я знаю, я видел. По поводу... Ты больше ингуш, чем все остальные. Да, спасибо. Он сказал, что ты больше ингуш, чем все. Вот дальше там что-то непонятное. И вместе взятые. Так все. Этот ролик, кстати, ты же видишь, что я сам не снимал. Со стороны это было. Мне, честно, не разрешили там пользоваться камерами, потому что был глава Татарстана. То есть там охрана, ты понимаешь, как все это устроено. Калиматов, меня даже, Калиматов, Аушев, меня не запустили даже Парчиев. в кафе Цейлом, да. Хотя просили, и потом вышел Руслан Султанович, он увидел меня. Он говорит, почему ты с нами не пошел пить чай? А он давал до этого интервью каналу «Россия». Я говорю, не запустили ни одного. Окей, вот ты все-таки понял эту фразу как больше ингуш, чем все те, которые там находятся в этот момент. Так ты это понял? Вообще, ладно, как тебе объяснить? Как есть, говори. Многие неправильно Руслана Султановича поняли. Начнем с этого. Его часто неправильно понимают. Да, но я уважаю этого человека. У нас есть похожесть. Вот одна черта. Он прямолинейный. Он много, в отличие от меня, не говорит. Он просто генерал. Он увидел, поздоровался, идем с нами. Мы прошли по склону Цейлома, дошли до смотровой площадки, прежде чем они спустились закладывать капсулу отеля, который там строится. Да?
или будет строиться. И повернулся ко всем, да, и сказал, что вот этот парень, он больше ингуш, чем все вместе взятые. Но ты прав, я давай пришлю, может быть, ты там разберешься. Ну, тут есть два варианта. Вместе взятые вообще снимал. Всех, он имеет в виду. Ну, либо вторая версия, о которой ты говоришь. Может быть, кто находился. Находились. Представляешь, там находился глава Республики Ингушетия. Вот у меня вопрос тебе. А там ребята, которые в охране. Там я их Парчиев знаю. был. Там Алаудин Парчиев был. Да. Там да много кто был. То есть, по мнению Аушева, ты лучше вот зампред этих Республики ребят, Ингушетия Магомед Евлоев и так далее. Но он что имел в виду? Что я поднимаю важные темы, важный вопрос. Я тебе вот прям честно говорю, для меня было приятным шоком, когда я узнал от него, что он смотрит все ролики касаемо Республики Ингушетия. И мне местами даже стало за некоторые ролики может стыдно. Первый президент не смотреть, и все правильно Ну, делает. у него своя жизнь, своя семья, Аушевый, большой тейп, фамилия. Как бы там ни было. Да. Вот свои дела. Ну, я потерял впервые в своей жизни речи. Я сразу, все, я не знал, что мне сказать, что мне делать, и понимал последствия. И я думал, я же не снимал, я думаю, я не буду это выкладывать. А потом все эти стало... И о чем вы поговорили? Мне все прислали. Что ты ему сказал? Я ему стал говорить про развитие туризма, просто он там, по-моему, говорил о том, что этот отель, особо здесь не нужен, зачем, кто в нем будет жить, это 5 звезд, откуда у людей деньги. То есть я стал объяснять, что есть же Арамхи, но этого мало, потому что особенно в сезон он забит, иногда даже и я не могу там выбить место. Так как я у вас не просто гость, там тоже Евлоев же, я ему звоню и говорю, вот мы с ребятами хотим приехать. Я говорю, можно любой номер, какой есть, неважно, хороший, или, там, стандарт, устроить. Так, можно я закончу мысль по поводу этого? То есть я это как понял? То есть для тебя тоже это может прозвучать, что я там больше... Не, он что имел в виду? По действиям и поступкам. Потому что Аушев сам ингуш, Парчиев ингуш, Калиматов ингуш, Евлоев Магомед ингуш. Кто там у нас еще был? То есть Евлоев Магомед, Калиматов Махмуд Али, Парчиев Алаудин сделали меньше, чем ты? Нет, напротив. Действиями? Нет, напротив, он подчеркнул, что я делаю... Да, как и вот все ингуши, возможно, чуть больше, потому что... То есть я и задаю вопрос, больше, чем они. Это его оценка. Наверное, так. Окей. Но тебя устраивает такой комплимент? Мне, конечно, если я дар речи потерял, это раз, я же не ожидал. Я вогнали в краску, наверное, был красный как рак от этой всей истории. Но я, если честно, благодарен Руслану Султановичу, дай бог ему здоровья, но я не могу сказать, что я лучше главы Республики Ингушетия, лучше. То есть ты вровень себя с ним или с Парчиевым? Я не могу их ставить. Можешь поставить и подумать, наверное... Нет. Они лучше. Они делают больше. И сюда могу прибавить Гуцериева, Албакова, кого я знаю из, так сказать... Ты лучше, чем все остальные не-чиновники ингуши? Нет. Кого ты лучше? Никого. Я такой же, как вы. То есть Аушев ошибся в своем высказывании? Он не ошибся, это просто его оценка. Его оценка, с которой ты не согласен? Это его мнение, как я могу ему противоречить? Ты с этим согласен ли? Он же утверждает, правильно? Ты с этим утверждением согласен? 50 на 50. Кого-то лучше, кого-то нет. Например, правильно? Я делаю больше, чем депутаты Государственной Думы. Окей. Там тоже два ингуша. Принимается. Потому что я, если честно, не слышу. Барахоева... Я понял. Я не пытаюсь, не прошу тебя конкретизировать. Например, у Барахоева там был вот этот скандал с Валбересом, да. Ладно, он что-то делает, он занимается благотворительностью, я знаю, его хвалят. Забыл его имя. Бекхан, да. Окей, то есть молодец. Но касаемо второго депутата, Татриев, я, честно, гуглил. Хотя бы визуально посмотреть, что это за человек. Он в тишине. Он СВО поддерживает? Замечательно. А зампред Республики... Для тебя это не показатель? Показатель, но я об этом не знал. Но зато знаю, что СВО поддерживает максимально зампред Республики Ингушетия Магомед Евлоев. Он много чего делает. Я это знаю. Я это если вижу. бы он не делал Медины, ты бы тоже этого не знал. А надо делать, чтобы люди видели. А как это? Это результат твоей работы. Я согласен, окей. Я согласен. Знаешь, я всегда говорю,
Вот ему повезло, вот его знает тот, вот его тот кто-то продвигает. Повезло, повезло, повезло. Мне часто такие вещи говорят. Что значит мне повезло там? Мне не повезло. Это результат моей работы и всего. И мне тоже повезло, что ты меня пригласил в гости. Я не знаю, здесь кто-то не хочет здесь быть. Ну вот, а я захотел. Ну, и ты мне задаешь разные Несколько вопросы. фамилий, которые сегодня в процессе нашего подкаста ты озвучивал, несколько фамилий отказались здесь Не быть. пришли? Да. Ну, в том числе Сослан Дидаров. Ну, это ты же понимаешь, почему не Но пришел. я не только про него говорю. А из Ингушей кто не пришел? Одна фамилия. Есть несколько фамилий. Ну, например. Или не хочешь тоже? Ну, можешь не отвечать, если... Это... Ну, тот же Барахоев, я через третьих лиц отправлял приглашение. Я получил обратную связь, что, ну, пока не хочет. Ну, может быть, когда-нибудь. Может быть, он тогда посчитал, что я... Так в 27-м году выборы будут как? Может, сейчас. он посчитал, что я слишком зелен на тот момент. Это было в момент становления вот этого. Ну, это одна из фамилий. Ну, ты не зеленый. А Калиматов Махмуд Али Макшарибович сказал, что придет сюда в прямом эфире «Диалог с народом». Вот жду уже 3-й месяц. Ну, у него загружено, там надо держать связь с пресс-секретарем. Я думаю, он придет, он человек слова, придет. Так, дальше. Какая у тебя самая большая статья расходов в месяц? Ты имеешь в виду... Затраты, денежные затраты. Наверное, путешествие. Сколько примерно это? В месяц? Да. Ну, я же не каждый месяц Ну, путешествую. в квартал давай. Ну, я не считал, не интересовался, но на одно путешествие я трачу примерно 150 тысяч рублей. Это примерно... Ну, и в основном Европа же у тебя, правильно? Ну, почему? У меня есть и Азия, и Ну, большинство стран Россия. Ну, по европейских. России, конечно, поменьше. То есть я человек, который не гонится за комфортом. Окей, если предположить, Например, что... В Италию я сейчас планировал Последний раз, путешествие. когда ты выезжал именно в путешествие? Последнее путешествие. Не по делу, то есть без каких-то... Вот как я последний раз был во Франции, там я был по делу. То есть меня пригласила ассоциация. Ну, то есть тебе оплатили эту поездку или что? Да, отель и так далее. Тебе предоставили жилье? Мне предоставили жилье. Ну, вот квартиру. я имею в виду именно твои затраты на путешествие. Ну, это сложно. Вот путешествие – это самая большая статья Это расходов. самая большая, потому что это вложение в мой блог, а без этого никак. А второе? Второе, Ну, 3 пункта. это питание. Питание. Я веду здоровый образ жизни и занимаюсь спортом. Это дорогая история. Я думал, что как раз вот наоборот, буду вот есть, да, здоровую еду, овощи, фрукты, свою любимую куриную грудку там и так далее, что это будет 50 тысяч в месяц тратишь дешевле. на еду? Я последний раз смотрел 60. 60. Почти. 3-й пункт по расходам. Самая большая затратная тема. Это первое. Это... Коммунальные платежи, включая интернет-связь. Окей. С учетом того, что ты живешь один, что еще может быть? Там, одежда, что-то еще. Опять, я живу один, это ты так считаешь. Ну, видишь, ты так позиционируешься в обществе. Да, ну хорошо, Артем, пускай. понимаешь? Давай Ну, ты будем... сам создал этот образ, Да. и что я... Ну супер, тогда пускай так оно... будет. Буду судить по себе одному. Я буду по себе тогда. Я же один путешествую, я не беру никого с собой. Это Окей. очень тяжело, потому что у меня съемки. Ну, итого получается, ну, в среднем в месяц, ну, пару соток, да, у тебя расход? По-разному. Ну, бывает Если пару нет соток. путешествий, я в 100 тысяч укладываюсь. У меня нет автомобиля, например. Я хотел приобретать автомобиль, но те деньги, которые я накопил, я сейчас вложу полностью в путешествие. У меня в планах Италия, у меня в планах Азия, или, скорее всего, это будет либо Китай, либо Вьетнам. Ну и на отдых я полечу в Объединенные Арабские Эмираты, возможно. Самый доступный. Сколько ты зарабатываешь? По-разному. Если хорошо буду трудиться, ну, 100-150 тысяч в месяц. Когда у тебя расходы 200 тысяч? Ну, так я ж коплю. Ну, слушай, я не транжира, я в ресторанах не ем, я сам прекрасно готовлю. Далее... Нет, подожди, если у тебя расходы, потому что ты сказал, как правило, у тебя расходы, ну, ты сказал, ну, давай, иногда хорошо, без путешествий берем месяц. у меня бывает 100 Я тысяч сейчас рублей. не был в путешествии, ровно месяц. Давай вот посчитаю. Итого у тебя расход был сотка, ты сказал, без Вот, путешествий 100 тысяч рублей в месяц. так, мне... Полтинник ты отложил. Ну, не всегда полтинник там получается откладывать. Вот. Так как у меня сейчас в Краснодаре зима, там я сейчас плачу
За коммуналку 8 тысяч. Короче, 10 тысяч вместе со связью. Ну, здесь вот 60 так вышло. Но это уже по карте, это там считается еще рестораны. То есть не только еда, а просто в магазине. Ну, около сотки, да, это получается 80. Все, 80. ну вот все мои расходы. А машина есть, мне друг возит, 150 Ну, приходит. и того ты откладываешь вот этот. Да. Сколько да. ты заработал в прошлом месяце, если не секрет, в декабре? В декабре полностью, 150. 150. Да. Основной, плюс. основной заработок на чем? На рекламе же получается? Ну, во-первых, у меня капают деньги, пассивный доход с Яндекс.Дзен. Так. Там я пишу статьи. Ты, кстати, тоже можешь этим заниматься. Но, к сожалению, там убрали монетизацию видео. И, Ну, там же небольшая сумма. ну, я там хорошо зарабатывал, когда видео. Ну, мы же про декабрь говорим, допустим. Ну, в целом. Десятка там не капает, мне кажется, в Дзене. За Самое монетизацию. большое, что в Дзене заработал за месяц 90 тысяч. А в декабре? Не, в декабре мало, там меньше Ну, 10. Да. ну Но вот. все равно у меня есть реклама, конечно же. Ну, а что ты... Я, допустим, рекламу из того, что ты говоришь, о чулге рекомендации, окей. Да. Парчи у тебя рекламодателя, так, Нет. Цейлон, Ну, кафе. там у меня скидка. То есть, как это делается? Я, например, пришел в Espresso Gold, просто их снял. А мне пишет хозяйка, что спасибо вам, меня никто не просил это делать. Мне понравилась их еда. Она Ну, кто у тебя правильно питание. рекламодателя, хочу понять. И вот у так меня вот у тебя люди Автосила. поддерживают, да. А у меня все, кто приглашает. То есть у тебя постоянного Дальше ни одного нет. я, например, был во Франции. Ты же не задал вопрос, типа, а где ты взял там деньги и так далее. Я был на концерте большой звезды, Я не знал, что там был просто. билет стоил как бы немало и так далее. Это подарок моих друзей на мой день рождения, не знал, который что был. был. Да, Я ну, услышал, что тебя оплатили поездку и да, проживание. Да, и Я когда не у меня знаю. что-то просят, или что тебе нужно? Я говорю, путешествие. Они так смотрят, и все, я говорю, и все. Ну окей, рекламодателя в итоге, ну это подарки, У меня хорошо. нет- Если бы не было этого подарка, ты бы не пошел бы на концерт. Но есть, кушать, проживать там и так далее. Но я это хочу есть понять, как- постоянная работа, я же сказал, у меня есть постоянный источник дохода. это Менеджер. Да. Менеджер. Да. Как бы узнать, что за менеджер? Интересно? Никак. Ты постоянно, Как-нибудь. постоянно путешествуешь и параллельно А ты что в этом менеджер. такого? Михаил Не, Гуцериев. я тоже просто хочу такой А, пассивный доход. Почему ты решил, что Менеджер. постоянно путешествую? Вопрос. Ты так себя позиционируешь. Так оно видно в твоем... Супер. Да. О чем мой блог? О путешествиях. И о жизни. А почему я должен выкладывать, где я работаю, где я сижу и так Ингушетии. далее? Да, ну рубрика про Ингушетию, я же не скрываю. Правильно, мой блог про путешествия и жизнь, плюс рубрика Ингушетия. Ему уже 7 лет. Почему я должен выкладывать, где я работаю, как я ругаюсь со своим руководителем или еще, что-то там доказываю, чем я... Мой блог не про мою личную жизнь и не про мои, так сказать, личные будни. Это никого не касается. Моя семья, моя работа. Та работа, о которой ты говоришь, И так далее. это официальное трудоустройство? Нет. Не официальное трудоустройство. Ну, через самозанятого я Окей, плачу ну так можно налог. все что угодно сказать, поэтому не буду тебя допытывать этим вопросом. И супер, и не нужно. Никто ты не узнает. Ты мне на него и не ответишь. Но я в целом понял, что у тебя... Ты мог найти в интернете. Я работал генеральным директором Вольтера Центр. Почему-то странно, что вы это не могли найти. Это где было официальное трудоустройство. Я не знаю. А дальше Ну, все, я решил... Обычно, что знаешь нужно- как, я же приглашаю не для того, чтобы что-то выявить там это. У нас же не такая история. Каждого ну, приглашаю, чтобы пообщаться. хорошо. Я говорю, каждый, кто здесь оказывается, я надеюсь Сегодня на ж- то, что он будет... Да, сегодняшняя моя работа, блог, все. Сколько зарабатываю? Вот, знаешь, я не знаю, почему... Я любому гостю задаю этот вопрос. я и я понимаю тебя, но мне в Даже и моей маму стране не нравятся вот вещи, да, которых нет на Западе. Называю конкретно. Почему у нас в России не умеют радоваться за чужой успех, Если ты скажешь миллион рублей, я буду кайфовать. Блин, да. научи, я скажу. за чужое счастье, там, за какие-то победы? У нас вечно начинают завидовать, какую-то искать, цеплять. Порадуйся за человека, что у него все получилось. Это в мой адрес панч. Нет. Я просто В радуюсь. России Я полностью у нас радуюсь. такой вот история такая есть, да. Я только порадуюсь, если у тебя все получится, и ты выйдешь на супер высокий уровень. Клянусь тебе, это, буду говорить, Взаимно, какой молодец, абсолютно, абсолютно Чебор взаимно. все-таки, красавчик, а я вот у него был, все-таки сбылось. И то же Порадуюсь. самое, я у него... Какие у него, увижу твоих детей случайно, да, скажу, какие классные у него там дети и так далее.
Я честно буду это говорить. Все, порадуюсь на тебя, наоборот. Хоть дай бог тебе, чтобы 10 детей было и так далее. Аминь. Вот. А у нас еще любят, значит, залезть в чужую частную личную жизнь. Залезть в кошелек, узнать, сколько ты зарабатываешь, кем ты работаешь и так далее. Залезть в постель, с кем ты спишь. Да кого касается? Это моя же жизнь частная. Ну, смотри, Это ты был- глупости. Ты был Это- на концерте Леди Гаги, Да. допустим. Леди Да. Гага или Леди Гаги, Да. не знаю. Ну, блин, тебе же интересна жизнь своего Не знаю, интересно. условно, кумира. Я- допустим. я- Как написала она эту песню, сколько сил да. она приложила, Это творчество. что продюсировала. Правильно. там. И исходя из этого, у кого-то такой интерес, у кого-то... А там, мне не всякой. интересна ее личная жизнь, с кем, кто у нее муж сейчас, там, есть ли у нее дети или нет, до сих пор не знаю. Мне интересна она как личность на сцене, потому что у нее был Я тебе сложный... задавал вопрос, кто твоя жена. Ну, я Есть вообще... ли она вообще, кто А твоя жена? Я не задавал же разве вопрос. тебе какие-то претензии высказываю? Я говорю про Россию. А всем интересно, знаешь, не то, что ты блогер, почему ты и ты приводишь этот посетил пример? 37 стран, да, а с кем ты там спишь? А к чему у ты него- приводишь этот пример? Я вот это к говорю нашему просто разговору? К чему это? к тому, подчеркиваю всю историю. Я сказал, что вот в России, ну, не очень хорошо. И ты говоришь, что вот про работу. Я тебе сказал, что я не говорю о своей личной жизни. А что такое личная жизнь? Личное должно оставаться личным, а не публичным. Я только могу позволить, что рассказать как автор, а что оставить за кулисами. Я создатель всей этой истории. Смотри, я же А ты- задавал тебе вопрос, какие есть стоп-факторы, на какие темы мы не можем общаться. Был же такой вопрос. Я каждому, Да, я сразу сказал, личная жизнь не обсуждается. каждому, кто приходит ко мне на подкаст, я задаю этот вопрос. Вот что такого с мамой выложить фотографию? Многие блогеры выкладывают с мамой фотографию. Это не про это. Ну, личная жизнь... А я не хочу. Твои путешествия — это тоже личная жизнь. Мои путешествия... Это... Твои друзья — это твоя личная Это жизнь. ты неправильно Твоя работа — это личная Я не жизнь. Так согласен. можно подвести под все, что Нет, угодно, неправильно. понимаешь? Мои путешествия... Я пытаюсь тебя больше Да. показать и раскрыть зрителю, Правильно а ты говоришь, ты это моя делаешь. личная жизнь. Но в путешествиях я показываю то, что я считаю нужным. А многое личного, именно личного характера остается за кадром. У меня есть дни съемки для блога, а есть пару дней Я для хочу понять- себя. Просто погулять, попить кофе, без телефона, без камер, без никого. Сам по себе, по Елисеевским полям, по Парижу. Шопинг, подарки, сувениры. Это не должно никого касаться. Что я купил маме, что я купил друзьям, и что я привезу. А многие это показывают. Смотри. Вот и о чем тебе Мы хочу. сегодня сказали про Новопорт. Владелец, ты сказал, что он занимается давно аэропортами, понимаешь? То есть он компетентен в том, чтобы купить и развивать, допустим. Вот, может быть, людям интересно, компетентен ли ты в своей профессии, кем ты работаешь. Если ты занимаешься журналистикой, учился на журналиста и занимаешься, допустим, разведением скота, к примеру, скажут, блин, ну как это там? Вот исходя из этого, людям интересно, чем ты занимаешься. А А многие- ты скрываешь это. А может быть, ты ФСБшник, понимаешь? Люди подумают, если не рассказываешь. Так и думают. А люди там, могут подумать, там, я не знаю, да все что угодно. А я рад, что так думают. Чем больше Это думают... загадка, да? Да, это, я считаю, так лучше. Как у Чабдарова в одном видеоролике. Потому ему что писали, такая загадка. когда есть в тебе какие-то секреты, и поэтому такая реакция на меня. Люди пытаются, особенно хейтеры, найти что-то где-то, чтобы нажаловаться. Тебе 100% писали, не бери у него интервью. Он не рукопожатый, он там то, он. Миллиард сообщений. Я же Ага. вначале сказал, никто не хотел, чтобы ты здесь появился. Ага, Я же не скрываю это. понятно, почему я скрываю все? Зачем мне эту грязь, ну, точнее мне, а чтобы эту грязь писали, например, моим коллегам по работе, моей матери, не дай бог. У нее и так там проблем своих Моим хватает. прошлым гостям, Я вот так кто закрываюсь. был до тебя, некоторым из них, а здесь было сколько, больше 20 уже мы сняли, Да. мне потом говорили, что вот у меня был, там, вчера ко мне подходил мой товарищ, друг, брат, сват и говорил, не иди к нему на подкаст. К тебе. Да, хотя я абсолютно открытый, А. я не про семью ничего не скрываю. Любой человек в этой республике знает адрес моего проживания. А если не знает, он может узнать это через одно рукопожатие. Если честно, Понимаешь? я в шоке сейчас, потому Поэтому ты говоришь, Мне я никто из-за не этого все говорит. скрываю, а я ничего не скрываю. Все знают, на какой машине я езжу. Да. Ну, уже не езжу, потому что барнаульцам продал. А можно тебе вопрос? Давай. Как ты мне задавал, за кадром, Давай. чтобы был 1-1. Мы с тобой сидели, когда в этом ресторане, да, в Дель-Магасе, и я спросил, как тебя зовут. Ты сказал, что Чеборс. Чаборс.
Но тебя же не Чебор зовут. Меня зовут Руслан по документам. Да, тебя Чебор, Руслан. Все это да. знают. Но ты не сказал, что тебя зовут же Руслан. Ты почему-то не захотел говорить. Смотри, сегодня я ты узнал можешь, от смотри, ты людей. сегодня можешь встретить множество людей с именами, там, условно, Руслан, Арц, Микаил, Эддерс, Гарси там, и так далее и тому подобное, которые стали Мухаммадами. Потому что им это имя очень близко. И никто не менял в паспорте это имя. Они стали Мухаммадами, они будут тебе представляться Мухаммадами. Я Чаборс, потому что я 18 лет последних. Да. Это половина моей жизни. Я это имя поменял и везде представляюсь Чаборзом, потому что мне нравится это имя. А теперь о личном, как ты говоришь, Да. и о секретном. Смотри, я же мог быть не Артем Плато, а, например, придумать какой-нибудь псевдоним и назвать себя, я не знаю, Ингуш-Ингушский или еще что-нибудь. Ну, просто символично говорю, да, так, если бы. Но я же вещаю под своим именем Артем Игоревич Плато. То есть я не скрываю даже имя своего отца в отчестве. Я никогда не прятал свое местоположение. Да? Я всегда вещаю от своего лица. Всегда. Никогда я как крыса себя не вел из-под тишка там. Ну, ладно, греха таить не буду, у меня есть еще фейковый аккаунт, чтобы подлить масло в огонь хейтерам о себе. Я сам сплетни иногда запускаю, потому что они тут же, не проверяя информацию, закидывают в паблик, где 300 тысяч подписчиков, тоже североосетинский, и ко мне приходят люди. Тема про ориентацию тобой придумана? Это придумано не мной, я тебе еще не договорил. Это знаешь, что вспомнил? В 2014 году в Украине с одним известным режиссером мы снимали клип, в котором участвовал мой двоюродный брат и я. Они вырезали фрагмент, песня называется типа «Давай займемся любовью». Но это адресовано не нам друг другу, а девушкам, которые были в клипе, их там было 3. Но почему-то девушек не оказалось в клипе, а оказались мы. Только. Ну, в Ютубе есть этот клип, и там есть девушки. Есть девушки. Потому что сам по себе этот клип, он не особо Да, но мы знали, что... под восприятие многих мужчин, не Да мужчин. это все равно, знаешь почему? Потому что задача продюсера была, чтобы нас взяли бесплатно, где там брали $30 тысяч за 10 эфиров, бесплатно Муз-ТВ, MTV. Нас взяли на MTV и на Муз-ТВ. Слушай, дальше мой брат опять же, уехал в Америку, и все развалилось, и не стал. Немножко И что такого в этом? критики в твой адрес. Ну, голос так себе. Ну, прекрасно. Мне ни одного, ни второго не понравилось. Ни Хаустова, Ивана, Да, ни Артема Плата. ну и прекрасно. А другим понравилось. Он твой брат, да, двоюродный? Да, двоюродный брат. По отцу, по матери? По матери. Вот. И у Он него... сейчас в Штатах. Да, давно уже. С 2015 года. А чем сейчас занимается? Работает он там моделью Versace, его контракт. Окей. У него все прекрасно в жизни, я за него очень рад. У него семья, все прекрасно. Так вот эта тема с ориентацией, также с тобой запущена это, чтобы привлечь Нет, внимание? не мной, но кусочки клипа местами, ну, ссылка конкретно была сделана мной. Они это подхватили, стали распространять, а я улыбался, смотрел и понимал, что сейчас начнется то, о чем я хотел. Потому что люди не любят, когда ты добрый, повторюсь, и пушистый. Люди хотят интриги, скандал, расследований, сплетни, слухи, особенно в Ингушетии. Я думал, если честно, в шоу-бизнесе грязно, что там постоянно все сплетничают, слухи распространяют. Я ошибся. Это понял вчера. Здесь больше, да? Да, в Ингушетии очень любят заниматься сплетнями. А почему занимаются этими сплетнями мужчины? Вопрос к тебе. Почему так любят сплетничать? Ну, я не сплетничаю. Я не Молодец. знаю. Это твое сейчас высказывание, Ну, которое вот- тоже будет, наверное, обсуждаться. Нет, да, у меня просто претензия, почему постоянно все верят каким-то сплетням, слухам. Какая разница и так далее. Я, во-первых, не ингуш, самое главное. Окей, назови там несколько имен, наверное, кто занимается сплетнями. Ты же это говоришь на Сплетнями основании занимаются... чего-то, правильно? Заходите на мой Нельзяграм и читайте комментарии. Ну, где могут- Заходите к Чеборзу в Телеграм-канал. Где, может быть, левые страницы, правильно? Да, но все равно некоторые же верят этим сплетням, сплетничают. Мне в глаза никто сказать не может почему-то. А за спиной говорят. Но я всегда ребятам говорю, ради бога говорю, успокойтесь, ничего никому не доказывайте, не деритесь тем более из-за этой ерунды. Мне все равно, кто и что про меня говорит. Если говорят, значит, я интересен, значит, я чего-то стою. Неважно. На что ты готов ради такого хайпа? То есть какой самый потолок того, что ты допускаешь в своих действиях, На данный чтобы момент привлечь внимание? уже ничего не нужно, уже все. То, что я хотел,
уже все сбылось. Сколько кринжей было в твоей жизни? Много. От чего бы ты сейчас не подписался и отказался бы? Ничего, я ни о чем не жалею. Все по воле Бога. Какие факты, пункты кринжей ты можешь перечислить? Ну, Окей, ну, топ-3. прямых, ну, даже без топ-3, это просто прямые эфиры, где я иногда вел... Возможно, я вел бы себя по-другому в прямых эфирах. Ну окей, клип «Параллели». Не убрал бы. А? Не убрал бы. Не убрать, мы поняли, что ничего Да. не убрал бы. Но это кринж? Нет, не считаю это кринжем. Этот клип выглядит намного лучше, чем среди сегодняшних новых звезд. Например, какая-нибудь Марго, ты видел ее? У нее Я там не знаю, много кто миллионов, ну, Кукареку посмотри. Я не Или где тык-пык-мыц, два прихлопа и так далее. Почему я не могу Назрань сравнивать с другими городами, а ты себя сравниваешь с другими исполнителями? Все познается в сравнении. Все познается в сравнении, вот именно. Отсутствие одного люка – это не самая печальная беда, вот к чему я говорил. Но Окей. я спас чью-то ногу. Об этом люке теперь знает Одному, большинство. если ты крещенный православный человек, ты то также будешь со мной солидарен. Одному Богу известно, кто от чего спасся, правильно? Да, ну так и здесь. Так Во смотри. всем. Параллели – это не кринж. Нет. Это моя попытка в чем-то проявить себя новым. Получилось? Да, Получилось? не получилось так, как хотелось бы. Ну и особо потом желания не было. Я всегда себя искал творчески. Я себя нашел. То есть это путь моего творческого... Какая была цель? Попасть в Муз-ТВ, MTV? Там... Цель была у продюсера. Продвинуть, да, дальше двигаться, развиваться, учиться и так далее. Более того, все началось в 17 лет. Я был на кастинге «Фабрики звезд 7». Там я познакомился со многими людьми, с некоторыми из них дружу. Маша Кольцова, моя подруга, она певица. Тоже ты это имя не знаешь, она не громкая. Например, Лолиту ты слышал, да, а Маша Кольцова, кто там Маша Кольцова, тоже уровень. У нее красивый голос, она автор песен и так далее. Замечательный человек, во всем поддерживает. Нет, ты ее отмечал, я видел публикацию. Это тот человек, благодаря которому я стал заниматься 5 тысяч блогом. подписчиков у нее, я видел. Я еще обратил внимание, кто это. Ну, не 5, конечно, 80 там, по-моему. Вот. Могу ошибиться. Тогда я про другого человека говорю, не знаю. Но неважно, какая у тебя была цель? Вот ты хотел стать звездой российского масштаба? Нет, у меня и сейчас нет такой цели, например, кем-то стать в Ингушетии, например, или стать президентом. Что ты тогда... Развиваться, познавать что-то новое, находить связи. Для и чего? Так далее. Чтобы конечный итог какой должен быть? От нового развиваться. творческого? Вот у меня была мечта попасть, например, в студию Алексея Романова. Благодаря тому, что эту песню нам сделал его саунд-продюсер, со временем я знакомлюсь с ним. И мы работаем, сотрудничаем. Моя мечта сбылась, Гельштан закрыт. И я понял, что мне это все уже больше не интересно. Ты бросил то, на что ты посвятил много Да, времени. Наверное, это денег как твор. тоже. Нет, да? деньги я не тратил. Деньги там тратили клипы на меня. туда-сюда. Это же... Это продюсерские вложения. Окей. И дальше Алексей хотел вкладывать свои же деньги уже в новый проект, уже с другим вообще человеком, в дуэте. Группа «Биз» должна была называться. И песни замечательные были уже в другой манере и так далее. Но мое решение было уйти. Я просто сел и понял, зачем мне это. Мне интересно уже было. А как ты передумал идти в проект «Дом-2»? «Дом-2» это мне было 18 лет, ноябрь месяц. Я приехал в Москву. Ты прошел кастинг, тебя подобрали по фотографиям, сказали, если это действительно все ты, правильно. Приходи. Ты прошел этот кастинг? Да, я прошел кастинг. Почему не пошел? Был вот этот день, Истра, по-моему, там это место находилось, оно переносилось несколько раз. Степан Меньшиков, такой участник, шабутной, он меня просто спросил... Сейчас лысый, по-моему. Ну да, наверное, я не слежу за ними. Для меня это был вот это кринж. И, с одной стороны, хайп. Ну, я и дурак, что отказался. Но на тот момент не было там Нельзяграма и других мощных социальных сетей, где можно было развиваться. Это он мне сказал, что ты такой серьезный, типа, молодой, 18 лет. Ты точно хочешь? Ты, говорит, понимаешь, куда ты идешь? Я говорю, понимаю. Он говорит, надо делать шоу. Нужно будет делать то, чего иногда ты хотеть не будешь делать. Это режиссерская вся история, как выяснилось. И ты знаешь, и мне тут позвонила мама после его слов.
сказала, не ходи лучше туда. Не надо тебе это все. Я не пошел, я отказался. Все. И пошел дальше. Улетел в Барнаул, закончил 2 курса, перевелся на заочное и вернулся в Москву. И начал строить свою карьеру. Уже, параллельно занимаясь творчеством тоже. Я всегда, у меня была основная работа и творческая, вот, пожалуйста. Я мог быть там шоуменом каким-нибудь, да. Я понял, что, мама там решила. Все. То есть, как бы она Я сказала... могу назвать маменьким сынком. А то, что ты любишь свою маму, тоже маменький сынок. Ну, Ты не делаешь то, что тебе говорит мама. Ты не слушаешь ее советов. Это все-таки мама. А я слушаю мамин совет. Рай находится под ногами у наших матерей. И если бы я послушал свою маму вообще в целом, я бы здесь не сидел. Я бы был бы рядом с мамой. Но в 20 лет я уехал. то И есть ты ни не слушаешь, разу. получается? М? Или, то есть ты не слушаешь? Нет, но она меня же не держала, она понимала, что птенец вырос, ему пора лететь дальше. Вот. И она просто давала советы, это же... Я маму послушал. Не могло 2 совпадения в одном месте случиться, прям вот, знаешь, одно за одним и так далее. Я даже радуюсь, что меня не взяли на «Фабрику звезд», хотя там прошел несколько туров. Я узнал истину, как это все делалось. Как делалось? Этот проект. Собирали так сказать, голосистых, как вот «Голос». Угу. Вот кто там из «Голоса» 15 сезонов, я никого не знаю. Нет там звезд. Из «Фабрики звезд» знаю. И персонажей. И не обязательно нужно петь. Вот моя первая любовь в жизни была Маша Ржевская. «Когда я стану кошкой» песня. То есть это прототип моей девушки. У меня все... Маша Кольцова похожа. Если ты начнешь смотреть, ты поймешь, что все одинаковые. Так. Вот я в нее, это моя первая любовь. 14 лет мне было там и так далее. Я, кстати, с ней познакомился, в конце концов. Вот. Тоже Гельштан был закрыт. И набирали, для шоу. Там все было расписано, кто вылетит, кто уже победит. И так Ты был далее. в какой категории? Я же не прошел до конца кастинг. Я только попал во 2-й тур. Дальше ты отказался сам? Нет, И- меня отсеяли, все. А. И Машу тоже. То есть, и так далее. Но я попробовал, узнал правду. Я не расстроился. Я понял, что что-то там не так. И потом в 7-ю «Фабрику» Константин Меладзе набрал своих людей. Но это уже потом позже выяснилось. И я понял от Яны Чуриковой, что все, что не делается, делается к лучшему. И правильно сказал один продюсер группы там Иванушки и Любе, и продюсер «Первой фабрики», что нужно держаться подальше от подобных проектов. Вот его вердикт. Окей. Давай дальше. Как ты относишься к русской общине? Русская община никак. Ну, это не ответ же. Как нет? Я не подразумевается, состоишь ли ты в ней. Не вызывает состоял. никаких эмоций. Нейтрально. Абсолютно. Есть и есть. Есть кавказские какие-то общины там. Ну окей, есть... когда ты видишь, что эти люди пристают к торговцам на рынке, предположим, может быть, не может быть, Если- а не славянской внешности. Хорошо. И вот они пристают там. Видел эти ролики. Вот, скрывать допустим, не они буду. продают хамчиевские яблоки в Москве. Если у них есть лицензия. Если Нет у них... лицензии. Тогда не надо продавать нелегально хамчиевские яблоки и позорить сад-гигант. Зачем? Ты знаешь, что в фабричном рынке, рынок фабрика, продают хамчиевские яблоки? Легально же? Нелегально. Не знаю. Ни одного продавца на рынке фабрика Это ты не где найдешь. находится? Я просто не знал. Рынок фабрика. Единственный рынок в Магаз. Назрани. Где? Назрань. 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 Не знаю, я не был на этом рынке. Правда. Ну окей, там продают яблоки. Вот. Так, Это неправильно. нужно подавать все по закону. Я, например, не понимаю, почему в некоторых магазинах нет терминала и нельзя перевести с моего банковского счета. Это тоже плохо, но мы сейчас про яблоки говорим. Да, это то же самое. То есть если Это нелегальная продажа. Русская община сегодня придет на Назрань, к примеру, я говорю, что никогда в жизни не произойдет, скорее всего, допустим, и будут приставать к бабушкам, как правило. Они здесь не будут приставать, на мой взгляд. Им что тут делать? Русская Мы же община... моделируем ситуацию, Да, правильно? но ты... Я же сказал, что никогда в жизни, Ты скорее всего, не произойдет. Да, но ты подбираешь такой пример, который выгоден тебе. А я могу другой пример подобрать и так Хорошо, далее. в Москве. В Москве, например, в Москве, например, здесь у вас, я так могу назвать, кавказская община, которая следит за твоим дресс-кодом. Я не могу ходить здесь в шортах.
Я не могу здесь приставать Так к девушкам. это почему? традиции. Это, Да, это традиции. а зачем приставать девушкам? К тебе никто не будет приставать за то, что ты девушкам в Москве русский, зачем приставать? например, Нет, девушкам зачем приставать, которые не хотят, чтобы к ним приставали? Они идут к этой русской общине. Я в Многонационале, есть такой паблик, телеграм-канал, по-моему, да. Я видел. Вот я оттуда всю информацию узнаю. И как бы, ты считаешь правильно, чтобы приставали к русским девушкам? Нет, неправильно. Там, в Москве, я имею в виду. Неправильно. Вот. Поэтому Это они ищут неправильно защиту нигде. и бегут. Я считаю, что не надо нарушать законодательную правовую базу Российской Федерации, когда ты что-то делаешь. Если, например, ты приходишь насчет яблок, да, если ты нелегально этим занимаешься, то не нужно какую-то физическую силу применять или вот это вот все. Я против любого насилия, абсолютно. У меня другой вопрос. Просто я же не интересуюсь так глубоко юридически. Русская община, кому она принадлежит, кто за ней стоит, что это за люди вообще. То есть, почему Окей, они этим другой пример. занимаются? Попроще пример тогда. Давай. Молиться можно на улице? Мусульманин. Я не мусульманин. Я мусульманин, ты меня в Краснодаре увидишь молящимся на где-нибудь в стороночке. Я никому не мешаю. Был такой случай в Краснодаре, в парке Галицком. Можно мне помолиться? Если ты никому не мешаешь, Никому не мешаю. то ради бога. А вот если подходят люди и говорят, нельзя, мы из русской общины, нельзя тебе это делать. Если я буду присутствовать в этот момент, то я встану на сторону человека, который молится. Окей. Я буду защищать его. Вот то, что мы обсуждали про ногти там этих людей. И в этой ситуации я за толерантность и считаю, что мы живем в России, где проживает много национальностей, более 190. И мы многоконфессиональная страна. Окей, а если, и допустим... я христианин православный, да, но мы не живем в христианской стране. Это неправильно. Мы живем в многоконфессиональной стране, где, если мы хотим говорить о единстве дружбы народов, то все стороны должны друг друга уважать. Если 3 человека молятся, это больше возбуждающий фактор? По-моему, есть где-то закон и статья даже. У нас в России больше 3 человек вообще собираться нельзя, даже без... 2 человека молятся. 2 человека молятся. Опять же, если, например, просто в парке или где-то, не мешая людям. Вообще сторонний. Мы обсуждаем если только тот не на трассе остановивший автобус с пассажирами. Да. Я не про это. Все, пожалуйста. Я за. Ты за? Я за. А закон это запрещает? Закон, по-моему, чтобы не было групповой там молитвы, там, по-моему, про это написано, что нельзя молиться вне... Больше 1 человека нельзя в паре молиться. Да, там где-то написано. Ну, ты к этому относишься нормально. А я отношусь к этому нормально. А русская община пристает и говорит, это незаконно, расходитесь. Ты на чью сторону станешь? На сторону мусульман. На сторону? Почему? Они же нарушают закон. Яблоки продавать нельзя? Ну, это же не прям... Нет, я спрошу, а кому не мешают вам? Вам, ребят, мешают они? Почему вы подошли бабушка не продает ядовитые яблоки, она продает просто их без лицензии. Сейчас всех, это уже политика внутренняя. Это нужно понимать. И полиция подходит. Представь, я сейчас встану... То есть для тебя больше пагубным является, больше противозаконным является продажа яблок бабушкой без лицензии на рынке, где все продают, нежели там несколько человек молятся на улице, никому не мешают. Да, я считаю, нельзя в нашей стране ущемлять религиозные интересы, да, в хорошем смысле этого слова. Ты стариков тоже уважаешь сильно. Уважаю, но бабушка должна понимать, где мы живем, в какие времена. Сейчас многих прессуют. А те яблоки, если это не хамчиевские, а с ее личного сада, она может их продавать? Она их может продавать, тогда бабушке нужно помочь с... Стать ипэшницей? Самозанятой. Самозанятой. Да, и я, конечно, бы выбрал тоже сторону бабушки, как вот мне бы ее жалко стало, и так копейки там с этого ведра яблок, грубо говоря, да. Еще 4% а тут еще заплатить. И П надо заплатить, точнее, самозанятого. Жалко бабушку, честно, да. Но ты же понимаешь наши законы? То есть, если ты идешь прям против законодательной базы, то подходят люди и говорят, предъявите разрешение на место, так говорят же, да? Могут про продукцию, это докапываться будут, нитраты смотреть, да, и так далее, окей. А так сразу начинать с места. Кто вам разрешил здесь торговать, там, у метро в Москве?
и так далее. У вас здесь нет такого, если честно. Ну, потому что есть магазины без терминалов, а они не должны быть без терминалов. Это же налогообложение. А сегодня, вот Без ты говоришь... терминалов или без кассовых аппаратов? Ну, и кассовые аппараты, где есть терминал. Ну, я терминал, могу... Должен, банковский терминал. Да, он должен быть. Ну, это факт. Вот. Его нет. Окей. Кобил Джон, таджикский мальчик, 10-летний, Да. убитый 15-летним, если я не ошибаюсь, также подростком, Да. учеником этой же школы, Да. русский по национальности, если я не ошибаюсь. Да, я находился в Стамбуле, когда это произошло. Твоя цитата. «Вот результат теракта в Крокусе и его последствия. Вот результат миграционной политики. Мыслите узко». Да, супер. А что выше было написано? Что было написано выше? Нет, читай. Я сделал... А у тебя скрин? А теперь отвечать... Нет, я тогда Ну, отвечаю. скрин я переписал. Нужен скрин. А там его нет. А потому что там девушка написала, типа, что... Короче, вот результат русской общины. А я написал, вот результат теракта в Крокусе. Ненависть у детей к этой истории. Ну, даже если мы... Но, да, я никогда оправдывать преступников любой категории там не буду, потому что то, что совершил этот 15-летний подросток, он все равно ребенок, но он совершил преступление против человечности. О таких вещах да, должны рассказывать ему не только в школе. Я так понимаю, в школе не было дополнительных каких-то уроков, классного часа на эту тему. Тем более мы живем в нелегкие времена, когда эта тема актуальна. В любом месте, не дай бог, это может произойти. И поэтому это преступление, его нельзя оправдывать. Нужно заниматься своими детьми, родителям. Мыслите узко, что означало? Потому что это нужно... имеется в виду, вы мыслите узко, вот такое там. Да, посыл, потому что правильно? обвинили русскую общину. Она здесь вообще при чем? Я, кстати, стал чуть-чуть интересоваться, поэтому вышел на телеграм-канал Многонационала. Может, потому что отец этого мальчика имел отношение к русской общине? А он не имеет никакого общения. Ты это проверял? Да, я стал это проверять. И многие ролики вообще искусственным интеллектом созданы. Кому верить? Какие именно? Там, где типа этот мальчик, уже там много их собрано и так далее. Голоса наложены. Ну, зайди в Многонационал. Мне кажется, ты там подними, полистай ленту. Вот, многое что там найдешь. Ну, я именно, когда вот русскую общину мне написали, я стал интересоваться, я перепутал кое-что. Ну, я думаю про другое. Я стал искать, и сразу вылез телеграм-канал Многонационала, там про русскую общину, русская община и так далее. А при чем тут русская община? Если отец там был, где доказательства? На фотографии просто похожий внешний человек, размытая фотография, где? Это террористический акт. Убийство мальчика. Да. В этом террористическом акте виновен отец этого мальчика, 15-летнего, убийцы? Я считаю, что он виновен в плохом воспитании своего сына, что он не заложил в него человеческие качества. Ну, то есть виновен? Виновен в его воспитании, но не в том, что произошло. Это только следствие, получается. Нужно было заниматься... А кто виноват? Только мальчик 15-летний? Окружение. Окружение. Мальчика не только мама и папа окружали. Мальчика окружали и школьники. Может быть, ты узнал, откуда у него неприязнь? Я не узнал. Я вот увидел твой комментарий, мне стало интересно. Вот. Давай. Всем интересно, а почему-то никто не узнал, почему у этого, как его, я даже имя не знаю, у этого парня 15-летнего, да, преступника и, прямым словом, террориста, который напал с ножом на этого 10-летнего мальчика, была неприязнь именно, не славянской внешности. Откуда? А вот вопрос. А может быть, вот я написал, может быть, это связано как-то с Крокусом, и пошла вся ненависть. Ты же понимаешь, ты же журналист. Да. Ты же понимаешь, что... А я что, должен писать? Нет, подожди. 1000-километровый Вот комментарий? ты написал. Вот результат теракта в Крокусе и его последствия. На что я ответил этот? Да никого не будет интересовать, на что ты ответил. А понимаешь? мне не интересует, что дальше. Был ответ на комментарий девушки или там парня, не знаю, чей ник, выше. Вот результат русской общины. Я ей написал ее словами. Вот результат. То же самое. Почему русская община? При чем тут русская община? Говорят, что там был отец. Доказательства. Фотография размытая какая-то, фиговая. И вообще не тот человек, который на фотографии с флагом... Так ты считаешь, что это результат теракта в Крокусе?
Убийство вот этого мальчика, как бы Джона. Мое субъективное мнение, да. потому что это очень освещалось везде, и кто это сделал и так далее. Ну, это большая трагедия. И там погибло, по-моему, около 15 детей в Крокусе. Начнем с этого. И Царство Небесное всем этим детям несчастным. И да, возможно, это отложилось у этого мальчика. И он решил отомстить. Я славянской внешности. Ну, пока ты сегодня до начала подкаста не упомянул, я даже не задумывался над этим. Ну, вот я сказал да. Но у меня не славянская внешность, далеко. Я не русый. У меня не голубые, не зеленые глаза. Я черный, я смуглый. У тебя белее кожа, чем моя. То есть, получается, если бы я был на месте этого мальчика, 10-летнего, да, то этот товарищ 15-летний тоже мог меня зарезать. Хотя я православный христианин, славянин. Правильно? То есть почему, откуда у него эта ненависть? Почему никто не выяснял никогда, вот до сегодняшнего даже дня, никто не поинтересовался, почему он взял этот нож и совершил преступление против человечности? Причем он нашел этого мальчика. Почему закрыли двери, и бедный мальчик там, по-моему, не мог забежать в класс и так далее? То есть там много таких моментов. Я глубоко в этой истории не копался. Почему никто не хочет разобраться? Но написать какую-нибудь ерунду и так далее. Дальше пишут, вот, русские это сделали. Там много таких комментариев. Причем тут русские? А вы узнали, кто по национальности мальчик? Точно он был русский? Там ни фамилию, ни имя не сказали. Ты про убийцу говоришь? Да. Вот. Если я найду, значит, сказали? Ну, а фамилия? Ну, вот, надо найти. Тимофеев много бывает. Вон Русланы бывают, ингуши и мусульмане. И что? А русских? Руслана, Людмила. То есть, вот, надо начать с этого. А люди ищут причину. И тут хочу так плавно перейти к теме вот этих комментариев. А почему никто меня не хвалит, вот из этих людей, которые особенно тебе там понаписали, когда я что-то хорошее говорю, когда я хорошее пишу, когда я ничего не критикую? Например? Про Республику Ингушетия. Ну, в частности, что именно? Ну, вот показываю я развитие инфраструктуры в горах. Вот показал класс. Я красивые улицы города Сунжи. Там, не знаю, детей показываю. Ну, слушай, отзывы там... Почему эти отзывы люди... какого-нибудь ресторана или кафе оставляют, как правило, негативные, с критикой. А все остальное это как бы по умолчанию хорошо. Если тебя не критикуют по этому вопросу, значит все окей. Нет, ну где спасибо? Ты же не за спасибо это этих делаешь, людей. Или за спасибо? Ну, стоит мне что-то написать там. Я знаю, да, что тут же отскринят, тут же и все выставляют. Ну что, ненормальные, что ли, и так далее. Все плохое сразу видят, понимаешь? Вот мы говорим, ты говоришь, вот зачем ты с флагом вышел? Да если бы я не вышел, ну и никто бы, во-первых, и знать не знал, и русские бы даже не узнали о том, что происходит. Меня очень много смотрит людей. Серьезных, русских. Что людей. Поменялось? Вопрос в результате же всегда стоит. Будет результат, всему свое время. Москва сразу, что ли, построилась? Всему свое время. Придет время, когда дипломатичным путем умная молодежь вернет эти земли без войны. Вот и все. А касаемо этих комментариев, там нет ничего такого. Я просто ответил. Почему я не могу, например, где-то в своих комментариях, либо у тебя, да, на странице запрещенной социальной сети, нельзя грамм называю, ну, например, с юмором что-то написать. Вот я тебе говорю, как есть. Мне даже шутить нельзя. Мою шутку тут же воспринять, как будто это серьезно. Я говорю, это же шутка, это юмор. Там кто-то вырезал меня из Дубая, я шел, и меня ребята встретили на... Ну, ты видел, да, эти отрывки? На классных авто, там, на гелике, на Range Rover, там, Rolls-Royce и так далее. И я шел, и это в шутку было сказано, но я тут часто это слышал, что если бы понты ингушей светились, то их было бы видно из космоса. Ну, я же это не выдумал, мне это никто не сказал. Я это здесь услышал, я посмеялся. Я говорю, какие красавчики, молодцы. Что делают хейтеры? Вырезают только вот эту часть,
как я сказал, вот посмотрите ваш плата, в чем унижение здесь? Это шутка. Ингуши так тоже шутят. Там сначала рождаются понты, потом ингуши. И такое слышал. Я это мог придумать? Нет. Я здесь это все слышу. Такая прикольная самокритика. Прикольно, да. А что в этом плохого? Меня раскритиковали, все там. Я говорю, а чего вы все не показали? Что я там посмеялся, потом похвалил, сказал, красавчики. Это никому не интересно, что красавчики. Как это красавчики? Фигак вот это. Тем более был ковид, я был в маске, и как бы, улыбку, это все особо не видно было и так далее. Артем, ты находишься в обществе, которое тебе не близко до 2017 года. Да. В 2017 году тебе было уже под 30. Да, 29, да. Ну, наверное, нужно все-таки понимать такие вещи, что есть свой менталитет. Да. Ингуши очень не доверяют тем, кто появляется из ниоткуда. Это первое. Но есть ингуши, которые готовы довериться любым нежным, ласковым словам. Пример тому, салам алейкум, ингуши, это раз, и любимая тобой Ксения Собчак баллотируется в президенты и станет президентом. Кто в это поверит, понимаешь? Понимаешь? И тут приезжает Ксения Собчак, и ей начинают рассказывать про пригородный район. Чушью, понимаешь? Это не ее тема. Поэтому это не то, что не ее тема, это не к ней. Вообще, да. Глупо. А из этого делают потом нарезки, как ты говоришь, и над этим и начинают смеяться. Я всегда говорю, вот приду Собчак, говорю, тут у них Собчак, у них Плата. Причем тут Собчак, причем здесь Артем Плата или какие-то другие не ингуши, которые сюда приезжают и о чем-то освещают. Все говорят, вот он защитник ингушей. Да я не защитник ингушей. Какой защитник? Я человек, который говорит про Республику Ингушетия. Ты мне заплатил за интервью? Я жду, пока ты это сделаешь. Когда я это сделаю. Видишь. А то сейчас скажешь, ты там заплатили и так далее. Мне никогда никто не платит. И тогда... А еще знаешь, что самое главное? Я послушался совета, опять же, своей мамы. Когда я начинал, я сидел в экранчиках наших смартфонов, ноутбуков, компьютеров и смарт-ТВ. Мама мне сказала, если ты хочешь говорить на серьезные темы, правильно мама говорит, ты должен выйти из этого экранчика. Ты должен быть с людьми. Ты не должен их бояться, шарахаться, прятаться, как некоторые это блогеры делают. Да? Вот я блогер, и я только должен быть там, в социальной сети той или иной. Я вышел, я же здесь сижу, я живой, хожу без охраны и так далее. Везде спортзалы, кафе, рестораны, улицы, съемки. Я же не прячусь ни от кого. У меня нет 2 амбалов, которые рядом, как у Тимати, там ходят и так далее. У меня нет команды, кто бы меня снимал. Я все сам делаю. У меня нет спонсоров. Если мне Гуцериев, либо кто-то из других меценатов, как ходят слухи и сплетни, спонсировал, финансировал, я думаю, что у меня была бы команда, не так ли? Если с завтрашнего дня тебя не предложат, ты согласишься? Это большая ответственность. Нет, если у меня будет финансирование, которое будет покрывать мои расходы, бытовые еще, да, соглашусь. Это будет классно. Это моя мечта сбудется. То есть они будут, естественно, от тебя требовать какие-то вещи в свою угоду, в свою пользу, с чем ты, может быть, не согласен. Вот я хотел добавить, ты опередил. Тяжело. Тогда нет. Окей. Поэтому у меня нет спонсора. Потому что, спонсор может быть вот как Автосила. Да, например, да? Или какой-нибудь кафе, ресторан. Они не будут требовать, чтобы я... А если говорить о серьезных людях, да, бизнесменах, олигархах, у них же есть бизнесы, соответственно. Они будут нуждаться в рекламе. А тот, кто в политике, правильно говоришь, они будут так подминать и говорить, надо сказать вот это, надо вот... И сразу Артема будет видно в кадре такого... Ты откажешься от безвозмездной поддержки Сулеймана Керимова? Финансовой? Откажусь. Окей. Но не откажусь, кстати говоря, добавлю, но не откажусь от поддержки, например, Гуцериева. Потому что он ингуш, и я об этом даже скрывать не буду. Для чего тебе нужна синяя галочка в запрет-грамме? Синяя галочка, чтобы больше меня не копировали, и когда делают скрины, чтобы ее невозможно поделать просто в фотошопе. Как сделать ее? Я тоже хочу. Галочку, сделай заявку в Нельзяграме. Там... Тебе сделают галочку. Для этого тебе нужно будет прислать ссылки, если... Ты же медийный человек, ты же есть в Ютубе. Если ты забьешь Чеборс ТВ, присылай, и паспортные данные нужно скинуть. И я ждал эту галочку 6 месяцев. Так эта тема же доступна только тем, у кого 1 миллион подписчиков.
Ну, ты можешь попробовать. Сделай это. Ну, ты платно это делаешь или сколько стоит в месяц? Я загрузил и все, свои данные. 1000 рублей или сколько это стоит? Сколько? Ну, в месяц каких-то денег стоит вот эта тема, синяя галочка? Нет. Загрузи свои данные. У меня была галочка, там не только, по-моему, 1 000 000 подписчиков. Ну, вообще-то лям подписчиков должно быть, как я... Но читал. Apple Pay же как ты будешь платить, если карты не принимают? Грузинскими картами. У меня нет грузинской карты. Друзья из Франции, например, помогут, нет? Слушай, я делал заявку, сейчас посмотрю, полгода назад. Сейчас. У меня не открывается. Ну, слушай, если кто-то платит, то пусть платит, хорошо. Ну, ты за нее не платишь? Я не плачу за это. Окей. Ну, Но эту галочку надо... Короче, у меня есть одно замечание. Меня заблокировали сообщение на 3 дня за то, что я там жестко ответил в личку. Еще одно замечание, и все полетит. То есть галочки не будет. И могут заблокировать опять мой аккаунт. Первый аккаунт снесли за поддержку России, второй аккаунт за поддержку Палестины. И этот уже у меня там, если ты заходишь в свои личные, 2 восклицательных знака. Первый и второй. Сообщения личные, сообщения. Ты с тех пор в комментариях. перестал поддерживать Россию и Палестину? Нет, я поддерживаю Россию и считаю, что все Российская Федерация сделала правильно, что касается специальной военной операции. И я знаю, этот подкаст, возможно, будут смотреть наши ребята с СВО, и пускай возвращаются здоровыми. А Палестину я до сих пор поддерживаю, да. Но уже не так сильно. Ну, в плане Все-таки медийности. метод воздействия все-таки на тебя есть. Я... В виде пригрозить удалить этот. К сожалению, да. Окей. Я боюсь потерять еще раз свой аккаунт. А какой смысл тогда заводить? Я дал клятву, что это мой последний, 3-й. Больше не будет. У меня нет больше в Фейсбуке. Меня снесли. Ага. Блин, как назло, интернет у меня отрубился здесь. Да. Но, насколько я знаю, невозможно получить синюю галочку в запрет-грамме я боюсь без обмануть. миллиона подписчиков за бесплатно. Вот в чем. Ну, у меня нечем платить. Может быть, я как-то... Я не помню, честно тебе говорю. Я помню, что я заполнял какую-то там заявку. Там нужно было прикрепить 3 ссылки на какие-то статьи, на свой канал, если у него тоже есть галочка. У меня в Ютубе есть галочка, подтвержденный. Я это все прикрепил. Потом потребовали паспорт зачем-то. Я сфотографировал. Это я хорошо помню. И все. Я отправил на верификацию. Это, по-моему, мне еще давал совет. Привет ему. Хамди Зелим Тангиев. У него. Ну да, кстати, у него тоже есть галочка. Он мне это сказал сделать. Маша мне сказала это сделать. У нее тоже есть галочка. Вот. Ну окей. Попробуй. Может, у тебя получится. Окей. Ну, если за деньги там, сделай за деньги. Сколько это будет стоить, я не знаю. Вот мне интересно было, сколько это стоит. 1000, 2, 3. 3 это дорого. Ты что, месяц или в год? Я слышал косарь в месяц. Ну, недорого. 3 нет. Это ничего себе, за год это нет. Это большие расходы уже. Ну, я лучше полечу куда-нибудь найти. Если у тебя не станет страницы в запрет-грамме по каким-то причинам, допустим, ты будешь зарабатывать столько, сколько ты зарабатываешь сейчас? Чуть меньше. В Ютубе у тебя просмотров, прям вообще кот наплакал. Если, там, меньше 1000 просмотров каждый видеоролик. Ну, потому что это крупно. Сейчас у всех так блогеров. Не все. Это последний. А кто в этом виноват? VPN. Люди не все пользуются. Раньше у меня достаточно много было просмотров. Посмотри, открой. Десятки тысяч. А короткие ролики у меня до сих пор десятки тысяч. Сотни, миллионы. Самый большой ролик 6 миллионов просмотров. Сержудин Погоров. В Ютубе? В Ютубе. Ага. И что? И один ролик мне принес... это было-то давно. Это было-то давно. Какая разница, он до сих пор несет мне просмотры. Просмотры несет, про монетизацию не несет. Про Чечню... Не, монетизации у меня нет, все. Алло. Я сейчас ее через Францию подключил. Я думал, схитрю. Там, с помощью Михаила, на его номер телефона и так далее. Все, мне ее включили, деньги стали капать. И тут, значит, мне приходит уведомление. Подтвердите свою личность, верифицируйте страницу. Ты собирался получить эти деньги? По возможности? Да, конечно. Ты знаешь, за что Юрий Дудь, признанный иноагентом, признали его иноагентом? Нет.
за то, что он получил бабло от YouTube. А почему Ксению Анатольевну Собчак не признают инагентом, который получает бабло из Ютуба? А почему не признают многих других больших блогеров, и не только, которые проживают на территории Российской Федерации? У меня все открыто. Если бы я получил эти деньги с Ютуба, во-первых, они бы пришли бы на... У меня есть счет Челябинвестбанк, где работает Свифт. Далее эти деньги бы прошли бы через самозанятого. Я бы заплатил налог. У меня все открыто. В чем проблема? То есть ты думаешь, ты это скроешь от Федеральной службы безопасности, эту информацию? Нет, это может грозить финансированием... А я же никого не финансирую. Зачем? Мне же присылают. Тебя финансируют иностранные какие-то там агентства, скажем так. Я тебе говорю, что вот так был признан иноагентом человек, почему которого Дудь я был назвал. иноагентом признан? Он не поддерживает специальную военную операцию, он выступает против, он ходит и берет интервью у тех, кто просто категорично против России. И не только СВО, а прям против России и российской государственности, против целостности Российской Федерации. Это немножко другая история. Его объявили иноагентом, чтобы он не зарабатывал на России. Я считаю, это абсолютно правильно. Тогда да. Я живу в России, я ни от кого не скрываюсь, у меня все прозрачно. Федеральная служба безопасности Российской Федерации за всем наблюдает, и за мной, и за тобой, и за теми, кто даже не в медиа и так далее. Откуда деньги пришли, кому ты донатишь, кому ты лайки ставишь и так далее. У меня нет проблем, я всегда придерживаюсь закона. У меня все чисто и прозрачно. Не секрет, что не всегда, но когда я вылетаю за границу и прилетаю обратно, меня вводят на дополнительную проверку документов. Да? И иногда задают похожие вопросы, которые ты мне сегодня задавал. И я на них отвечаю, но там уже нет понятия личных рамок и границ. Приходится отвечать. Да. Если бы я на них ответил не так, я бы здесь сидел. Я не знаю. Да, ты бы, думаю, услышал и так далее. Я бы все равно бы рассказал. Или меня бы оштрафовали, или меня больше не выпустили за границу, либо еще что-нибудь. Я не нарушаю законов России. То, что знают они должны знать, и дай бог им здоровья, они отвечают за безопасность в нашей стране. Тем более в такие времена, когда очень много предателей и много подстрекателей. А почему тебе неприятно люди, которые не верят в выдуманных персонажей, которые называются там Дед Мороз, Снегурочка там, и так далее? Ты их называешь, начиная ватниками, заканчивая Потому что, экстремистами ты их называешь. Потому что глупо. И забегая чуть вперед, хотел бы уточнить, вообще, что такое в твоем понимании ватники? Кто такие ватники? Давай по порядку. Начну я с фразы, которую я услышал на Кавказе. Новый год харам, Дед Мороз баран, Снегурочка дурочка и что-то там дальше уже не помню. Ой, слушай. Что это? Сначала понты, потом ингуши. Это такой же прикол. Ну да, но что это такое? Да, нельзя так говорить, это детский праздник. Кто сказал, почему? Глупо это говорить, детям и так далее. А я светский человек. Мы живем в светском государстве под названием Россия, где Новый год светский праздник. Он не запрещен и так далее. И для меня очень странно слушать, что елку нельзя ставить, это харам, это христианский праздник. С чего он христианский? Ты сказал в этом подкасте, я не мусульманин, я не знаю. Мусульман так. Хорошо, вы живете в светской стране. Окей. Нужно жить по светским правилам. Окей. Я же могу в Краснодаре там, на обочине где-то помолиться с кем-то. А причем ты тут одно с другим мешаешь? Ты можешь? А почему мои друзья же отмечают Мархаш в Краснодаре? Так. Отмечают. Так. И барашка режут, кстати. Так. Им кто-то запрещает на это площади? Делать? Зачем им это на площади делать и так далее? Окей, они это люди видят открыто. И что? Ну и что? А Новый год светский праздник. Слушай, кто-то током убивает барашку, а кто-то режет так, что это Новый год — это светский праздник. Окей, хорошо. Кто такие ватники? Ватники — это люди, у которых отсутствует мышление и, так сказать, у них странное отношение к жизни и странные убеждения. Это называется вата, когда в голове у тебя вата, у тебя Новый год харам. Это, опять же, по твоему представлению, это определение этого слова? Возможно, это мое субъективное мнение, да. А кто мне это мнение может навязать? То есть ты можешь сказать, там, слово «дебил» это означает «хорошее слово». В моем представлении это вот так вот. Ватники в твоем представлении это вот то, что ты сказал, правильно? Ватники, в моем представлении, да. Люди,
ведомые, люди, у которых нет своего мнения, которые распространяют всякую чушь, ерунду, которые, ну, так сказать, чуть ли не завербованные. Они называют ватниками. Определение Википедии этого слова. Да. Это пренебрежительное прозвище людей, которые слепо поддерживают крайний патриотизм и официальную государственную пропаганду. Ты называешь ватниками тех, кто... У меня свое... Винни-Пух с опилками тоже вата, и что? Окей. У меня свое представление. Мне Свое причем здесь представление. Википедия... Да, ватник для меня так. Россиян называют украинцы ватниками. Почему? Кто угодно, что угодно можешь назвать. вы Но их если я сегодня скажу, почему подойду они к так сотруднику полиции, скажу, ты дебил, меня будут судить за оскорбление А сотрудника ватник при это не исполнении. оскорбление абсолютно. Ну пусть судят, пусть Нет, подают в суд. я не про ватника Подожди, говорю. да. Я говорю про Это не конкретное слово. оскорбление, да. А ватники ты туда заложил вообще другое значение. То есть Ну, это наоборот, это пропаганда государственных, как я это сказал, Ватник от слова... государственной Да, пропаганды. мне все равно, что там написано, тем более в Википедии. Ватник от какого слова? Меня спрашиваешь? Да. Очевидно, вата. Вата. Вот и все. Так, Когда у что? тебя в голове вата, ну о чем можно Я говорить? не встречал людей, у которых в голове вата. А я встречал. Окей. Значит, дальше. Кто такие радикалисты, ты говоришь, называешь их от ватников до радикалистов? Кто такие радикалисты? Ну, у которых, например, есть радикалисты в исламе. Ну да, бывают политические, да. бывают религиозные. Политические, Почему да. только в исламе? Радикалисты в христианстве бывают? И в христианстве бывают радикалисты, которые, ну, отклоняются от норм, Окей. принятых обществом. Сторонник крайних решительных мер и глубоких Да. перемен в политике, обществе, религии. Да, Ну, и здесь которые ты- начинают склонять людей к плохим... Здесь ты ответил, скажем, правильно. Окей. Ну и слово «экстремист» тоже из твоих слов периодически бывает звучит. К примеру, ты называешь этих людей, которые... Экстремистом называешь людей, Да. которые не пойдут на елку в Новый год и не будут танцевать на лоузерах, ну и все в этом роде. И у меня, соответственно, где такое говорил и писал? Ты это говорил в прямом эфире, который я слушал. Я не помню, чтобы такого говорил. Тот, кто запрещает, да, светские истории, того можно уже относить к экстремизму. Если есть Те, кто идут религиозный на- деятель, который говорит, что в исламе танцевать запрещено, слушать музыку запрещено, не слушайте, поскольку это запрет Всевышнего Аллаха. А 2000 на пару дней занимать и не отдавать не запрещено? Подожди. Убивать тоже запрещено. Все Да. запрещено, ничего Ну, нельзя. запрет. Вот я тебе задаю вопрос. Имам, который вещает Да. в республике, где подавляющее большинство это мусульмане, говорит о запрете прослушивать музыку, Да. допустим. Да, пожалуйста, ну не слушайте, другим не мешайте, кто хочет слушать. Ты называешь его экстремистом? Ты назовешь его экстремистом? Он говорит, запрещено, не слушайте. Моя задача как проповедника, я учился получал исламские знания. Нет, я его не назову экстремистом, но люди, которые, как правило, запрещают ходить, они забегают на эту елку. У вас был такой случай в Магасе? С ножом забежал какой-то год? 21-й, 22-й? С ножом забежали на елку и стали резать. Когда это было? Вот. Мы поехали Кого в Грозный. резать? Людей, кто был вокруг На этой елке? елки. Да. Когда это было? Я Я помню не хорошо, помню что такого. мне сказали, мы не едем в Магаз, мы поехали в Грозный, где был настоящий Я не праздник. помню такого. Вокруг елки никто ножом никого Ну, а я не помню, порол. надо загуглить, значит, посмотреть, что был такой случай. И когда Ты я... сейчас перемешал, говоришь, что И убийство когда- сотрудника полиции на посту. Это было 31 декабря, если я не ошибаюсь, 22 года, может. Ну, Может, в годах я ошибаюсь. Это 31 Да. декабря было. Но не из-за елки. Причем тут елки? Ну, а почему 31 декабря? Почему у вас все, когда праздничные мероприятия, посвященные Почему столетию... 23 февраля ингушей отправили в насильственную ссылку? Вот сегодня ты поздравишь... Почему ты сегодня 24 поздравишь февраля началась специальная Ты военная сегодня операция? поздравишь ингуша с Днем защитника Отечества? Нет. Не поздравишь. Почему? Ну, потому что в этот день случилась большая трагедия для Почему ты ингушского тогда называешь народа. экстремистом человека, который не хочет танцевать что- и петь, и говорит людям, нельзя этого делать, потому что и ты в исламе, и я в исламе. Приходит со стороны Артем Плата и говорит, вы экстремисты. Потому что мы в светском государстве живем. Можно танцевать и петь, и у нас Новый год большой праздник. Ты можешь не отмечать Рождество. Я пойму, потому что это христианский праздник. Так. Но Новый год, он не относится к религии.
Это единственный праздник в году, который отмечает весь мир. Про Рождество ты скажешь, никаких проблем нет. Нет, потому что это я религиозный пойму праздник. вас. Да, это религиозный праздник. Резать барашка в общественном месте, в стороне, опять же, где-то это разрешено? По твоему представлению. По моему представлению, ничего этого плохого нет, если это никому не мешает. То есть резать барашка, что может там для людей с при слабой детях, психикой, да, не надо этого делать. Это, то есть И при мне это делать это не нужно. норм? Ну, для меня, например, Но слушать музыку, это прям крайне Хорошо, для меня, да, при мне даже барашка это не норм. Я не смогу на это смотреть. А током, если убьют? Не могу на это А смотреть. как надо убить так, чтобы ты потом Я не поел хочу и это видеть. не обламывался? Я барашка, слава богу, не ем. Ну, хорошо, мясо ты Я ешь? поэтому Мясо ешь какое-нибудь? ем курицу. Курицу ты ешь? Да, Как мне- убивают курицу, чтобы ты поел эту курицу? Режут, либо голову отрубают. Ну, окей, это норм? Да, ну, у нее такая жизнь. У нее такая жизнь. Но я это не вижу, как это делается. То есть главное не видеть. Для меня, да. Или я тогда перестану есть. Я поэтому не ем почти говядину. Ну, у меня своя Окей, история. ты слышишь проповедь в мечетях, Да. где имам говорит не слушать музыку, не ходить на елку, потому что это не мусульманский праздник. А ты это не посмотрел, для тебя это норм. Если ты посмотрел, это плохо. Правильно я понял? Ну, этот вопрос надо адресовать к Федеральной службе безопасности Российской Федерации. Просто пусть они решают. Они же смотрят за безопасностью. Если это норм, норм. Если это не норм, значит не норм. Для меня, Не, мы же про тебя говорим. когда мы не про я ФСБ. слышу, что говорят о том, что нельзя слушать музыку, нельзя ходить на елку, не переводите туда детей, для меня это страшно. Смотри, Но при нельзя этом- слушать и запрещено в исламе, это разные вещи. Если Если ты... тебя кто-то принуждает это делать, прими ислам, если я тебе скажу, это будет неправильно. Но если я рассказываю про ислам, и ты заинтересовался, я там какую-то подробную Да. пищу для размышлений тебе даю, Да. совсем другие вещи. Хочешь, я просто прямо сейчас скажу? Меня окружает исключительно светские ингуши, которые так никогда не скажут, что если ты станцуешь, споешь, ты не мужчина. Не мужчина тот, кто взял долг и сказал, что не вернет деньги до понедельника, но не возвращает. Во-первых, тот, кто Это станцевал хуже, чем и станцевать спел, и спеть. Вот это не позор. мужчина, это выдуманная цитата, Ну, так говорят которая везде. приписывают Вот у меня вот такая реакция сразу. Я бы так и написал. Умару. А ты Это долг, когда выдумано. берешь до понедельника, там на 5 дней отдашь и не отдаешь, а потом А что, еще русские должен такого не просить. делают? У меня нет таких случаев. В Алтае такого не У делают. меня не было за всю жизнь таких случаев. А если в банке взял кредит, не возвращаешь, это не то же самое? То же самое. Ну, Это же что ты хочешь преступление. сказать, в банке нету, в алтайском каком-нибудь Челяб инвестбанке? Ну а зачем такое говорить? Понимаешь? Про танцы и музыку. Хотя вот это то же самое. Менталитет. Ты мне говоришь. находишься в республике, где подавляющее большинство, 95% Да. населения этой Правильно, республики, молодец. А я это мусульмане. светский, русский человек. который пришел со своими устоями, Я не даже пришел будучи сюда со не, своими не прописанным в этом регионе, и пытаешься говорить, а что мне не ты нужно... экстремист. Подожди, понимаешь? вот уже звучат... Я должен прописан быть в этом регионе. Но чтобы лучше понимать этих людей, ты хотя бы должен здесь жить. По правильно? законам Российской Федерации, Чеборс, я имею право находиться в любом регионе России. Жить сколько захочу. Да. Могу сейчас сделать, прямо сейчас И пойти. передвигаться можешь. Сделать, да, передвигаться регистрацию. можешь. И я уже здесь как официальный житель. И передвигаться можешь, правильно? Я до сих пор не прописался в квартире в Краснодаре. Я там просто зарегистрирован. Я у мамы до сих пор на Алтае прописан. Ну, и что? и хорошо. Ну, я житель города Краснодара, потому что И когда ты проверяют мои знаешь документы... внутренние какие-то всё, моменты там я в этого Краснодаре. города, правильно? Потому что ты там Да, живешь. Да. Ну, поживи здесь, и, может быть, у тебя чуть-чуть Ну. поменяется. Ты не будешь называть направо-налево экстремистами Я тех, повторил. кто говорит, что нельзя А я боюсь ходить таких на- людей, если честно, уже. Потому что они меня пугают. Может У быть, них- не стоит находиться у здесь них, среди этих людей, которых А я ты не боишься? нахожусь, поэтому я нахожусь среди светских ингушей. Меня окружают светские ингуши. Люди образованные, интеллектуальные, которые читают Базоркина, которые читают Достоевского, которые путешествуют. Они мусульмане, они соблюдающие. Они мусульмане правильно? и соблюдают, и делают это не на показ. Окей. Делают это, как положено в Коране написано и так далее. Я даже иногда не вижу, как молятся пацаны, когда я там своими делами занят, пока я тут снимаю эту мечеть. Они пропали и пришли. Я говорю, вы где там были? Мы, говорит, делали намаз. Все, ты снял, пойдем. Я еще удивляюсь, что тихо, аккуратно. Они говорят, давай с нами, сними нас, как мы молимся. Не было такого. Тихо. Они до меня туда идут, потому что понимают, что я зайду, сейчас буду снимать красивую люстру, мне нравится в мечетях и так далее. Коран там Ты в Индии и так был? далее. Да. Ты видишь дикость в чрезмерном любви индуса к корове? Давай я буду говорить так по поводу Индии в целом. Я Ты ел всегда... говядину в Индии?
Ее нет там, ты что? Почему там? Тебе же нравится говядина, допустим. Кто сказал, что мне нравится? Опять допустим. Если бы как бы... Я не люблю слово «допустим». Ну, ты сколько раз сегодня приводил это, допустим, а я так предполагаю и так далее. Мне нравится говядина, я очень Да, люблю супер, говядину. ну, Поеду, твой я могу вкус. качать за индусу за то, что А при чем здесь это? в мире, допустим, принято есть. А это другая страна, ты не имеешь права там качать. А я в России, друг мой. Я могу здесь сделать... Почему республика называется республикой? Почему государство наше федеративное? Потому что это как матрешка в матрешке. Ну, своя государственность, понятно. Но это часть... Ты же приводил 11-ю статьи Да, Конституции но это часть Республики Российской Ингушетия. Федерации, это Россия. У Мне- Ингушетии есть свой государственный язык, Да. не только русский. Да. Государственный язык, Да. не Но республиканский. границы-то свободные. Границы свободные. Да. Государственный язык, конституция, государство. Заканчивается 11 статья, важнейшая задача государства заканчивается. То есть это государство в государстве. Ну, я сказал, тебе Понимаешь? объяснил У сейчас. нас Да. есть свои правила. Мы можем издавать свои законы дополнительные, которые могут не быть в других регионах. То есть у нас есть свои какие-то правила. Поэтому это республика. Мы федеративное государство. Много федераций. И когда здесь есть тоже условно свои правила, в том числе преобладает религия ислам. И в исламе есть тоже определенные свои правила. А кто их соблюдает из своего окружения или нет, это уже другие вопросы. Но когда ты встречаешь человека, который делает то, что не делает твое окружение, и ты считаешь правильным только свое окружение, и называть других экстремистами, это как минимум неправильно. Как минимум неправильно. Ну, хорошо, Понимаешь? это может быть. Я сижу перед тобой Да. на протяжении уже, по-моему, 4 часов. Да. У меня борода, я Да, чуть-чуть замечательно. там молюсь 5 раз в день, соблюдая Да. пост. Я не слушаю музыку, Да. и тебе я тоже говорю, что слушать музыку – это харам. Да, хорошо. Я для тебя экстремист? Нет. А Потому почему что... остальные для тебя экстремисты? А потому что надо читать дальше все комментарии, которые они пишут, чтобы Причем в этом тут- разобраться. причем Ты тут просто комментарии? вырвал из контекста один маленький кусочек. У меня Причем есть тут комментарий, если я говорю, что целая ты это история, сказал... к чему я это пришел, к этому. Как с этим Если мальчиком. ты Вы же это не хотите сказал искать историю. в прямом эфире, причем тут комментарий? Ну, тогда вставь этот отрывок, как я сказал. Мы послушаем. Я не могу вспомнить, у меня 1000 прямых эфиров было за 7 лет. Окей, не помнишь и хорошо. Честно, не помню, чтобы Тогда- я конкретно прям так вот говорил. Вот я поэтому сижу и в голове кручу. Но отрицать... Сегодня кто скажет, что ходить на елку и танцевать, петь, слушать музыку – это харам, это нельзя в исламе. Кто это делает, тот грешит. Он Но не для тебя мешайте. экстремист? Нет, но при этом пускай, если он будет мешать это делать, то это уже Тогда давай договоримся так. экстремистские замашки. Артем, давай договоримся так. Каждый раз, когда ты будешь говорить, что что-то касаемо музыки, Да. елки, чего Да. бы там ни было, эти люди экстремисты, ты будешь говорить те, кто, и вот то, что ты сейчас сказал, всегда делай оговорку. Хорошо. Потому что у меня этот вопрос здесь возник, потому что твоей оговорки там не было. Ну, Понимаешь? я И буду множество каждый- других вопросов возникло, потому что не было оговорки. Про того же парнишку, которого убил. Слушай, ну этот я что, должен 15-летний. всем разжевать? и- Кулямов, фамилия его оказалась. Тимофей Кулямов его фамилия. Что за фамилия не русская, Кулям? Убийца. Ну, как и Плата не русская. Ну, Да. ну да, ну а что пишет, что это русский сделал? Христианин, а он вообще не христианин. А кто он? Ты крещеный? Атеист, да. Крещен. Да. Окей. Вот, мы на эту тему закончили. Плюс, дополнительно, опять же, это было сказано тобой в прямом эфире. Мы на эту тему переписывались с тобой, но на мой вопрос ты не ответил, и просто почему-то Давай. начато был диалог. Да. И нет. Ты сказал, что в Ингушетии процветает наркомания. Да. Нет, подожди, не процветает. Проблема, правильно. В Ингушетии есть проблема с наркотиками. Царит, ты сказал. Царит да. наркомания, ты Сейчас я сказал. скажу. Почему одни, значит, блогеры, админы разных крупных ингушских пабликов во всех грехах винят елку, концерты и не говорят о насущных проблемах, которые происходят в республике? Не говорят о пригородном районе, о законе о реабилитации репрессированных народов, о наркомании, которая здесь царит, о том, что зарплаты здесь задерживают. В целом о жизни и бытии. Царит Прямо, наркомания. открыто. Когда я проживал в городе Карабулаке у своих У друзей. меня вопрос к тебе, Да. я еще не задал вопрос. Ну, я же понимаю, что вы спрашиваете, да. Чтобы зрители Да, понимали. да. Ты не ответил на этот вопрос, поэтому Да, я тебе хорошо. его задаю сейчас. Что такое значение слова «царит»? Господствует. То есть это проблема. Да. Большая. Молодежи особенно. Господствует — это на пике, от чего
Ну, то есть Ну, номер вот один прям проблема. номер один это здесь проблема. Даже больше, чем... По твоему мнению или по чему? По моему субъективному мнению, по моим наблюдениям. Даже больше проблем, По чем... моим субъективным мнениям, можно а зачем сказать, мне что... Подожди, опираться? можно ли сказать, На что по кого-то? моим субъективным мнениям это равносильно тому, что я считаю? Я считаю. В предыдущем вопросе ты сказал, я не люблю гипотезы. А я сейчас там и так расскажу, далее. а зачем мне какие-то гипотезы и так далее. Я проживал в городе Карабулаке, пошел снимать христианское кладбище. Причем такая же история, правда, ну, давай с моей историей сначала разберемся. Взял с собой, чтобы мне помогал, сына моего лучшего друга, чтобы он камеру держал. Туда я пошел, ну, чтобы показать, что вот в Ингушетии проживают еще русские, а в доказательство, что там проживают русские, не все же хотят на камеру говорить, там только пару человек согласилось. Это, конечно, кладбище, что оно достаточно большое в Карабулаке и так далее. Нормальное явление. Я пошел снимать, показывать. Ну, это для нас нормальное явление, потому что мы здесь находимся. А для моих хейтеров и некоторых товарищей из 15-го региона, они не верят. Придется, мне фактами нужно всех кормить. Я пошел снимать. К нам подбегают сразу два парня, такие сбитые, в гражданском, и показывают ксиву. Это уголовный розыск. Я был в кепке зеленой на тот момент, я помню, и меня не узнали. Они такие, все стоять на месте, типа, я испугал, я вообще не понял, что происходит и так далее. Они в этот момент там ловили закладчиков. Так. И нас чуть ли вот, ну, за эту историю не приписали. А потом, когда я снял кепку, Артем, и стали объяснять, что здесь происходит, и вот их поймали, они все ободранные пришли, кстати, по-моему, на 8 лет посадили. Оказывается, на этом кладбище не только делают закладки, а также делали закладки у школы номер 2 или 3 там, Так. да, школа. И продавали еще лирику, приклеивали там, бутылки скотчем. И все это распространялось среди молодежи. Ну, это же большая проблема. Ну, 3 случая ты привел, да? Да. 3 случая. Ну, давай тогда без имени, без фамилии. Да как хочешь. Я отрекся от одного человека, с которым я здесь дружил, в Ингушетии. Не могу назвать его другом. Хороший приятель, ингуш. Семья. Вроде все хорошо, все нормально. И однажды он приехал ко мне в гости и как-то странно себя вел. Смеялся просто так. Я на него смотрю, с тобой все нормально. И потом он, показал лирику мне. Я первый раз это от него и все услышал. Какая-то лирика и так далее. Я ему говорю, это что такое вообще? Я пишу своему другу в WhatsApp, что такое лирика. И он мне объясняет, что это такое. Я стал, конечно, ругать и говорю, больше никогда не приезжай ко мне в таком состоянии. Почему ты друга решил спросить, что такое лирика, если ты сам не знаешь? Ну, он знает. Откуда ты знаешь? Это сейчас интернета нет. Как это, мой друг ингуш, он все знает. Тем более, он знает статистику и так далее. К сожалению, ему нельзя быть в кадре. Вот. А может, и к счастью. Про статистику мы поговорим тоже. Да. 4 случая ты назвал. Ты от него отрекся, да? От этого Да, и товарища, вот знакомого? недавно тоже один тоже случай. 5 случаев. Его, да, парня, родители, братья отправили в рехаб, правильно называется? Ну, реабилитационный центр. Да. 5 Лечить случаев. тоже я не ожидал, да. Вот. 5 случаев Представляешь? с 2019 года. Правильно? Ну, да. Давай брать полностью, да, 7 лет. Окей. За 5 лет 5 случаев. Давай уменьшим. Наверняка округлим, короче. А может быть, уменьшим сторону. это среди тех, что Кого я ты знаешь. увидел Да. в жизни. Да. А это намного больше. Особенно то, что происходит на стройках в Магасе. И об этом я узнал от ребят из уголовного розыска Республики Ингушетия. Все, окей. Я тоже могу с криминалистом пообщаться, много чего узнать. Они Проблем... вопрос- постоянно, чуть ли не каждый день ловят вот именно... Если их распространяют, значит, их кто-то употребляет. Как можно вообще распространять наркотические вещества и не следить за всей этой историей, когда это делается прямо у школы? Вот это интересно. В Ингушетии это большая проблема. Плюс у меня работают хорошие знакомые в той же прокуратуре. Каждый раз есть дела, заводят, и каждый раз проблема наркотики. Но, слава богу, там с алкоголем никаких вопросов нет. Вопрос с наркотиками. Что ты скажешь, что у вас нет такой проблемы? Я скажу, что она есть везде. Да, но в Ингушетии особенно. Но слово «царит». Понимаешь, меня задело слово «царит». Да. Ты представляешь
А как Фактически ты ассоциируешься с Республикой Ингушетия. Ну, кого не спроси, ты ассоциируешься с Республикой Ингушетия. Ты же согласен с этим? Это практически второй твой дом, как ты сам это говоришь. Ну, да. Окей. И когда Но ты вещаешь об Ингушетии... А давай мы сразу, кто и что думает, и кто с кем меня ассоциирует, это их личное право. И когда ты говоришь об Ингушетии, ты видишь? своей 40-тысячной аудитории, и говоришь слово «царит», Да. это говорит о том, что, здесь проблема Здесь номер проблема один. с наркотой, надо решать. Это неправда. Расскажи мне, что сделали с антилирикой. Почему такая? Мне очень обидно, что это сделали. А почему? Потому что, наверное, кто-то из барыг договорился с тем, чтобы... А ты говоришь, что здесь не царит наркомания и не распространяет наркотики. Не царит — это классное слово. Знаешь почему? Привлекает сразу. Тебя же привлекло, и ты мне сразу задал вопрос. Я притягиваю внимание. Суть была в том, чтобы привлечь внимание и сказать правду, или же оставаться на своей В неправоте? Краснодарском крае, в моем Краснодаре, где я уже живу почти 10 лет, нет такой проблемы, нет никаких... Если ты читал мои сообщения в личке, ты понял, что есть. Ну, почему я там живу, у меня есть знакомые, я не могу быть друзьями, ни одного нет человека. Но балуются алкоголем, отрицать не буду. Ну, прям любят не вино пригубить, а водка, виски, более такие серьезные, да, алкогольные напитки, кстати, которые вредят здоровью. Вот, но не суть. Почему среди вот моих знакомых ни одного не нашлось именно наркомана? Ну, даже легкие наркотики, даже косяк там покурить. Опять же, хочу в эфире здесь сказать, в подкасте, что это все запрещенные вещества, которые вредят вашему здоровью, и это вообще против закона, особенно что касается запрещенных наркотических средств, и психотропных в том числе. У вас же была антилирика. Не просто так, неспроста, согласись. Боролись, ловили, боролись, видел, наблюдал, был подписан на них, на том аккаунте, который все позаблокировали. Сейчас мне уже подписываюсь, потому что ты спрашиваешь, почему ингуши. Потому что некоторые, подпишись по-братски, хотят. Есть у меня такие подписки, где я по-братски, я общаюсь с этими людьми, но не так близко. Думаю, нужно, что мне жалко, что ли. Вот. Есть же такая проблема. Так я не отрицаю, что есть проблема, понимаешь? Царит. Слово «царит», оно не подходит. Как не подходит, если такая большая проблема? Смотри, у тебя окружение из скольких человек примерно? Ингушей, очень, с которыми ты общаешься? Как общаюсь? В зависимости уровень. Как с тобой, например? Как ты общаешься? Человек, 20. Человек 20. Прям затем так. идет второй уровень, это там чуть, больше расстояния, правильно? О ком я как тебе возьмем всем не рассказывал личной жизни. Да. Вот так. Как есть сейчас. какой-то третий, наверное, слой, есть это тоже там, итого человек 100. Да, давай так. 100 ингушей, да, ты знаешь. будет. Да. 100 ингушей. Будет. Но не больше. Да, не думаю, что больше. Я знаю больше ингушей, потому что я здесь живу. У меня одних двоюродных братьев и сестер. Как ты думаешь, сколько у меня двоюродных братьев и сестер? Не троюродных, а по матери и по отцу. Много. 56 человек. Только братья и плюс еще, понятно, у тебя... Плюс у них есть дети. Троюродные еще, да. Троюродные и прочее. У меня в моем окружении, наверное, человек, за 500 точно, с которыми я в год несколько раз вижусь, я знаю, чем он занимается, где, на телефоне, на созвоне там и прочее. Как ты думаешь, сколько в моем окружении даже хотя бы с малейшим подозрением на наркоманию людей? Среди вот этих перечисленных. Я не знаю, скажи. 0. Видишь, у тебя так, а у меня вот так история. Так может быть проблема... А зачем тогда проблема? Антилирика зачем здесь? 0. Потому что 0. Есть эта проблема, я же не спорю. Вот видишь, ты опять начинаешь оправдывать, потому что ты... Я не оправдываю. Ты защищаешь... Мне не нравится то, что ты позоришь Ингушетию, говоря, что здесь царит... А в чем здесь позор? Царит проблема в виде наркомании. А в чем позор здесь? Царит наркомания Ингушетия. Понимаешь, я не хочу... Давай спросим у подписчиков, хорошо, пусть напишут. Да, уважаемые подписчики и зрители, именно ингуши по своей национальности, которые не сидят под фейковыми анкетами. У вас царит... Да, проблема с наркотиками или не царит? И вообще, что в этом слове плохое? Это проблема главная, именно царит. Это слово, которое оно тебя притянуло. Оно меня притянуло, хорошо, потому я должен что... сказать, в Ингушетии нет это проблем. Неправда. Понимаешь? Как неправда? Ну а для чего? Я нигде не видел. А в Чечне есть антилирика? Я не слышал. Вот. В Чечне есть наркомания? Я не слышал. Вообще. В Осетии есть наркомания? Есть. Больше... В Чечне, в Осетии царит наркомания? Царит алкоголизм.
Там очень... Царит ли там наркомания? Наркомания не царит. Но алкоголь царит. В Краснодаре царит наркомания? Нет. И вот если ты посмотришь или после, или Да. сейчас нашу с тобой переписку, я тебе привел, ты сказал, я верю официальным данным. Да. Официальные данные, которые тебе предоставил твой друг, правильно? Там есть скриншоты, да. где я написал, что Краснодар в десятки раз больше имеет проблем с наркоманией, нежели Республика Ингушетия в процентном соотношении. Мгм. 1 миллион человек населения в Краснодаре, он же миллионник, если не ошибаюсь. Да, миллион. И 540 там плюс-минус тысяч в регионе под названием Ингушетия. Намного больше проблем с наркоманией в Краснодаре, нежели в процентном соотношении, нежели в Ингушетии. В Краснодаре царит наркомания, исходя из этой статистики. Нет, не царит, там нет антилирик или антинаркотиков. Да, антилирика есть, потому что есть ингуши, здравые ребята, которые не хотят даже с одним человеком иметь эту проблему. Чтобы даже с одним человеком ассоциировалась Ингушетия, что есть какой-то ингуш-наркоман. Даже если бы этих наркоманов было бы полчеловека, все равно эта антилирика была бы. Или бы не дошло бы до того, чтобы создалась эта антилирика, потому что там успокоили бы его, понимаешь? А из-за того, что их там, условно, 100 человек, А тебе знакомы больше художественные при- обороты при- в целом в жизни? художественные обороты мне знакомы, но мне Царит? не знакомо использование В 2023 художественных- Подожди, году в Ингушетии- использование художественных оборотов для того, чтобы с целью лжи, для того, чтобы привлечь к себе Хорошо. внимание. Это мне не интересно. В 2023 году в Ингушетии 28% самый высокий удельный вес преступлений, связанных с наркотиками в России. Что ты на это скажешь? Продолжи. Вот, Ты это мои мне- скриншоты. вот мне прислали. Скриншот. Нет, не твой скриншот. Это Что тебе мне прислали? статистику прислали вот сейчас. Покажи. Ну вот, в 2023 году. Я вижу текст из WhatsApp. Ну да. Это Тот человек, официальная который- статистика какая-то? Да. А если там написано 29%, ты тоже зачитаешь и будешь этому верить? Но я верю этому человеку, потому что он с этим связан. Может, он ошибся и хотел написать может быть- 2,8, запятую пропустил. Нет. Ну, официальную статистику покажи Ну вот, со ссылкой, понимаешь? сейчас пришлют. Тогда. Я тебя- же не буду я сидеть тебя- здесь. Я же не работаю во всей этой истории. Вот. Ты также сказал, что пригородный район не под юрисдикцией. Все, вот, я правильно все говорю, понимаешь? Абсолютно. Я все уже проверил. Причем тут художественные обороты были, еще раз напомни мне. А процарит слово. И, в нужно итоге, учить что, понимать. Что означает царит? Царит, значит, большая... Преобладает. Большая проблема. Надо ее Господствует, ты решать. сказал. Да. Окей. Что в этом слове такого? Значение этого слова не то в употреблении конкретно этого Да контекста. потому что ты понимаешь все прямо вот так вот. Что должен... А как еще понимать? А Ты мне говоришь, нужно- а у я меня воспринимаю художественный информацию оборот. сказанную. Слушай, если я буду Михаила Федоровича Достоевского читать прямо, и это вообще лучше не читать, это с ума сойдешь тогда. Или Толстого Льва Николаевича. Там очень много художественных оборотов, серьезная литература. И что в этом такого? И там тоже Почему ты употребляются художественные такие обороты путаешь, подменяешь этот термин с дезинформацией? А что я вот только что тебе сейчас зачитал. Где Ты здесь зачитал мне- где здесь дезинформация? Зачитал сообщение только что мне Ну да. в личке. Он же это знает больше. Он с этим... Может, он ошибся, запятой, я говорю. А может быть, там 2,8. ерунду пишут. Там тоже Так я-то ошиблись. ссылаюсь на официальные данные, я тебе скриншот же прислал с этими. Хорошо. То есть, Официальных ресурсов. по твоему мнению, По моему мнению, наркотики есть в Ингушетии проблема, не но не царят. царит. Ну, не царит. Хорошо. Не царит. Да, все хорошо. Окей, я не прав. Ты согласился, чтобы Все, я не прав. продолжить к следующей теме? Я не перейти? прав. Да, переходи к следующей теме, а жители Республики Ингушетия напишут, царят ли здесь проблемы, связанные с наркоманией и с психотропными веществами. Вот и посмотрим. Ты Кто- не прав и перекинул это на зрителей? Ну, Или ты действительно считаешь, что ты был неправ? Зрители, я знаю, что я прав. Царит проблема, ее надо решать. Царит проблема с водой, царит проблема с подачей электроэнергии в домах, пусть не во всех Есть, регионах. есть. Царит, Царит снабжение электроэнергией. преобладает. Царит проблема с электроэнергией во всем регионе. Царит. Я это подчеркиваю, потому что Царят каждый наркотики. вынужден ставить у себя вот этот, как он называет, вот эту штуку как называют? Скажи же. Стабилизатор. Царят. Царят. Вот. Что прислал, покажи. Не знаю, мне не приходит сообщение. Вот там вырежешь. Понятие обычного человека царит, это когда на парке Арбат будут с этими
в венах с шприцами, тогда это царит. Сейчас это просто... Царит — это преобладает. Ну. Преобладает над чем? Ну, наркотики преобладают. Это главная проблема в республике среди молодежи. Потому что алкоголизм, как в других регионах, Да, это единственная наша проблема сейчас. Нужно поговорить о доступности спорта, например, чтобы этого не было. Потому что спорт, ну, Доступен для желающих. нет. Многие ребята хотят ходить в спорткомплекс «Импульс», например. Когда они узнают, что я туда иду, они меня спрашивают, сколько стоит? Я говорю, 3 900 в месяц. Да. Для них это очень дорого. Ну. У них нет такой возможности у родителей. И Хорошо, есть. Как да, есть? Очень много залов в Израиле. Не за 1500, за 1000 и за 500 А рублей если у даже пацана есть. нет машины, вот он здесь вот Хорошо, живет. я живу в Канше есть база. Да, Артем, это называется... Это, знаешь, в школе, когда не приготовил домашнее задание, ты ищешь там оправдание. Вчера свет вырубили, А сегодня вот как это. и ты ищешь оправданию слова «царит». Так Я же. не ищу оправдания, я просто посмотрел в словаре. Не нравится Википедия, открой Мне словарь неинтересно, любой. опять же, ты опять переходишь. А вот в другом регионе, а вот в Краснодар... А при чем тут Краснодарский край? Главная проблема в Ингушетии, помимо воды и света... Коррупция. Коррупция, это понятно. Еще наркотики. Это главная Я проблема. не спорю, что И со она мной есть. многие согласятся же. Слово «царит» неподходящее. А мне Просто нам- скажи, одна из Но оно проблем... мне нравится, я хочу так выражаться. Я могу сказать все, что угодно с художественными оборотами в отношении тебя, любого Да, другого прекрасно, человека, говори. придумать какие-то вещи, и это будет... Придумай. Я употребил художественный оборот. Этим я и понимаешь? нравлюсь людям. Этим я и зацепил. Так это есть... Я прямолинейный говорю. Я ж тебе а ты, задавал- а я ты ж тебе подбираешь задавал вопрос. слова, а ты Да, оправдываешься, да. а ты, Нет, не ты даже оправдываюсь. местами не Ни в обиду. разу. Я уже вижу, ты очень хочешь понравиться аудитории, а я не хочу кому-то нравиться. Если я бы сижу я и говорю хотел все, что понравиться думаю. аудитории, Как-то вот... если бы я хотел понравиться... Ну, то, что если я Да, нравлюсь, вот это хорошо. мочи его, он там у тебя в эфире, типа, и так далее, надо какие-то вопросы. Многие вопросы вот из сегодняшнего, ну, это просто ты автор, твое право, но я на многие мог... Я и так на те, которые не хотел, они касались моей личной жизни, на них и не отвечал. Слушай, я же тебе не просто так задал вопрос. Да. Есть ли запретные темы? Если ты сказал «есть», Есть вначале ты сказал про, Ну вот есть про фамилию. Ингушетия, да? Я не хочу Поехали. говорить про семью, ты сказал. Я говорю, Да. у меня был вопрос про мать. Ты сказал, ну давай, окей. маму можно, Понимаешь? да, там, коротко. Ты сказал, что там не хочешь что-то про что-то говорить. Я сказал, у меня тоже есть вопрос на эту тему. Ты сказал, окей. Если ты сказал бы нельзя, я бы его не задал. Понимаешь? У меня нету там какой-то цели сделать из тебя негативного персонажа Да. в этой студии там, или еще что-то в этом роде. Знаешь, вот некоторым не понравилось про понты ингушей. И что мне теперь, убиться, что ли? Кто-то не так понял мой юмор. Ну, это не мои проблемы. Абсолютно. Вот про царит, это не мои проблемы, что ты не так меня понимаешь. Это твои проблемы. Да ё-моё, Артем. Ну, как тебе объяснить это? Значение. А при чем тут слово значение? Царит. Как еще это объяснить тебе? Ну, Ну, как тебе давай, еще давай. объяснить? Хорошо. Ну, ищи мне значение царит. Я так сейчас буду каждое слово, сейчас ты мне будешь задавать вопрос, я буду тебе значение слов всех, которые будут как бы синонимами или еще что-то. А я скажу, а я не понимаю тебя. Что ты говоришь? А значение Ну, этого слова окей, там... окей, и поехали. как это будет разговор? Окей, поехали. Царит, преобладает, господствует. Да, да. Проблема. Мы говорим о проблемах. В Ингушетии господствует проблема наркотиков среди молодежи. И за кадром люди со мной согласны. И они в этом, в теме в этой всей истории. И борются с этими наркотиками на территории Республики Ингушетия. Значит, ты только что сказал, что у молодежи господствует проблема наркотиков, ты сказал, да? Среди молодежи. Среди молодежи. Да. Согласен с тобой. В чем проблема? Ну, царит В же. Ингушетии царит не согласен. Среди молодежи Ингушетии... В Ингушетии среди... Вот ты прям каждому слову... Почему в Ингушетии процент выше, а в Краснодаре ниже? Это вот вырезка. Математический эффект. В Ингушетии крайне мало уличной преступности, краж и грабежей. Когда общая база маленькая, любое количество дел по наркотикам дает больший процент, понимаешь? Что-то украли в магазине. Смотри, Артем, слушай, ты, наверное, видел такие видео. Украл что-то в магазине, даем тебе 3 дня, иначе пойдем в полицию. У нас не регистрируется такого рода преступления. знаю, по камерам. А в Краснодаре, в Краснодарском крае, в Алтае, где бы то ни было, сразу пишут заявление. Соответственно, среди пула этих преступлений Да. у нас в Ингушетии преобладает вот этот маленький процент сравнить. Но если бы мы регистрировали все нарушения, это было бы не 30%, а 3%. Вот что я пытаюсь донести. И
употребить слово «царит», оно крайне неправильно, потому что ты создаешь негативный оттенок для этого региона. Поэтому я каждому слову подбираю видишь, и я, употребляю. вот отличие Кстати, от тебя... тебя привлекали? К уголовной ответственности, Да. к административной. За оскорбление одного осетина в прямом эфире я там перегнул палку, сказал, что... Ну, я не буду озвучивать то, что я там сказал. Это только мне бонусов набило. Я же не думал, что так выйдет все. Мы говорили с тобой про Дом национальностей. Да, У тебя была публикация на эту тему. да. Ты сказал, что посетил художественную выставку в Московском доме национальностей, посвященную бойцам СВО. И дальше у тебя каждая новая строчка, каждое предложение, некоторые из них я бы хотел прокомментировать. К сожалению, не нашел ни одного портрета ингуша, героя РФ. У меня вопрос, чем занимаются депутаты Ингушетии? Почему их не интересует судьба, история и благополучие республики? Ты можешь пофамильно назвать людей из числа депутатов, которые подходят под это описание? Татриев, например. Почему не интересуется? Почему эта работа не моя же? Это работа Барахоева, например. Почему нет? Барахоев, Татриев. Двое. Да. А депутаты Народного собрания есть в этом списке? И их тоже можно добавить. Поголовно все? Нет уже портрета. Почему никто этим не занимается? Ну окей, Почему все я равно? просто задаю вопрос, Артем. Да. Дальше. Нет портрета, никто не сделал. Окей. А почему не разрешили показ фильма «Письмо» на территории республики? Кто не разрешил? Министерство культуры... Я сам пытаюсь узнать, приглашал сюда Амура, мне важно, чтобы его показали. Кто не разрешает? Министерство культуры Республики Ингушетия. В лице? В лице министра. Насколько мне стало известно, это я узнал же со страниц Амура и со страниц... Не, Амур это... Окей, мы не можем брать в расчет высказывания Амура, потому что он заинтересованное лицо, скажем так. Да, Ты знаешь какие-то подводные моменты? Подводных моментов я не знаю. Я просто ориентировался на ту информацию, которую я нашел в разных новостных ингушских информационных пабликах, а также на странице Амура. Почему они позволяют стереть и забыть историю ингушей? Кто? Министерство культуры Республики Ингушетия. Почему до сих пор не дали разрешение на прокат? Что в этом фильме такого плохого? Вот я его не видел. Я видел, ничего в этом плохого. Ну вот, ты можешь мне рассказать. Я думаю, что нет ничего плохого. Ничего я плохого так нет. понимаю, наоборот, этот фильм о фильм. событиях возвращения, да, правильно? Да. «Дорога домой», 1956-1957. История развивается после уже, постфактум, после возвращения с насильственной ссылки. Там что-то есть по режиссуре, постановке, я не знаю, общению актеров, кто участвовал. В моем понимании нет. Что-то плохого, нарушающее закон Российской Федерации. Если бы это было так, то Министерство Российской Федерации не выделили бы бюджет на съемку этого фильма. И этот не фильм показали бы в Москве. в разных других городах. Да. Мне тоже неизвестно, поэтому я пытаюсь у тебя узнать, Да, если ты знаешь так, реальные фамилии, имена. Да, ну мы этим давай вопросом сейчас прям занимаемся. После праздники закончились. Лично для меня патриотизм – это проявление заботы о своей стране, народе, людях, которые в ней проживают. Я в шоке от того, что в Ингушетии некоторым представителям власти не все равно на свой народ, на будущее Ингушетии в составе России. Так нельзя. Беру все в свои руки, да. И дальше завершается. Ищу художника, кто сможет нарисовать портрет ваших героев, чтобы передать его в Дом музея национальности. Я нашел художницу. Я никогда не жду, я всегда действую. Да. Результат какой? Жду, когда нарисуют портрет. Ты нашел? Да, нашел. Рисуют? Рисуют. Кого рисуют? Там Скольких рисуют? Давай, окей. Одного. Хашагульгова. Хашагульгова. Но нет, если сейчас кто-то будет смотреть из творческих людей, художников, и они смогут нарисовать, портрет по формату, я не разбираюсь в этом, чуть больше А4, да, такой достойный. Можно карандашом, пожалуйста, если это будет красиво. Можно, соответственно, красками. Супер. Еще можно нарисовать. Очень много, кстати. Я стал интересоваться этой темой благодаря Мураду Умарову. Вот у меня вопрос, почему ты не адресовал этот вопрос конкретно ему? Я ему адресовал, он мне помогает. Он очень сильно взаимодействует с ингушами, он работал в постпрессе, при том, что он не ингуш по национальности. Видишь, как вот ты мне иногда задаешь вопросы, я бываю в ступоре, да, так. И то же самое у Умарова было, у Мурада. То есть я ему задал вопрос, он даже как-то... в своей суете он преподаватель в ВУЗе, его можно тоже понять. Но просто суть в том, что почему в Доме национальностей, да, и вопрос, хороший ты мне вопрос задал, я его переадресую.
Мураду. А почему он не обратился? Ну, Например, как ингуш, в народное собрание. У меня вот Он нет... ингуш? Да, ингуш. У меня нет, например, доступа к народному собранию, там, чтобы Я обратиться. минуту назад сказал, что несмотря на то, что он не ингуш, насколько я нет, знаю, нет, нет. поэтому я Умаров, ингуш. Мурат. беру свои слова обратно. Он, по-моему, помощник Илезов. Михаил. Да, что-то с этим связано. Я, к сожалению, не знаю лично этого человека, поэтому... Я постараюсь дальше побыстрее, и Да. у меня просьба будет тебе тоже по возможности быстрее отвечать Быстро на вопрос, не обязательно уходить там в Давай. сторону и добавлять. В чем твое призвание в Ингушетии для ингушского народа, по твоему мнению? Показывать Ингушетию такой, какая она есть. С ее всеми плюсами Ингушам? и минусами. И ингушам, и тем, кто смотрит меня. А у меня есть зрители по своей национальности русские, кабардинцы, балкарцы, осетины, чеченцы, татары. То есть у меня многонациональная, многоконфессиональная аудитория. Потому что мы будем брать все мои соцсети. Я же есть еще и начал развивать свою страницу ВКонтакте. Есть ли у тебя политические амбиции? Стать депутатом Не знаю, какие-нибудь. есть Где? в Ингушетии. Для чего? Призыв народа. То есть То есть мне предстоящие выборы в этом году ты планируешь баллотироваться в депутаты? Ну а как я могу баллотироваться, если я не состою ни в одной партии? Это был следующий вопрос. Да, поэтому как? Ну, Как народный? Когда ты планируешь тогда? Окей. Вот. Ну, если Бог Ты имеешь в решит. виду депутатом Народного собрания, парламента или же Госдумы? Конечно, депутатом Государственной Думы. То есть у тебя вот туда, правильно? Да, это предложение народа. И меня поддержит. Каждый раз ко мне Предложение народа может быть все что угодно. Ну, ко мне подходит и делегатом спрашивают. в космосе. Да, ну я же понимаю, я им всем говорю, вы так легко рассуждаете, а почему бы тебе не стать депутатом? Вот в спортзал прихожу, да, там по улицам останавливают, вопрос задают, ну, как я стану депутатом, если я никак не отношу себя ни к одной партии, и меня там нет. Ну окей, Я же независим. будешь относить себя к какой-нибудь партии, чтобы стать Ну, депутатом? можно я так немножко чуть-чуть я поправлю, да, если будет возможность, Мгм. то почему нет? Ну, к какой партии ты себя отнес бы? Какой партии тебе импонирует больше на сегодняшний день? Какая, вернее, партия? Больше шансов, чтобы куда-то продвинуться и продвинуть интересы ингушей, ну, конечно, Единая Россия. Ее больше всех Больше шансов, поддерживают. чтобы ее продвинуть, поэтому ты выбрал бы ее, или потому что она тебе больше Если бы импонирует? она меня выбрала, я бы в нее вошел, то было бы... Она больше- тебя не будет выбирать, чтобы ты в нее Понятно, вошел. это Ты должен нужно подать документы, чтобы прийти, она тебя... конечно. Окей. Я Вот понимаю. ты ее это выбрал бы, потому что она тебе ближе к сердцу, или потому что Бо- это может решить влияние. какие-то проблемы? Влияние. То есть она тебе не близка Доверие. к сердцу, но ты идешь туда, чтобы Ну, как... иметь какие-то плюшки. Я человек не аполитичен. Я говорю про политику, геополитику, Окей. да. Я не могу говорить, что мне близко к сердцу мой блок и Республика Ингушетия. Ну, не партия политическая. Ну, как она может близко к сердцу? Просто... Взгляды, их взгляд- решения, их Реше- законопроекты, Да, по крайней- члены этой партии. Оно тебе ближе или ближе то, что она может что-то решить? При этом она тебе не близка. Из партии «Единая Россия». Ну, если выбирать от кого, да. А так, самовыдвиженцем. Ну, ты же понимаешь, это... Ну почему ты выбрал Единую Россию? Ответь просто как есть. Потому что Ну, они потому что сегодня... они влиятельные. Они сегодня правящая партия, правильно? Всё Ты это правильно. имеешь в виду? Да, всё. Но они тебе не близки по духу, скажем так. Некоторые моменты нет. Окей, ну все, что тут? Ну, самовыдвиженцем было бы лучше. Но это мои амбиции, как ты сказал. Ничего более. То есть ты готов сегодня занять место либо Барахоева, либо Татриева? Думаю, да. Чтобы продвигать интересы ингушей. Ты думаешь, за тебя проголосуют? Думаю, да. И ты думаешь, что все решает голосование? Ну, не совсем. Не совсем. А какие у тебя еще есть рычаги, чтобы стать депутатом при желании? Окей, народ тебя поддерживает. Ты говоришь, что не совсем народ решает голосование. Какие у тебя еще рычаги есть, чтобы туда попасть? Нет никаких решений, если... Рычаги. Нет никаких рычагов. Но при этом ты... Это народная история, понимаешь? Ну. Так, люди, открой мои комментарии. Вот просто почему-то на протяжении сегодняшней нашей с тобой встречи ты заметил только комментарии негативного характера. Вот. Но ты почему-то... Я не то, что их заметил, я их решил обсудить, потому что либо... По ним много вопросов, да? Исходя из этих ответов, Да. ты обелишься, Да. либо
еще больше очернишься. У меня нету Да, я понял. желания ни того, ни другого. Мгм. Твои ответы, это будет, вернее, постэффект, комментарии тех же подписчиков, зрителей, будет по постэффектам того, как ты сегодня отвечал. Мгм. То есть ты можешь либо врать, либо можешь не врать. Либо можешь говорить правду, Мгм. либо что-то утаить. Мгм. Когда человек максимально прозрачен, в моем понимании, Да. говорит открыто про семью, там еще что-то, это, вызывает доверие. Мгм. Вот, допустим, Бекхан Барахоев. Я его знаю как лично, также Да. знаю, что он не скрывает свои там какие-то семейные темы, там, появляется где-то на А свадьбах там, и почему так далее. сплетни ходят про него, что у него купленный диплом? Я не слышал ни разу. А я такого. слышу это Не вокруг знаю. постоянно. Он, У меня спрашивают, ты знаешь? А я говорю, мне это неинтересно. Его карьера, становление куплено, его что нет? политиком сопровождалось вместе с Русланом Аушевым. Он был его Ну, помощником. Поэтому я туда не лезу советником. вообще, мне неинтересно. Поэтому А также ты знаешь... люди знают, я имею в виду, Вот ты историю как этого раз человека. говоришь, что типа доверие. То есть ты не доверяешь Владимиру Владимировичу Путину? Я сказал что-то, чтобы было такое основание полагать. А он рассказывает о своей семье? Да, у него 2 дочери. Нет. Сколько? А у него есть еще семья? Какая? Кабаева, Алина. Откуда ты знаешь? Ну, это все знают. Ну, он об этом Я говорит не кому-то. знаю. Ну, он об этом кому-то говорит. Ну, ты смотрел, наверное, эти разоблачающие видеоролики в интернете? я так понимаю. Ну, он не подпускает к своей... Я его полностью поддерживаю. Это его личная жизнь. Но у него есть 2 дочери? 2 дочери есть. А у тебя сколько дочерей? А у Или меня 0 сыновей? дочерей. Сыновей. Нет у меня никого. Потому что их нет Ну вот вообще нет, нисколько? Вот Или- нет нисколько. Видишь, ты говоришь, у там меня. Кабаева еще у него есть. Там, Да. наверное, дети тоже от Кабаева, да? Может, там, не знаю. еще Ну, кто-то это есть. лучше вырезать, Ну, потому что это нельзя обсуждать. Как минимум 2 А. дочери он сообщил о них. Ну, У меня есть 2 он дочери. так посчитал нужным. А сейчас он считает ненужным рассказывать о своей... Что у него нет личной жизни, он мужчина, что у него нет женщины. Да, Он наверное, об есть. этом обсуждает. Да, мне не интересно там Вот. походы направо или налево. И мне неинтересно Мне обсуждать интересно мою только жизнь. Мне узнать скучно. Официальная, как Да. мы говорим, статистика. Ну вот, и- я говорю то, что... Такое Официальная ощущение, версия. что я стал неким уже президентом, и я там должен что-то... Никому ничего не должен. Я человек творческий. Все очень просто. Как слово царит. Творческое слово. Тем не Прекрасно. менее, ты не Ну, исключаешь тот момент, что в связи со своими политическими амбициями ты можешь попасть туда, далеко наверх. Ну, если Бог решит, то да, возможно. Кто знает. Ну, это Я само собой. Я многое не знал, что со мной произойдет в жизни. То, что сегодня я здесь у тебя в гостях нахожусь. И этот момент я не думал, что я буду говорить про какие-то важные, серьезные темы. Где-то спорить, где-то отстаивать свою точку зрения. Ты планируешь лично для себя, допустим, до конца этого года было бы круто, если бы я зарабатывал энную сумму денег. То есть в этом случае я бы чувствовал себя комфортно. Ты планируешь достичь какую-то сумму Я- в плане заработка? Я тебе отвечу так. Все по воле Бога. Так мы можем ответить на любой вопрос. Это Да, именно- но я именно так и не отвечаю, иначе. вот, касаемо денег, я не жалуюсь. Не Меня все жалуешься. устраивает, Окей. да. Если будет возможность где-то заработать побольше, или мне предложат какую-то новую работу, новую должность, с которой я справлюсь, то почему нет? Самые комфортные, скажем так, цифры, которые для тебя комфортны, и не возникали бы вопросы там. Зарабатывать Да, сколько денег для тебя это комфортное проживание в месяц? 100-150 тысяч. Это очень мало. Ну, для меня это нормально. Для меня лично. Окей, сколько на семью нужно зарабатывать, чтобы комфортно проживать? Муж, жена, ребенок? Не знаю, я тебе задаю вопрос. 200 тысяч. Это тоже мало. Это Ну, проживая где? В каком регионе? В Краснодаре. Ну, для тебя мало. У тебя жилье в Краснодаре? Да. И нигде больше? Ну, прописан у мамы, но я не считаю, Магазине что... нет жилья? Нет, нигде не больше. И в Москве тоже нет. Вот здесь я бы, если ты сказал, в Москве у меня есть, я бы сказал, блин, я тебе завидую белой завистью. Нет, к сожалению. Я радуюсь чужим успехам. В связи с тем, что у нас ты попросил меня удалить публикации с вопросами от подписчиков. Там несколько вопросов было, Да. но в основном это... У нас не будет рубрики «Вопросы от подписчиков». У меня есть вопрос, который я задаю всем гостям. И звучит он следующим образом. Что ты ценишь в жизни больше, чем, по твоему мнению, не ценят другие? Добро. Которое очень часто воспринимают за слабость.
Это касается даже меня. Я недопонимал этой фразы. А теперь я понимаю. Нельзя быть добрым со всеми. И, кстати, в этом плане Ингушетия меня перевоспитала. Я очень сильно изменился. Это говорит моя мама, моя семья, близкие, родные. Они говорят, ты стал другим. Потому что, приходится. Вот ты говоришь, я попросил удалить себя, да, превью. Там, где была просьба к людям написать вопросы. Потому что попросил, почему? Там было сборище экстремистов, которые писали как раз-таки те самые экстремистские сообщения по поводу убийства, всякую чушь, грязь. Был конкретный вопрос. Задайте вопрос Артему. Что так сложно было задать такие же вопросы, как ты мне задаешь, чтобы узнать истину, правду? Может быть, что-то было бы интересно. Но они решили заниматься всякой ерундой. Я понимаю, что многие вопросы ты взял из этих перепалок. Есть такой момент, почему-то, может, мне показалось. Какие? Нет. Вот. Все эти вопросы, может быть, там парочка была добавлена, они были готовы до момента анонса. Да, видишь, мне показалось. Потому что я на сегодняшний день готов к интервью с Аушевым, с Гусариевым, с Зязиковым. Просто если вдруг это произойдет. Я закинул первый раз удочку тебе прийти, ты там начал игнорировать эти. Просто у меня с интернетом беда еще, и я занят. Вопросы уже были готовы, так что окей. Не совсем это... не наговариваю на тебя тогда, хорошо. Окей. Значит, основные вопросы у нас закончились. У меня есть вопрос от предыдущего гостя. Предыдущим гостем у нас был Хасан Мистоев. В республике он достаточно известный человек, экономист, и возглавляет исламские финансы, компания, которая занимается выдачей рассрочек по Я видел короткие ролики, да. Shorts и Reels. Вот, то с ним. Он с недавних пор стал нашим рекламодателем в том числе. Видишь, как тебе везет? Вопрос от него. В чем смысл жизни человечества на Земле? Хороший вопрос. Это уж философия. Вопрос не адресован к тебе. Я понимаю, да. Этот вопрос составлен до того момента, как был озвучен. Со всеми так и происходит. Достигнуть единства, которое не дает прийти к этой всей истории единства политика. То есть простой народ, ты хочешь, чтобы все народы были едины, так сказать, чтобы границы были стерты. И чтобы не было войн, соответственно, все вытекающие. Мне кажется, каждый человек хочет мира, добра, стабильности, конечно, любви и так далее. Справедливости тоже хотим. Справедливость, конечно. А у нас что получается? Все друг от друга позакрывались. Мы закрылись. Ты от меня закрылся? Нет. Я от тебя? Нет. Там мы разных национальностей, да, мы живем в одной семье под названием Россия, но мы друг от друга не закрылись. Мы открыты, ведем диалог и так далее. И вот хотелось бы, чтобы за таким круглым столом собирались люди разных национальностей, которых объединяла бы культура, объединяли бы технологии, соответственно, прогресс. К этому каждый человек стремиться к прогрессу, быть лучше, стремиться к лучшему. И самое главное — веровать. Принято. Дай причину Богу, чтобы Он тебе помогал. Но простые смертные дают эту причину. Но, к сожалению, система государственности, да, так сказать, и политики, она мешает. Вот этот принцип, который был разработан в Римской империи, разделяя властвуй, он жив. Я благодарю тебя за этот разговор. Спасибо большое. Да, и тебе спасибо.